Звук, звук. Звук, звук. Раз, два, три. Уважаемые коллеги, пора включаться. Мы очень рады видеть на второй день нашего семинара такую мощную аудиторию. Мы очень надеемся, что вы осознали, так сказать, возможности, которые не стоит упускать, скрывая истину от друзей, кому откроешься, да? Кто вас еще поймет в вашей прекрасной работе, кроме таких же, как вы? Есть смысл, пользуясь любой возможностью, в качестве провокации любым докладом, задавать свои вопросы, высказываться, да? Вам точно станет от этого лучше, нам всем станет от этого лучше. Но у нас, значит, сегодня семинар «Дело живое», поэтому у нас будут сегодня небольшие перестановки в программе. Кому-то оказалось неудобным время, у кого-то обстоятельства. Это абсолютно нормально. Мы работаем, это живой семинар, а не конференция, прости господи. Вот, хорошо, тогда вот сегодня ведем мы. Микрофон у нас в руках, готовы бегать, готовы давать вам микрофон. Вперед. И мы даем слово Дмитрию Александровичу Кошелеву, который расскажет нам о своем проекте «Дорогие товарищи». Здравствуйте всем. Я сначала выйду сюда, чтобы представиться и вкратце немножко представить проект, а потом я сразу сяду за ноутбук, потому что надо будет очень много показывать. Дело в том, что проект «Дорогие товарищи», который я сейчас представлю, появился спонтанно. Я специально его делать как-то не планировал. Это такой некий эмпирический опыт. Я 20 лет работал в медиа. Я медийщик, я телевизионщик, я интернетчик, ну, все, что связано с производством медиаконтента. И тут произошла такая история 5 лет назад, которая в корне изменила мою жизнь, вообще и мою профессиональную деятельность в большей части, так скажем. У нас был юбилей, 100 лет республики. И меня, как одного из таких приближенных к императору, позвали в администрацию главы и сказали: Дима, нужна какая-то интересная идея, которая бы раскрывала бы историю Республики Коми в каком-то позитивном контексте. И так, чтобы людям это было интересно. И, как говорится, пошло в народ. Я начал, как медийщик, думать, а какой же это может быть контент, который связан с историей, который пробуждает историю в людях. Думал, и потом смотрю, а что это в соцсетях часто, ну не как часто, а бывает, что выкладывают снимки, и при этом люди эти снимки начинают активно обсуждать. И не просто обсуждать, а
в позитивном контексте. То есть нет, как правило, нету ругани, это не чернуха, не желтуха, а как всегда, как правило, это очень хороший такой ясный, позитивный диалог идет. Я думаю, ну вот, наверное, это идея. Нашел несколько фотографов, собрал хорошую коллекцию предварительно до запуска, нашел хорошее название и сфокусировался на советском периоде Республики Коми и города Сыктывкара в частности. Почему? Потому что, если исходить из истории нашего региона, то именно в этот период наибольший рост был всего. И численности населения, и строительства, и это вот такой прям яркий период в истории Коми. И тем более фотографий тогда по тому периоду очень много. И что стало происходить? Сейчас я вам уже из ноутбука буду показывать. Вот, собственно говоря, меня слышно? Раз, два, раз, два. Собственно говоря, вот эта самая группа, которая была запущена 4,5 года назад. И вообще в проекте я всегда руководствовался вопросом «почему?». Ну, достаточно такая частая история «почему?». Мне всегда было интересно, а почему? Вот как видим, да, вот казалось бы ничего сложного, просто фотографии, которые присылают в большей части подписчики. Вот мы вчера обсуждали тут, видите, асфальт и как на деревьях эти годовые кольца, слои асфальта, и вспоминали, какой асфальт когда был уложен. Ну, то есть достаточно такие простые вопросы, да? Вот сыктывкарская мода. И обратите внимание, вот женщина скинула фотографии своей мамы с подругой. Вот, да? Вот. Это 50-е, Сыктывкар. Но самое это интересное, что под этим происходит. Люди начинают вспоминать и отвечать своими фотографиями из своих фотоальбомов домашних. Понимаете? Тут происходит вовлечение. И вовлечение не просто потому, что я фотографию выложил, а потому что под фотографией собирается аудитория определенная, которая помнит то время. Видите, они вот, я им только тему задаю, и они начинают отвечать. О. А где вы эти фотографии из домашних альбомов, где еще вы их найдете? Коллекция сама собой начинает собираться. Причем, как я вижу, что просто собираются, во-первых, воспоминания, во-вторых, фотографии. Вот смотрите, казалось бы, ну что в этой фотографии такого? Номер автобуса и дети в окне. Вот ну что в этой фотографии такого? Как бы не так. Смотрите, 85 комментариев. 85. Сейчас я их раскрою. Все начали, как вы думаете, что вспоминать? Сейчас я вам покажу даже эту картинку. Вот это вот устройство. Вот это вот устройство начали вспоминать. Оказывается, оно у стольких людей вызывает вот этот вот обратный импульс, что ли. У всех столько с этим связано. И ладно, в общем, все поняли, да, примерно, по какому принципу работает. И тут я начал задавать себе очередное «почему?». Почему это вообще все происходит? Я решил пойти учиться на исторический факультет нашего университета в СГУ, чтобы понять принцип построения вот, истории как науки. И мне в процессе вот моей учебы преподаватели, педагоги стали объяснять, что Дима, твои комментарии, которые оставляют люди под фотоснимками, это не что иное, как устная история,
которая просто сразу цифруется, или как? Цифруется, в общем, да. По сути дела, это летопись с неизвестными историческими подробностями советской повседневности. И я начал эту тему разрабатывать. То есть, по сути дела, вот классное название, дорогие товарищи, вот мне повезло с ним, оно как бы сфокусировало людей и выявило целую группу населения, которая хочет что-то сказать, которым есть что сказать, которые хотят вспоминать и отстоять право на свою историю, не только книжную, но прожитую. Так, и что у нас? Вот я запустился 15 августа 2019 года. Ключевая идея: соберем историю вместе, которую я запустил в людей, и она очень хорошо сработала и работает до сих пор. Это и фотоснимки, и воспоминания. Что, я просто хочу объяснить итоги, что из этого получается. У меня на данный момент уже, вот это, кстати, статистика годовой, год назад, она, вот я тут замерял, уже 16 миллионов просмотров. 16 миллионов, а в группе всего 14 тысяч подписчиков. И уже собрано 118 тысяч комментариев. Даже если убрать из них половину, то это, по сути дела, содержательный контент, который содержит историю. Пошли вот, кстати, вот левая фотография, это уличная фотовыставка, которую замечательная библиотека юношеская позволила мне провести прямо на их стенах. Когда был ковид, нельзя же было в помещениях собираться, мы прямо вот фотовыставку прямо на стене библиотеки сделали. Потом Национальный музей стал нас привлекать очень активно. И целый нам давал вот эти свои центральные залы, где мы вот эти фотографии с комментариями, опять же, с распечатанными комментариями под фотографиями развешивали. Опять же, Национальный музей нас, как сказать, привлек для производства первого исторического путеводителя. Они что попросили? Пусть дорогие товарищи приходят на собрание и обсуждают, какие маршруты они хотели бы проходить. То есть, понимаете, мы из онлайна в офлайн перешли. И люди с удовольствием приходили по любому звонку. Национальный музей очень доволен остался. Я остался, я же медийщик, я начал собирать интервью у людей, которые помнят советский период. То есть мы там 155 комментариев, интервью у меня собрано уже по советскому периоду. Это крупнейший архив по видео. Причем некоторых людей уже нету, я успевал в последний момент записывать. Мы стали на основе вот этих воспоминаний делать методические пособия, комплекты для проведения уроков краеведения в школах. Это все я делал на гранты. Вот, дорогие товарищи, пожалуйста, на собраниях в Национальном музее. День пионерии, как видите, да? Советский Новый год. Причем люди пошивали костюмы себе перед Новым годом, как раньше, по тем старым технологиям. Мы пекли хлеб. Была такая пекарня. Они говорят: Дима, мы так хотим вам чем-то помочь. Я говорю: а испеките нам, пожалуйста, булки по советским рецептам. То есть нашли книгу 70-х годов, испекли хлеб. И пришли, у нас такая шла активная группа, которая пробовала этот хлеб и говорила, этот хлеб советский или нет. И очень интересный эксперимент получился. Ну вот, опять же, вот в Национальном музее мы прокладываем маршруты для путеводителей. Вот, это все подписчики, дорогих товарищей. Потом, что стало происходить? Потом мне стали в СГУ говорить: Дима, тут очень много науки, давай писать. То есть я, конечно, не обладаю еще академическим языком, да, письменным, потому что я еще студент. Но в соавторстве, я когда объяснял свои идеи, мой научный преподаватель, она просто писала. У нас даже ВАК есть, ВАК-Q1 публикация. У нас сейчас будет монография с методологией работы вот данного исторического проекта. Какую историю можно вытаскивать из него, какую политологию, какую культурологию, какую антропологию можно извлекать из онлайн-сообщества.
Сайт я вам сейчас покажу. Вот 5 грантов я на данный момент получил за 2,5 года работы. Вот президентские гранты, культурные инициативы, гранты главы. Это все вот на производное от проекта. 4,5 миллиона. Государство мне представило. Сейчас мы перейдем дальше. Вот смотрите. Я сейчас пишу ВКР, выпускной, диплом. Я думал, как бы мне так сделать, чтобы он был таким необычным с помощью своего проекта, да, как историка. И мне подсказали, опять же, в нашем в Институте истории, что никогда не было еще в истории Сыктывкарского государственного университета диплома стартапа, да еще и исторического, гуманитарного. То есть я, по сути дела, что делаю? Я сейчас создаю книгу наоборот, написанную читателями, то есть подписчиками проекта, и шагнувшую из интернета на полку. Я просто что сделал? Я взял самые яркие посты, самые яркие фотографии и самые яркие комментарии. И просто мы делаем вот такую вещь. Сейчас. Взяли. Вот, пожалуйста. Кто из Сыктывкара, наверное, узнает, что это Октябрьский проспект. Наполовину есть, наполовину нет. А фотография дополнена иллюстрацией в советском стиле, которую нам на факультете дизайна отрисовывает девочка. То есть у нас с ней двойной диплом получается. Она с точки зрения иллюстрации делает, а я с точки зрения наполнения. Вот видите, и комментарии этих подписчиков идут как текст. То есть это, по сути дела, коллективная работа с моей группы. Вот, пожалуйста. Все. И я это оформляю в книгу, и книгу издам. Я уже подобрал себе спонсор среди строителей, которые с удовольствием напечатают это издание. И это мой диплом. Это, пожалуйста, это еще одна производная. Это, казалось бы, группы ВКонтакте. Ничего сложного-то и нет. Нужна только фантазия, по сути дела. И немножко видеть больше, чем видят обычно. И у всех есть такие ресурсы. Так, что я еще могу вам показать? Посмотрим. Это я показал. В принципе, наверное, все, достаточно. Минимум мемориум, так говорится. Если что-то, какие-то вопросы, может быть. Да. Что скажете, коллеги? Есть ли вопросы? Есть ли реплики? Есть? Сейчас бегу. И Елена Шмытова, ну я слушатель курса, можно сказать. Дмитрий, мы вот тут посидели, поговорили, а у вас нету какого-то видео, вы не можете сейчас представить интервью, воспоминаний? Просто интересно, как это... А сейчас попробуем. Я совсем забыл очень одну важную вещь сказать. У меня же сайт еще есть, дорогие товарищи. Хотя бы кусочек, да. И про сайт, пожалуйста. Да, сейчас. Спасибо. Хорошо, что задали такой вопрос. Так бы я ушел и не показал. Это и не показал. Ой. Сейчас. Давайте, вот уж замечательная комбинация альта. А он у меня где-то был в браузере. Мы это можем закрыть вообще. Вот он. Ага. Вот смотрите. Классная штука. Она пока еще у меня наполняется, но это поисковая система для той огромной архива коллекции фотографий, которая у меня собрана, и вообще всей моей работы. Вот видите, сайт, который чем интересен? Сюда можно закидывать фотографии, и они будут уходить сразу же в мою коллекцию. Видите, добавить фото. Сверху вы можете задавать любой промежуток временной, который вас интересует в фотоистории Коми. Видите? Десятилетия там. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И когда задаете этот промежуток, будут выкладываться только фотографии этого периода. Сейчас вы поймете. Вот.
И видите, вот моя коллекция пошла. 10-е, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. Вот все, весь советский период, он тут захвачен. И, соответственно, конечно же, это не только вот эти 5 фотографий. Вот там они вот там раскрываются. Видите, там еще 170, там еще там. Ну, у меня их там порядка 4 или 5 тысяч на данный момент выложено. Мы их сейчас обрабатываем. Но мне был задан вопрос по видео. Вот видите, сверху вот есть еще такие так. И видео воспоминания. Нажимаем. Тут еще не обработано. Тут будет на каждой штучке лицо человека, который рассказывает, и его фио, как говорится. Тут пока тема и общая какая-то закрывашечка. К сожалению, пришлось уйти из Ютуба в силу, вот сами понимаете, чего. И выгрузиться в ВКонтакте. А Контакт как бы не очень в этом плане хороший видеохостинг. Но, тем не менее. Вот, пожалуйста. А где звук? А звук у нас вот тут. Вот, пожалуйста, типичный ролик. Чему учила школа? Какой-то вот ветеран. Они все короткие, но они хорошо. Научили нас в жизни не только школьным наукам, но и жизненным вопросам, поведению, быть полезным, значит, не теряться, принимать решения правильно. Это все пригодилось в Афганистане. Принимать быстрые решения, не теряться. Вот. Так, давайте. Жизнь Тут сейчас чуть поинтереснее. Ну вот его, наверное, знаете, Шемелин наш. Вы знаете, педагоги были все хорошие, чего не скажешь о нас. Вытворяли мы многое. Если бы мои дети, наверное, вытворяли то же самое, я бы их прибил, вот, честно, простите, Господи, но потому что мы были далеко не подарки. Но что мне очень нравилось в классе, класс был очень дружный. И, скажем так, покрывали друг друга. Если кто-то что-то натворит, и приходила завуч в класс и говорила, кто это сделал, все молчали, как рыбы. Вот меня, наверное, вот это тоже как-то так до глубины души пробрало, и я поменял даже психологию какую-то свою, понимаете? Я до 6 класса учился в 12 школе, и там класс был менее дружным, скажем так. Если кто-то что-то натворил, это Балашов сделал. А тут нет, я пришел, и все молчат. Казалось бы, ну что он там, новичок пришел. И мне как-то даже стало стыдно что-то делать не то, что делалось в классе. Поэтому у нас был очень дружный класс, и я горжусь тем, что вот мне в жизни довелось вот учиться с такими замечательными ребятами. Ну, вот примерно в таком ключе. Вот обратите внимание, есть, например, последнее видео, чтобы не затягивать. Есть такой, был, к сожалению, Владимир Рохин, наш замечательный скульптор, который умер. Я за полгода до его смерти снимал вот это интервью. И он рассказал о пленных немцах, которые в Сыктывкаре целый год Хорошо находились. помню, вот у нас Министерство культуры было в деревянном здании. На улице, как же, театр-то стоит этот, Бабушкина, улица Бабушкина. Деревянное здание. Это деревянное здание огородили колючей проволокой двор такой. И там группа немцев, может и не только немцы были там, ждали своей участи. То есть их должны погрузить куда-то или вверх, или в верхний счет, или еще куда-то там отвезти. Вот. А я ходил в детский садик, который примыкал. 46-й год он вспоминает. А так было расстояние. Вот. Они нас подматывают, подзывают пальчиком. Вот. Хлебушек просят, там еще морковку, там что там, что мы едим, то тащим. А взамен они делают нам из проволоки пистолеты. Вот. Если проволоку определенным образом
скрутить, получается такой вот ударный, ну, похож на пистолет, но не пистолет. Если к пуговице поднести, нажать, выпрямляется проволока, там, намотанная немножко, и бьет по пуговице. Пуговица напополам. Вот. Ну, они так нас благодарили, так сказать. Вот. Но еще плюс, так сказать, у них было много медалей, много монет. Некоторые ребята более старше, их аж собирали целые мешки. А какие медали? Немецкие, что ли? Немецкие медали и ордена. Вот. Взамен, ну, наверное, какие-то там покушать, поесть, там еще что-нибудь. Ну вот в таком ключе. То есть просто я все подряд вспоминаю, собираю все, что люди помнят, и о чем они хотят сказать. Люди старшего поколения, да. Спасибо большое, очень интересный проект. Но вот сразу, мне кажется, вы частично ответили на то, что я сейчас буду комментировать по вашему проекту. Ага. Вы стали говорить того, что не хватает в проекте. Сейчас комментирую это видео. А оно должно быть изначально уже там. То есть, когда мы видео открываем, тут у вас есть темы. Это замечательно, они очень действительно разнообразные. Да? Вот где-то у вас год указан. Здесь вы вот сами прокомментируете. Он рассказывает о немцах в таком-то году. То есть, в принципе, мне кажется, каждый такой ролик, пусть даже небольшой, кроме того, что действительно там должно быть фамилия, имя, отчество, это должно быть краткая биографическая справка. Ну, конечно. Но хотя бы, да, годы жизни человека, которого уже нет, кто он был. И вы показали маленький ролик, к чему учат в школе, да, например. Мне кажется, что даже если человек сам в самом начале не стал говорить, как уже про дружбу он стал это говорить уже в конце, соответственно, в аннотации должна быть указана, какая школа, да, города Сыктывкара. Просто это, во-первых, ну, сразу ты понимаешь, о чем ролик, сразу отсылает ту информацию, может, даже человек, который и не сказал, потому что бывает сложно сориентироваться, когда ты вспоминаешь, потому что ты-то знаешь, где ты учился и так далее. А это уже обладает исторической информацией, и, конечно, возможностью поиска и отклика еще большего количества людей. А по поводу дипломной работы. Действительно, наверное, это очень интересно. Такой я тоже не вспомню. А в последнее время, чтобы воспоминания именно служили, так скажем, дипломной работе на историческом факультете. Я тоже историк по образованию. Вот, у меня вопрос. Конечно, чтобы более что-то конкретно сказать и такие прям задать вопросы, это нужно видеть, да, саму работу. Но потому что я успела посмотреть, у меня вопрос. Там есть воспоминания чисто бытового характера. То есть не в том, что я там одевался, что я ел, куда ходил, а есть, например, у вас именно про строительство зданий. Есть ли у вас система комментариев и как вы проверяете эти воспоминания? Потому что там увидела конкретно в таком-то году построена баня. Как я знаю, очень часто, и мы историки все это прекрасно знаем, это доказывают, когда берут даже мемуары известнейших людей, Ошибки. Да. да, и люди, которые действительно участники этих событий, говорят разные даты, называют разное время и по-разному их интерпретируют. А все-таки это диплом уже будущего историка. Поэтому у меня вот такой вопрос. Как вы в данном случае, вот есть система комментариев и каким образом? Потому что, я так понимаю, текст вы берете авторский, то есть тот, который воспоминает. Да. Естественно, спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. И этот вопрос мне практически каждый раз задают. Каждый раз задают, потому что он напрашивается именно у профессиональных историков. Естественно, там комментариев-то ведь гораздо больше в группе-то. Их огромное количество. И мы их просто именно для издания мы их выбираем, проверяем и выбираем. Чем хорош вот этот онлайн-проект? И люди, когда комментируют, я же вижу их профиль, и я всегда могу с ними связаться. Если этот профиль странный, если факты, которые очевидно, вот человек указывает в комментариях, тоже странные, то есть я же знаю историю города Сыктывкара, я уже и насмотрен, и начитан, да, я их не рассматриваю. Если в комментарии мне нравится, я всегда могу написать человеку, чтобы он объяснил, уточнился, так что ли. Потом я всегда могу сравнить с официальной историей. То есть правильно он там говорит, или что-то совсем там что-то из ряда вон. И тогда я начинаю выяснять, кто врет. Официальный исторический источник или человек. И бывает, что врет официальный источник. И представляете, это вообще, я помню, фотография Национального музея, например, была, которая была подписана разрушение храма Стефана Кемского на площади снос.
Нет, это не та, это не та это не тот храм оказался. Мне прямо на атомом эту фотографию в группе разложили. Очень это удивительная штука. Так что это, по сути дела, инструмент исследователя. Я продолжу тогда. Разговор на самом деле, вот обратите внимание, вот сейчас все внимание, это очень важно. Разговор серьезный, потому что как медийный продукт, это классно, Мгм. это очень здорово, это заводит народ, это заставляет вспоминать. Я смотрю с нашей скучной профессиональной точки зрения. Мы не просто библиографы, да? Мы не просто библиотекари, мы хранители материалов, собиратели и хранители контента в таком виде, в котором он может быть пригоден для науки, да? Да, и мы из него же, значит, в первую очередь для науки, да, как документ, а во вторую очередь мы продвигаем это в более легком варианте, да, заинтересовываем для всего человечества. С точки зрения вот этого, примерно 100 вопросов. Значит, если мы собираем... Фотографии собирают сейчас все. Вот просто все. Библиотеки собирают, сообщества собирают. Это очень давно уже не новость, да? Но у нас есть свой профессиональный подход. Когда мы собираем, вопрос первый, как решаются правовые вопросы? Вот люди вам присылают фотографии. Там есть персональные фотографии, это персональные данные. У фотографий есть авторы, то есть те, кто снимали, да? Без решения. То есть почему не так быстро это все развивается? Потому что есть вот такие камни, груз такой, да? Вот вопрос к вам, а еще вопросов будет несколько. Вопросы первые. Как решаются правовые вопросы? Как вы получаете согласие на разрешение на публикацию этого с точки зрения авторского права и с точки зрения закона о персональных данных? В том случае, когда я фотографию нахожу не сам, я часто хожу в гости и открываем вместе мы с источниками их фотоальбомы, они мне прямо достают и часто мне отдают. Я сам даже сканирую их. Ну, это тут понятно, что мне отдал... Непонятно. Непонятно. Это ваша личная история. Откуда бы вы ни взяли, даже если вы берете из своего фотоальбома, вот из своего домашнего, процедура одна и та же. Если это предназначено для хранения, для серьезного хранения, не у себя в фотоальбоме, да, а для публичного распространения или для хранения в качестве источника, процедура жесткая, одна и та же. Абсолютно жесткое документирование, согласие автора и согласие лиц, которые изображены на фотографии, на предоставление этого в общественный доступ. Это очень серьезно. Это закон об авторском... как же пополняются все социальные аспекты? А вот социальные, вот это вот, пока кто-нибудь не добрался до вас из тех, кто не разрешил бы это, кого вы не спросили. Это серьезное, да, это серьезное дело. А если мы говорим о профессиональных задачах, тут просто тогда это мертвый груз, если всего этого нет, потому что никто из нас, получив вот этот массив, да, или собрав этот массив, не сможет его использовать. Закон об авторском праве еще как-то куда ни шло, да, он не очень активно вызывает, скажем, судебные разбирательства, а закон о персональных данных с каждым шагом ужесточается все больше и больше. Опасное дело. Единственная возможность, когда вы связываетесь с авторами, с теми, кто прислал, тут же получать от них вот все эти согласия по положенной форме. Пока от самих людей, изображенных, или от их, так сказать, правопреемников, ну и тот и другой закон, я лекцию читаю на эту тему, сейчас просто не буду тратить на это время. Это первое. Второе. Когда собирается такой массив профессионально, все документы обрабатываются, получают обработку. То, о чем начала говорить Марина Анатольевна. Когда Марина Анатольевна имела в виду комментарии, она имела в виду не комментарии вот этих людей из соцсетей. Ну, вы же историк, да? Значит, любой вот этот вот текст, который человек произнес, расшифровывается, кладется на бумагу, да? Записывается и дальше комментируется. Научный комментарий, когда вы идете по тексту и в каждой запиночке, в каждом месте, где есть возможность или где есть необходимость, вы пишете. Он говорит, я пошел в школу на улице там социалистической. Сноска сразу. Какая это школа? И где она находилась, по какому адресу? У меня в классе учился Митя Иванов. Стоп, кто этот Митя Иванов? И вот это делается всегда, в общем, это нормальная стандартная работа историка и работа публикатора.
Без этого нельзя публиковать вот такие документы. Никакие документы такого рода, интервью или что-то в голом виде, коллеги, это имеет отношение ко всем, потому что есть такая практика, в голом виде просто чистый текст не публикуется никогда. Без провинанса, без истории этой публикации, без предисловия публикатора они бесполезны. Это к вопросу о публикации. А для хранения, вот для того, чтобы, если мы не сейчас публикуем, нам важнее всего грамотная обработка. Да? Нам важно, пока человек у нас в руках, пока у нас есть контакт с ним или с его правопреемником, да, но с человеком, который отвечает, условно говоря, за фотографию, нам важно выяснить все. Отдельная проблема у нас в нашей профессиональной среде – это как раз работа с изображениями. Как описывать документ, мы себе представляем. А как предметить фотографию? Есть уже небольшой опыт. К сожалению, нам не помогает в этом отношении Государственная библиотека искусств, их рекомендации, они немножко о другом. Но практически на самом деле, что мы делаем? Мы кладем эту фотографию перед собой и начинаем в аннотации описывать те объекты, которые там есть. Значит, на фотографии изображены здание по такому-то адресу, да? Значит, дальше видно здание вот такое-то, которое было тем-то. На переднем плане телефонная будка. Еще на переднем плане люк такой-то, да? А еще вот там, как это, квас, бочки эти с квасом, да? Это описывается все. И вот дальше начинается работа с соцсетями, правда, интересная, потому что дальше вы привлекаете тех, кто это знает, и проверяете эту информацию. Без такой атрибуции снова фотографии – заманчивая штука, но тяжелая работа на самом деле, да? Волонтеров можно привлекать, можно самим этому учиться, да? Можно делать постепенно, но если вы хотите, чтобы из этого материала, предельно увлекательного, необходимого в краеведении, был реальный продукт, это делается сразу, а не потом. Это делается в переписке, это делается собственными усилиями, потому что вы все, скажем, да, вот вы жители этого места. И это очень серьезная работа. Это вот то, о чем я хочу сказать. Да, и третье. Значит, нельзя хранить такие вещи в сети. Вот мы должны понимать, что сеть, я вчера об этом пыталась сказать, сеть, сайты – это не место для хранения. Это как все равно, что с легкой сумочкой, в которой у вас все драгоценности, да? Я не знаю, там, держать в этой сумочке все и с ней ходить по городу. Нет, драгоценности лежат в надежном месте, в архиве, в вашем архиве, да? В вашем архиве бумажном краеведческом или в вашем архиве сетевом, да? Но они лежат, живут они в своем домике, где они надежно защищены. А на сайт они выходят погулять и показать себя. Ну, примерно так, образно, да, если. Поэтому здесь тоже, здесь очень важный вопрос. Что с хранением? Обработан ли этот архив? Приняты ли эти документы на хранение как положено? Или он такой домашний? Или он живет на сайте? Как у вас с этим? У меня разложено, дублируется на 2 жестких диска. Папочки описаны по темам, по источникам, откуда они пришли, эти фотографии. И, собственно говоря, такие аннотации в текстовом файлике. Ну, все подробности, которые... Значит, все-таки из этого есть смысл. Я понимаю, что в данном случае речь идет о частном архиве. Частным владельцам архивов мы не указ. Да? Но поскольку мы здесь говорим с вами, да, и очень заманчивая идея собирать фотографии, да, то вы примерно помните, да, что нельзя делать продукты, минуя ресурсы. Загляните в наше руководство еще раз. Сначала контент укладывается в ресурсы, на свое место, в данном случае в краеведческий архив или в краеведческий веб-архив, о котором мы вчера говорили, а потом оттуда они достаются или на них ссылаются, когда вы это публикуете. В любом виде, на сайте, в книжке, где угодно. Да? А вот в архив они укладываются по архивным правилам. Поэтому выгоднее, конечно, иметь дело не с отдельными фотографиями отдельного человека, а с подборками фотографий или с коллекциями. Кто-то, может быть, передает альбомы, да? Это проще в обработке. И вторая сторона, вы прям меня осчастливили, прям со страшной силой. Другая сторона. Значит, это вот такая профессиональная, такой, ну, не знаю, я надеюсь, что я вас не огорчила. Вы историк, вы, конечно, это понимаете. На самом деле, извините, да. что я вас перебиваю, тут скорее упор идет на
коммуникативную Все понятно. Просто вот к вопросу о ценности контента. социология. Коммуникативное – это вторично, а материал, смотрите, какая штука еще. Когда такой контент собирается для коммуникативной задачи, в каком-то смысле, как это, фотографий же много не бывает, да? В том смысле, что если их отдали сюда, их не отдали в другое место. Если они остались в личном архиве, они не попали в ваши архивы библиотечные, да? Они выводят, вот как ни странно, они тем самым выводятся из научного оборота, они вводятся в него. Понятно, в чем дело? Если мы не можем их взять в те руки, которые их обработают надежно, да, они в каком-то смысле почти потеряны. Тем более, что у нас такие архивы ставятся на учет, как положено, и черта с два их какой-нибудь директор выбросит. Нельзя, они поставлены на учет. А вторая сторона хорошая, чтобы нам как-то не затягивать этот разговор, хотя я вот очень рада, что я вас вижу, живого человека, который делает такие задачи. Я очень надеюсь на дальнейшие контакты с нашим сообществом и с нашей библиотекой. Вторая сторона дела. Мы ничего не знаем о соцсетях как источнике краеведческой информации. Ничего. Ноль, зеро. С одной стороны, огромное количество комментариев, спровоцированных, грамотно, очень спровоцированных вот ресурсами такого типа. Огромное количество. А что с ними делать? Нет, это не устная история. Устная история, методика устной истории – это серьезное углубленное интервью по специальным методикам, и тогда мы про человека знаем все, правда? Вот как положено, если мы как историки берем интервью, мы про него знаем все. А у нас тут 100-500 тысяч людей, которые каждый высказывает с короткой репликой. Мы не знаем, кто эти люди. Мы ничего про них не знаем. Мы не знаем, обманщики они или склеротики, или как раз добросовестные воспоминатели. Мы не знаем, как с ними связаться, чтобы проверить это. Мы ничего не знаем. С одной стороны, отложить бы эти соцсети как можно дальше. Мы сейчас, вот, решая задачи веб-архивирования, говорим всем и себе, что мы к соцсетям относимся очень осторожно. Мы что-то, какие-то аккаунты будем брать в веб-архивы, потому что там ценнейший материал. Но мы будем взвешивать каждый раз. Так вот, смотрите, не брать бы его, глаза бы не глядели, потому что все может быть недостоверно, и сколько у нас сил, чтобы это разгребать. А с другой стороны, контент, правда, не просто уникальный, а это контент, который нам необходим по одной очень важной причине. Обратите внимание, это о самих людях. Иначе у нас наша память останется памятью официальной. Если мы будем брать материал только из книг и из газет, которые врали в известные периоды столько, сколько выходили, да? А нам нужна память о людях. Только на эту память люди откликаются, когда там конкретные рядовые люди. Магазин, в который они ходили, школа, в которой они учились, улицы, по которым они бегали. Про них и про таких вот людей. И источник этой информации – это именно соцсети. Они нам позарез нужны, но как это, да, вот? Не трогать или хватать. А вот и здесь нам позарез нужны исследования, как те, о которых, судя по всему, вы упомянули. Я отметила себе, я буду искать ваши публикации, прочитаю все внимательнейшим образом. Нам нужны историки, которые именно этой темой займутся. И после диплома, и я не знаю, сколько там еще предстоит вам кандидатских, докторских, вы человек энергичный. Эта тема позарез нужна. Контент социальных сетей как исторический источник. Там явно совершенно свои методы обработки вот этого контента. Другие. Какие? Историки упираются. Когда мы им говорим, что есть реальная задача, они предпочитают заниматься чем-нибудь типа памяти об исторической травме или как вспоминают Сталина. А у нас есть реальная задача, которую из историков не решает пока никто. Вот. Это серьезная тема, напрягитесь, коллеги. Просто предложить собрать фотографии – дело очень нехитрое. Проблема в том, что это за собой тянет, чтобы это стало реальным, ценным источником. Торопиться не надо. Публиковать можно, но еще раз, внимание к правовым вопросам. Это очень-очень серьезно. Вы же не хотите под суд, правда? Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, что вы никуда далеко не убежите, мы с вами еще поговорим. Надо бежать, но я как-то вот мне с вами
А вот и не Общаться. убегайте. У нас однажды был семинар, пришел человек, которому нужно было всего лишь передать посылочку, инженер. Он присел на наш семинар, значит, сначала с краешку посидеть, потом досидел до конца дня, потом позвонил на работу, отпросился на еще 3 дня и выступал у нас. Мы, знаете, вы в опасное место попали, мы такие. Так что не уходите, Бог с ней, с вашей работой. Да, вопрос, да, сейчас вот вопрос, видите, как вы. Здравствуйте, Нина Обячева. А с методическими материалами, которые вы разработали, где-то можете познакомиться? Они выложены здесь. Сейчас, вот, пожалуйста, учителям. Разрабатывал сын Рогачева, Алексей Рогачев. Вот. И тут, видите, тоже Да. опираясь, это все скачивается, выбираете тему, и детям можно читать. Там Да. презентация, технокарта и конспект. Да. Сын Рогачева – это хорошая рекомендация. Из доброго дома человек. Да. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Так. Ну вот же. Вопрос праздный и быстрый. Сколько человек исполняют этот проект? Да, один я. Вот поэтому все и проблемы. Я боялась вашего этого ответа. Так. Так, нет, только микрофон и называть себя. Татьяна Петыга, Великий Устюг. Тоже вопрос, что вы один, и вот эти вот на фотографиях водяные знаки, видео, обработка, создание сайта, это тоже все вы один делаете? Причем на Ютубе у меня все было подписано, все было расписано. Мне пришлось сносить YouTube, который был у меня замечательно атрибутирован, потому что вот грантодатель сказал, что нельзя на Ютубе больше. Это все я один делаю. Я медийщик, я привык. А к этому сколько подходу. времени у вас занимает на вот это все? Целый день? Мне не и хватает сутки? времени. Я Да, вначале надо. не спал, потом понял, что так нельзя жить. Не уделял время семье, потом понял, что так нельзя жить. И я сейчас очень четко прочитал кучу мотивирующей литературы, бизнес-литературы, и понял очень четко, что мне нужно как четко регламентировать день. Я же еще учусь. И понял, что учебу надо четко совмещать с проектом и все строить вдоль проекта. Тогда экономия достигается. Все понятно. Но я сейчас уже выхожу на Минобраз, они дают мне человека в помощь от министерства. Понятно. На будущее тогда вот, если учитывать все пожелания, все рекомендации, чтобы, я желаю вам, чтобы проект стал всероссийским, потому что действительно заинтересовало многих, даже нас, Вологодскую область, например, что мы вот под одной эгидой, да, друзья, товарищи, и вот, например, Вологодская область, там, Владимирская и так далее и тому подобное. Да, это франшиза. Я думаю, что со всеми историками нужно объединяться. Ну, замечательно. Как вы смотрите на то, чтобы придружиться с какой-нибудь хорошей Сыктывкарской библиотекой? С Национальной библиотекой Республики Коми, например, подсказываю, есть такая библиотека. Мы прекрасно друг друга Нет, знаем. просто, так, я сейчас страшную вещь скажу. Передать этот архив библиотеке, чтобы он был в надежных руках, и сотрудничать с ней. У вас появятся руки, очень умные, умелые головы, и время появится. Так они же у меня начнут спрашивать, а что это за снимок? Расскажи. И все, я буду начну сидеть в библиотеке и рассказывать про все это. Да, может и переработать сюда пойдете. Кстати, тоже нехило. При своем же архиве. Ну да, работу Смотрите, я себе хороший вариант. обеспечивал уже на всю жизнь. Подумайте. Спасибо большое. Да, вот Вам спасибо всем. Иванова Наталья, Сосногорск. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь, берете вот фотографии только из соцсетей? Вот если так могу просто посоветовать, есть такой государственный каталог музеев, где есть фотографии, где можно найти и документы, ну, нумизматику, ну, в общем, все, что возможно. То есть я вот, например, то, что пользовалась, например, тоже, когда работаю, собираю материал, например, сейчас по улице Дзержинского я собирала, то есть я могу найти по всей России фотографии, то есть я нашла, то есть вот по репрессированным и так далее, то есть в разных частях про одного и того же человека, то есть вылетают вот эти фотографии, вот тоже такой вопрос, находите ли вы, вот пользуетесь ли этим каталогом? Госкаталогом пользуюсь, да, каталогом, да. Пользуюсь, я уже выбрал, и видите, в чем особенность моей работы, кстати. Вот отвечая на ваши вот, технические вот эти замечания, да, по содержанию вот, атрибутики. Любая подробность убивает диалог. Если слишком много подробностей, диалога не получится.
Я очень часто спрашиваю под фотографией, а не декларирую подробности про снимок. Иначе людям неинтересно будет говорить, им нечего вспоминать. Все уже описано. Это и убивает музеи, понимаете? Вот, ну вот не сами музеи, а вот этой своей подробностью. Люди приходят, чтобы что-то узнать, а ко мне приходят, чтобы рассказать. Вот разность подхода, понимаете? Вот откуда коммуникация. Они сами мне эти подробности начинают описывать. И я только наводящий вопрос: а откуда вы это? Почему вы так решили? Они мне: а вот потому что я тут жила, и вот тут ходила тут. И вы это не фиксируете? В смысле не фиксирую? Подробность. Вот подробности эти Они под оставите? каждым постом эти подробности. Хорошо. Тогда вот на ваш вопрос, можно я скажу еще? Обратите внимание, да, хороший источник, настоящие архивы, настоящие музеи. Обратите внимание, если вы забираете это в свой архив, вы должны у музеев спрашивать: храни Бог вас от использования музейных предметов, изображений музейных предметов без разрешения музея. Вы получите на свою голову. Музейное законодательство корявое и очень недоброжелательное ко всем остальным, кроме музейщиков. С ними надо, отдельно смотрите законодательство о музеях, или если надо, спрашивайте, я расскажу, эту тему я знаю. А с архивными, у архивных нет запретов, но вы обязаны ссылаться. То есть вы сохраняете у себя копию документа, полученного из другого музея, со всей атрибуцией, со всей привязкой, где это лежит там. Вы показываете это как копию, а не просто себе забираете. Вот, хорошо? Спасибо большое за... Посмотрите, какой интерес вызвала ваша тема. Ура, коллеги! Еще раз благодарим Дмитрия Александровича. Еще ни один доклад на нашем семинаре не вызывал столько комментариев. Практически мы 45 минут обсуждали и слушали этот доклад. Переходим к следующему докладу. Приглашаю Козюрову Ольгу Ивановну, заместителя директора Эжвинская централизованная библиотечная система. Она вас познакомит с фактографическим электронным ресурсом «История Эжвы в датах». Добрый день, коллеги. Конечно, после такого бурного выступления мы вернемся к библиотеке и к нашему проекту. Два слова скажу о нашей Эжве. Эжва – это промышленный район города Сыктывкара с населением около 60 тысяч человек. На территории нашего района расположено крупнейшее предприятие России – Сыктывкарский ЛПК. Это я для гостей говорю, да? Брендом которого стала офисная бумага «Снегурочка». Вот такой небольшой экскурс. Естественно, первоначально мы планировали создать не такой ресурс, а полный электронный хронограф по истории Эжвы с гиперссылками на полные тексты о всех исторических событиях нашего района. У нас есть полнотекстовая база данных хронограф Эжвы, в которую вошло уже больше 1000 записей. Но, как всегда в нашей жизни, все решают финансы. И поэтому получился тот ресурс, который мы сегодня вам и представим. Мы считаем, что это информационно-развлекательный продукт туристической направленности. Вот так вот мы для себя, для библиотекаря его озвучиваем. Ну вот давайте посмотрим. Продукт этот был подготовлен к 60-летнему юбилею нашего района. Называется он «Интерактивный фотографический электронный ресурс. История Эжвы в датах». Он знакомит с историей нашего района с 1963 года и до сегодняшних дней. Сразу оговорюсь, что в нем собрано только 100 самых ярких, привлекательных событий из жизни нашего района. Он наполнен информационным, познавательным контентом и информационными элементами, которые будут интересны и взрослым, но целью своей мы ставили, конечно, привлечь этим ресурсом молодежь. На сайт вошли не только всем известные исторические факты, но и архивные видеокадры, фотографии, документы, статьи, вырезки из газет. Таким образом, на странице этого ресурса показана краткая картина развития Эжвы через даты, факты, фотографии, видеоролики, викторины с игровыми моментами, с любопытными историями из жизни района. Реализация проекта стала возможна благодаря финансовой поддержке администрации Сыктывкара.
Поиском и отбором информации занималась группа наших сотрудников Центральной библиотеки «Светоч». Нами было подготовлено техническое задание, разработана концепция сайта. За короткие сроки и ограниченный бюджет мы смогли найти компанию, которая воплотила наши идеи, наш замысел. Это IT-компания «Кибернетика-24», Новосибирск, город. Хочу сказать, что работа с данной фирмой напоминает ситуацию, которую описала в своем докладе о нейросети Ксения Ивановна Габова. Здесь тоже надо ставить четкие задачи для 5-летнего ребенка. Как бы ребята, которые работают в этой фирме, они привыкли делать легкие сайты для магазинов, для фирм, где нету вот этой глубокой информации. И они искренне не понимали, зачем нам, библиотекарям, такие ссылки, гиперссылки, тексты вставлять в ресурс. Но в конце концов мы нашли общий язык и остались, в принципе, довольны друг другом. Не знаю, как они, конечно. Нами был подготовлен дизайн-макет сайта, а ребята уже осуществили верстку сайта, учитывая все наши замечания, пожелания, подготовили мобильную версию и версию для слабовидящих. Сразу скажу, что ребята делали только техническую часть. Дизайн, вот этот весь материал, это все делали наши сотрудники. Сразу, я думаю, что интересно будет, во сколько вылился нам этот сайт. 150 тысяч нам всего дали. Как бы планировали мы намного больше. Ну вот. Так, давайте тогда дальше познакомимся. Как выйти на наш ресурс? Самый простой способ — перейти на любом браузере в поисковой строке, вбить название ресурса «История ЕЖВ в датах». А также можно перейти на ресурс нашего официального сайта с бокового меню, как вы видите, или с баннера на главной странице. История ЕЖВ представлена на сайте в виде временных отрезков, десятилетий, вы увидите. Мы постарались воссоздать атмосферу каждого этапа становления ЕЖВ, погружение в этот отрезок времени. Вы можете полистать сайт, познакомиться с каждым фактом, погрузиться в материал, а можете сразу перейти на определенный отрезок времени. Сбоку для удобства предусмотрена стрелка. С любого факта отрезка времени можно вернуться на начало. Вот видите, поисковик тоже есть. Можно набрать. И вы выйдете на... Так, благодаря гиперссылкам можно выйти на полные тексты из электронной библиотеки нашей ЦБС, размещенной также на официальном сайте. Чтобы завлечь молодежь и подростков, мы решили представить некоторую информацию о районе в виде интерактива по принципу «играя, запоминаем». Ну вот, например, в виде викторины. Предлагаю посмотреть вопрос, по какому известному произведению Николая Дьяконова был снят фильм. Николай Дьяконов родился, жил долгое время, не родился, жил долгое время в Эжве. Ну вот давайте, кто наши коми. «Свадьба с приданым», да, знаменитый фильм. Ну вот вы видите, что ответ также можно будет интерактивно посмотреть. На сайте отдельным блоком выделены малоизвестные факты под названием «А знаете ли вы что?», которые дополнены документами, публикациями, видео. Ну вот, например, такой вопрос, что в 1973 году в Эжвинском районе родился миллионный житель нашей республики. Ну давайте немножко посмотрим. Да Юрий Федорович, размыслов ященья, чужих нюлит кага, Оля. Каждый вечер выходит в эфир информационная программа Сыктывкарского телевидения. Сегодня в ней рассказ о миллионном жителе Коми АССР Оле Размысловой. Юбилейный для Сыктывкара год 1980, городу исполняется 200 лет, знаменателен и для Оли. Со своими сверстниками она впервые переступит порог школы. Ну, хочу сказать, что сразу после презентации нам дали все контакты этой девочки Оли, мы с ней связались, приглашали на мероприятие. Она была очень довольна, что помнят ее, живет в Эжве. Все еще, да. И этот факт интересен тем, что, ну вот мы видим, что миллионный житель был в 70-х годах, а сейчас в республике осталось чуть более 700 тысяч населения.
При подготовке материала для сайта была отобрана историческая видеохроника, и мы решили использовать вот такой ретро-стиль. Это старая видеопленка, ламповый телевизор и другие элементы, которые вы встретите на нашем сайте. Как вы уже обратили внимание, что к фактам и событиям прикреплены материалы, статьи из газет, нормативные документы, публикации из журналов, отрывки текста из книг. Для удобства их чтения предусмотрена функция увеличения. Ну, как бы вы это можете все посмотреть. Интерактив, игровые элементы, анимированные предметы, конечно, оживляют сайт. И это позволяет читателям в интересной, увлекательной форме погрузиться в историю родного края. Теперь немножко о статистике. Запустили мы этот ресурс в ноябре 2022 и по февраль 2024 года. По данным счетчика «Цифровая культура» мы все подключили, как бы он официальные данные мы можем передавать. Вот вы видите, что составляет больше 2000 это визиты и просмотров где-то 2500. Ну, для нашей небольшой библиотеки это большие цифры. В 2023 году наша ЦБС принимала участие во всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Создаем историю вместе» с этим вот именно ресурсом и получила диплом второй степени в номинации «Формирование архивного контента». Мы считаем, что цель выполнена, и в заключение хотелось бы сказать, что данный контент стал очень интересным для наших жителей, особенно он привлек молодежь, как мы и планировали. И вас мы тоже приглашаем совершить виртуальное путешествие, погрузиться в историю Ежевинского района, города Сыктывкара. Ну и немножко про продвижение ресурса. Презентацией данного ресурса был открыт юбилейный год нашего района. Презентация состоялась в администрации Ежевинского района. Там присутствовали все руководители всех отраслей нашего района и такие значимые люди нашего района. В течение года в официальной группе ЦБС публиковали посты со ссылкой на данный ресурс, а летом 2023 года проведена онлайн-викторина по данному проекту. Все это можно у нас в группе библиотеки Ежевы посмотреть. Ну и о данном проекте постоянно рассказывается на экскурсиях по библиотеке для гостей, для наших жителей. Нами были выпущены 2 вида вот интересных таких буклетов рекламных с QR-кодами, где можно будет выйти сразу на наш сайт. Ну и, Надежда Михайловна, мы хотели бы вам подарить этот буклет с надеждой, что вы посмотрите его подробнее и дадите нам какие-то советы. Что я могу сказать по поводу Эжевы? Мы никак не могли понять, когда первый раз нам книжку прислали из Эжевы. Что такое Эжева? Когда нам объяснили, что это район Сыктывкара, который сам по себе не безумно большой город, нашему изумлению не было предела. Потому что работают они, вот эти вот, да, граждане, как обитатели очень серьезного исторического населенного пункта, большого, да, с размахом. Отличные издания каждый год практически. Вот в этом году чего-нибудь отправили нам на авторский знак? Ну, так слушайте. Вот просто, да, мы запомнили, я думаю, что все наши коллеги по всей стране запомнили эту библиотеку, ну, потому как очень грамотно, очень толково работаете. Здорово. И вот эта хорошая штука, у меня вопрос, пока вы думаете над своими вопросами, у меня вопрос такой. Вот у таких проектов все классно, кроме того, что если они заканчиваются, они начинают потихонечку засыпать, а потом не приходя в сознание, да, все, они перестают быть интересными. Вот сайт такая коварная штука, он должен без конца, там должно что-то меняться. Поэтому вопрос ключевой, что дальше? Как эта штука, отличное начало, как она будет развиваться дальше? Какие возможности вы видите? Ну вот именно вот у этого сайта, как бы он-то законченный, потому что фирма закрылась, которая разрабатывала, и никто не может больше вносить туда изменения. Но все-таки, вот как я вначале говорила, вот этот электронный хронограф, мы его сделаем. Не скажу, что прям в этом году, но он будет и по годам, и по датам полностью, вот он у нас в планах. Значит, ситуация понятна, она не только у вас, поэтому обратите внимание еще раз.
Если хотите, чтобы ваш сайт продвигался, чтобы он не выходил на 115-й странице, да, по запросам, а выходил на первых страницах, он обязательно должен быть живым. Но когда вот такая ситуация, его развивать нельзя, да? В смысле, вот именно в этой Ну, форме. вносить изменения мы уже не Значит, можем. да. Значит, тогда учтите такую вещь обязательную. Вы обязательно убираете его с главной страницы краеведческой вот через какое-то время. Убираете. Там не должно быть ничего неподвижного. И тогда что вы делаете? Вы убираете его не совсем с сайта. Вы убираете его в архив. То есть туда, где поисковые машины его не увидят. Вот когда он начнет замирать, а всегда в какой-то момент спрос прекращается, потому что иначе они будут думать, что это валяется, брошенное. А дальше что вы делаете? А дальше вы создаете другие продукты, которые на него ссылаются. Понятен фокус? Другие продукты, которые будут с активными гиперссылками вот туда, где он лежит, потихонечку отдыхает. Да? Вот эта система. Значит, либо еще возможность сделать сделать его апгрейд с какой-то другой фирмой, если будет возможность, да, и тогда вот эта форма. Но всегда, коллеги, всегда закладывайте, когда вы создаете сетевые ресурсы, абсолютно всегда при проектировании закладывайте сразу возможности развития. Вот это обязательно. У нас подход к этому как к книжкам. Книжку сделали, закончили, ура. А сетевые ресурсы, у них другая жизнь. Они должны все время, их надо подкармливать, их надо развивать, чтобы они все время менялись, хоть по чуть-чуть, хоть по миллиметру. Какие-то новые данные, какая-то новая дата, да? Чтобы они всегда были открыты к пополнению. Значит, вот сейчас, пока вы не найдете, я очень надеюсь, что вы сделаете какой-то еще продукт на основе этого, второе издание с другой фирмой, которая не будет, вы, наверное, ее замучили, вот точно. Да. Да. Вот. Ну, После правильно. нас они, по-моему, То не есть они хотят больше сначала никаких поумнели, а работать. потом поняли, что им не жить. Хорошо. Значит, вот, да, возможности, ищите возможность снаружи расшевелить эту штуку, связать, да? Вот, и здорово. Есть какие-то еще вопросы, замечания по этой? Выложились все по предыдущему докладу. Да. Спасибо большое, Эжва, вы просто лучшие, вы молодцы. Спасибо. Мы переходим к следующему блоку. Электронные краеведческие ресурсы и продукты. Я к микрофону приглашаю нашего гостя из Национальной библиотеки Удмуртии, Татьяну Васильевну. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я уже должна при 4-м посещении, наверное, каждого из вас по именам знать, честное слово. Когда я на работе к администрации иду с информационным письмом, они мне опять: «Шо опять?» Я говорю: что поделаешь, если коми так хорошо работают. И, Ольга Рудольфовна, благодарю вас за приглашение и за организацию столь масштабного мероприятия, такого глубокого и интересного. Я думала, что меня уже в краеведении ничем не удивить после 20 лет стажа, но оказывается, каждый раз вы что-то находите новое. И я хочу преподнести презент такой краеведческо-сладкий. У нас есть в республике город Сарапул, в котором есть Сарапульская кондитерская фабрика и такие интересные люди, которые благодаря истории столетней книги сейчас весь Сарапул работает на одну книгу и одну историю. Лидия Будаковская «Город рыжей девочки». По этой книге они экскурсии творят, туристические маршруты и даже кондитерская продукция с картой города Сарапула. Может, вам послужит коммерческим каким-то проектом и идеей. Возвращаясь к своему докладу, НЭП как информационный национальный хаб, такое модное красивое слово, но после того, как я назвала свой доклад, нашла источники, что хаб сегодня это уже не совсем модно, и стоит ли идти к этому. Сегодня Национальная электронная библиотека, и я не могу переключить. Почему-то. Справа. Все.
В Национальной электронной библиотеке Удмуртской республики более 60 тысяч документов. Она имеет около 1,5 миллиона посещений в год, более 110 посещений в месяц и более 150 тысяч книговыдач в год. Читателю доступны как художественная литература, так и периодические издания, музыкальные записи, нотные издания. И на первом слайде у меня показан это партнеры, которые цифруют свои фонды. Видно, я думаю, что по последним рядам не видно, что самый большой фонд — это Национальная библиотека, более 58 тысяч документов. И участники проекта у нас сами цифруют, сами отвечают за лицензионное соглашение с авторами, потому что книги оцифровываются на основании лицензионного соглашения, а периодические издания формируются на основе обязательного экземпляра, поступающего в том числе в формате PDF в электронном варианте. Это уже так Национальная электронная библиотека выглядит после редизайна. Первоначально она выглядела вот так, и вы видите, что в самом начале у нас было 3 партнера, сейчас расширилось до 6 партнеров. К чему пошли такие, как говорится, партнерские отношения? Потому что наш фонд не настолько богат, как другие издания, фондодержатели. Например, из фондов библиотеки Удмуртского института истории языка и литературы мы получили для оцифровки около 1000 газет и более 50 книг на удмуртском языке. Из них в нашем фонде было только 9, и то в виде копий. Национальная электронная библиотека ведет свою историю с 2008 года, а предысторией создания Национальной электронной библиотеки был проект по оцифровке редких и ценных изданий Национального фонда. С 1999 года библиотека цифровала редкие оригинальные издания конца XIX века, первой трети XX веков. И эти издания у нас относятся, конечно, к малораспространенным и редким ввиду условий печатания и бытования этих книг. Вторым направлением в оцифровке национальных фондов и размещения стала периодика. С 2005 года в Национальную библиотеку поступали электронные версии периодических изданий, текущее поступление и ретроспектива газет и журналов на удмуртском языке. Удмуртуне, Джичбур, Вордским Кыл, Энвожо, Кенеш, Кижили. Сначала республиканские издания, а потом и районные издания. И одновременно с размещением цифровых вариантов текущей периодики проводится оцифровка ретроспективных национальных и краеведческих фондов периодики. На текущий момент у нас 34 тысячи документов на русском и удмуртском языках с 2018 года. Это республиканская периодическая печать, 13 наименований. И подфонд региональных изданий, 36 районных изданий в количестве более 17 тысяч документов с 1931 года. По объему видно, что периодические издания занимают огромную часть Национальной электронной библиотеки. Но тут нарисовалась проблема. Национальные издания не спешат сейчас отдавать свою электронную версию, потому что они считают, что мы мешаем подписке. Подписка падает, тиражи падают, поэтому они тоже не спешат отдавать свои PDF-версии, электронные версии. Нам не проблема, конечно, оцифровать, но это лишняя тоже работа, и мы сейчас более идем к ретро-оцифровке, к ретро-конверсии этих периодических изданий. Спрос большой, особенно на периодические издания, но есть люди, которые хотят бумажную версию. Соответственно, они после расшивки, оцифровки в таком неприглядном состоянии, то есть они упаковываются в коробки для хранения, но есть читатели, которым вот дайте бумагу и все. Вот приходится давать бумагу, конечно, она после этого приходит в негодность. Надеемся, что в будущем наши читатели будут понимать, более бережно относиться и принимать электронные версии периодики. Мы в каталоге привязываем ссылку на НЭП книгам.
К статьям также, но в связи с тем, что вот не своевременно поступает PDF-версия электронная версия газет, не успеваем, не всегда успеваем к статье привязать ссылку на НЭП, но каталог у нас требует авторизации, а Национальная электронная библиотека доступна без авторизации. Поэтому это более приемлемый вариант знакомства с документами. По статистике спроса, сейчас мне автоматизаторы, к сожалению, не смогли дать, потому что после смены интерфейса у них поменялась статистика. По книгам могу сказать, что вот за прошедшие полгода в десятку самых спрашиваемых изданий вошли «Мифы, легенды и сказки», 3 издания, 2 издания художественной литературы, но в переводе на русский язык, 2 краеведческих издания по истории городов, а 1 книжка по истории Удмуртии и где-то в самом конце этой десятки русско-удмуртский словарь. То есть национальные издания падают в спросе, и это, я думаю, обусловлено тем, что из школ и образовательных учреждений уходит удмуртский язык. Очень приятно, когда поступают звонки от знакомых преподавателей, почему ваш НЭБ не открывается. То есть я знаю, что спрос на Национальную электронную библиотеку существует, и не только в республике. Он востребован и в Москве в литературном институте, потому что там готовят сейчас переводчиков с удмуртского на русский, и в Питере, и в нашей республике. Но это пока есть учебные заведения, которые работают с удмуртским языком. Надо как-то, я не знаю, как обратно вернуть язык в учебное учреждение. Я думаю, у вас та же самая проблема. И надо эту проблему как-то решать сообща. Расширение нашей электронной библиотеки сейчас идет за счет музыкальных записей и нотных изданий. Удмуртская музыка у нас сформирована на основе архива записей гостелерадиокомпании Удмуртия и электронных изданий из фонда нашей библиотеки. Туда, в эту коллекцию, входят произведения народного творчества в исполнении фольклорных, профессиональных коллективов, вокальная, в том числе хоровая, инструментальная, симфоническая, сценическая музыка, музыка для детей. Еще одна коллекция есть, которая сформировалась на основе работ Анатолия Васильевича Мамонтова в статусе художественного руководителя ансамбля Государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас». Дар передал наследник, сын этого человека. И в результате этого дара подготовлено более 50 обработок и оцифровано более 50 обработок удмуртских песен, созданных за последние 55 лет. Следующий проект, за счет которого мы расширили Национальную электронную библиотеку, это «Весточка с фронта», коллекция, в которой с согласия владельцев представлены электронные копии отреставрированных библиотекой документов. Это фронтовые письма, извещения, наградные документы, справки, характеристики, книжки красноармейцев. Эта гражданская акция в библиотеке ведется с 2016 года. Проект стал победителем и конкурса социальных, культурных проектов акционерного общества «Лукойл». И в 2021 году проект стал победителем Всероссийского конкурса библиотечных проектов «Великая война, Великая победа». Понятно, что из представленных писем можно подчеркнуть массу информации, в том числе письма на удмуртском языке, но здесь возникнут сложности с прочтением. Во-первых, это каллиграфичностью не отличаются эти письма. Во-вторых, есть диалектические особенности языка северного и южного удмуртского языка. Еще самое последнее обновление Национальной электронной библиотеки – это плакаты. В фонде нашей книжной палаты есть плакаты, это более 8000 документов, и сейчас они активно вводятся и цифруются, вводятся в электронный каталог, вводятся в Национальную электронную библиотеку. Понятно, что они интересны и в полиграфическом исполнении, и в содержательном аспекте. Они в том числе печатались на удмуртском языке.
За проект «Национальная электронная библиотека» коллектив был удостоен государственной премии в 2019 году. Но это, конечно, не самое главное. Главное, чтобы он был доступен читателям. Сегодня мы делаем все возможное для того, чтобы большее количество документов на национальных языках были доступны и пользовались спросом. Я постаралась очень быстро. Могли бы и не стараться. Краеведческая работа этой библиотеки стоит, не знаю, удвоенного, утроенного времени. Очень умная с самого начала. Одна из библиотек, которые в самом начале наших новых времен очень четко поймала ветер. И, в общем, очень многое стоит рассматривать на сайте Удмуртской библиотеки. Я часто показываю, когда веду занятия, лекции, в качестве примера привожу эту библиотеку в самых разных аспектах. Есть ли вопросы? Вот сейчас у меня тут точно примерно 100 вопросов, а у вас есть? Вопрос один правовой. Вот сейчас вы показали плакаты и аудиозаписи, мы тоже все это храним, все имеем, но всегда возникает вопрос. Там несколько владельцев, авторов. Как вы в этом поступаете? С издательством заключаем договор. Именно с издательством, да. Понятно. То есть уже... Это когда новые плакаты. Тогда да. Кстати, обратите внимание, коллеги, плакаты. Я начну с конца тогда. Плакаты – дефицитнейший материал. Когда мы пытались, у нас, к сожалению, не по нашей вине не состоялся проект «Хроники гражданской войны», вот я выплакала в свое время эту тему, так что могу сейчас просто сказать, да? Но мы тогда собирали сведения о плакатах. И оказалось, что они очень мало где сохранились вообще. Не только там гражданской войны или не гражданской, а вообще. Листовой материал очень плохо сохраняется. Если бы кто-нибудь взял на себя в любом масштабе, да, проекты, задачи, связанные с тем, чтобы собрать именно плакаты и листовки, вытащить откуда угодно, из всех углов, сохранить. Это великое было бы дело, потому что этим источникам нет равных, пожалуй, вот в ценности информационной. Они актуальны на злобу дня, да, и эту злобу дня мы, в общем, из них и узнаем. То есть все, кто меня слышит, любые проекты, связанные с плакатами и листовками, мы бы поддержали просто всеми своими возможностями и какими угодно. Очень быстро уходящий материал, очень редко хранимый. Искать надо в архивах, искать надо в учреждениях, в общем, везде. И у себя по всем углам. Ну, в общем, вот. А вопросов очень много, потому что... А это именно вопросы вообще. Архивные документы, вот которые я как-то, получается, с конца иду. Архивные документы, письма с фронта, да. Заключается договор с каждым потомком, который приносил нам эти документы на Ура! реставрацию. Значит, они живут в библиотеке, в архиве у вас, да, и выставляются на сайт из архива, и вы имеете Учитесь, коллеги. Вот так вот и надо, чисто вымытыми руками. Да, и, кстати, вопрос вот о том, что не все понимают текст. Вообще говоря, при публикации архивных документов рукописных расшифровку рядом прилагать обязательно. Можно не комментировать, это не тот случай, это не комментаторская публикация, а расшифровку лучше всего давать сразу, потому что, ну, действительно, это невозможно понимать. Да? И вообще хорошо бы вам было бы их потом все-таки из сетевой формы еще как-нибудь офлайн опубликовать в книжке, если их достаточно, опубликовать в книжке, и там уже действительно с комментариями. Опыт таких изданий у нас есть. И просто вот и конкурсные книжки. Если соберетесь, то мы охотно поделимся и комментарием к этому, правильно ли делали. А архивные материалы звукозаписей в каком виде сохраняются? Где они живут? Оцифрованные в хранилищах библиотеки, потому что они были на бобинах, были на компакт-дисках, все уже оцифрованы. Про компакт-диски. Это была одна из библиотек, по-моему, первая, которая стала создавать свои продукты. Я вот помню календари, как сейчас, на дисках. И очень грамотные, очень умные. Там, например, картинка, да, вот сразу же начинала работать как это сказать? Интерактивная. Как интерактивная. Вот. Хорошая штука, но сейчас же они уходят. Что вы с дисками своими делаете? Цифруем. Цифруете. И они поддаются еще, да, цифровке? Пока да. Потому что, да, вот обратите внимание на это пока. Если у кого-то есть диски,
свои, да? А оборудование уже такое, что Оборудование, надо покупать. оборудование уходит. У нас много случаев, когда оцифровать не удается, если они у вас есть. Во-первых, категорически ни для чего, кроме как рассылки, для посылки, для регистрации в информрегистр, диски не годятся. Все, точка. Забыли про диски, их нет, не существует. А все, что было раньше, огромный запас вот этого в Удмуртии, цифруется. Спрос, а я вот этот вопрос потом задам. Когда вы привязываете к статьям полные тексты, вы делаете это как Владимир, со ссылками на живые? Нет, на НЭП. Только на НЭП. Только на НЭП. Ура! Господи, ничего не спросишь, все грамотно. Вот еще. А вот это мне хотелось бы вообще попросить коллег из Национальной библиотеки Коми ответить. Вот эта проблема понижающегося спроса на литературу на языках, на язык. Я знаю, что Национальная библиотека Коми этой проблеме уделяет много внимания, и вы видели, наверное, все в ресурсах. Без конца этот акцент есть. Книжку развлекательную, чтобы она была, ну, все, да, все на это. Может быть, кто-то из вас, коллеги из Национальной библиотеки Коми, может быть, Ольга Рудольфовна, скажет вообще, что делает библиотека, ну, как бы конспективно хотя бы, что вы делаете? А? Ну, давайте, кто? Да, можно прямо от себя. Да. Что можно посоветовать, что вы делаете? Ситуация общая для всех. У нас совсем недавно был такой случай. Пришла маленькая девочка, постучалась, очень активная, ничего не боится. И она сказала: я приехала с Луганской области, я хочу изучать коми-язык. Посоветуйте мне что-либо. Ну, естественно, мы подобрали самоучителей, отправили на абонемент, потому что у нас литература выдается на абонементе. То есть вот уже такой пример уже показывает о том, что люди, даже приезжающие, хотят изучать коми-язык. У нас в отделе, конечно, большой спрос идет именно на коми-язычную литературу, поскольку у нас самый массивный фонд. И мы удовлетворяем, ну, практически все запросы на коми-языке. Не во всех библиотеках литература в таком объеме представлена, как у нас. Ну, естественно, у нас и популяризация, и коми-языка. У нас есть мероприятия отдельно на коми-языке проводятся, обязательно. Ну, и всегда приветствие на коми, на русском. Есть и мероприятия гибридного формата, тоже русско-коми. Так что мы обязательно продвигаем язык. Самый главный плач свой не озвучила. 60 тысяч документов в Национальной электронной библиотеке и 0 в читальном зале практически. Исключая вот тех людей, которые пришли конкретно за бумажным вариантом, потому что им электронный вариант либо не нужен, либо они с компьютером работать не могут, либо у них компьютера дома нет. Поэтому цифры выполнять надо, массовая работа, а обилие, засилье мероприятий для выполнения цифровых показателей. Ну, это наша общая беда. Я думаю, что нам ее не преодолеть. Что касается языка, мне кажется, что стоило бы попробовать сделать целевую программу, в которой были бы разные формы для разных категорий. Вот то, что для детей, да, вот мне кажется, что добрые коллеги из Коми делают это блистательно совершенно. Когда что-то захватывающее и интересное, ты можешь только на Коми языке, да? Или преимущественно на Коми, да, зачетно, когда на Коми. И мне кажется, что можно было бы собрать опыт из других республик, потому что, например, Карелия классно работает с интеллектуалами. У них есть проект, и у нас, по-моему, он опубликован, статья. Если нет, я найду просто. Там клуб переводчиков. Люди переводят литературу на свой язык. Вот произведения какие-то, на свой язык. Может быть, кажется, и наоборот. Я могу не все помнить, но это собираются очень умные люди. Это творческая задача. Задача перевода, да, с настоящим переводчиком. Это очень круто. И у них этот клуб работает очень успешно. И вот так, мне кажется, можно, я просто не буду сейчас время тратить ваше, да, можно пройтись по категориям.
буквально, и вот на каждую сработать со своим инструментом, с каким-то. Давайте попробуем. Если у нас наберется материал, давайте в Мурманске поговорим на эту тему. Мне кажется, что все откликнутся, и Якутия, и чуваши. Сейчас все этим озабочены. Чуваши делают превосходные выставки по истории языка. Я под огромным впечатлением. Я бы изучила чувашский язык, потому что, ну, это очень как-то круто, да? Это древний язык, который потом был восстановлен. Это очень круто. Вот. И что-то еще я хотела спросить. Нет, наверное, это все. Наверное, это все, да. Спасибо огромное. Ну, очень мощная библиотека, очень умная и очень доброжелательная к пользователям. Это ты всегда чувствуешь, когда к ним попадаешь. Спасибо, Татьяна. Мы переходим к следующему докладу. У нас на связи должен быть Мурманск. Да, мы... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Слышно? Слышно, да? Ага, хорошо. Меня зовут Лебедева Екатерина Вячеславовна, я главный библиограф отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки. И сегодня я хотела бы вам рассказать об электронной библиотеке «Польский Север», о содержании и развитии нашего цифрового ресурса. Сейчас я пытаюсь включить презентацию. У меня не получается, демонстрацию экрана нажимаю, и мне ничего не выходит. Не волнуйтесь, мы спокойно подождем. Все хорошо. Что у нас такое? Окно выбора появляется? Нет, не появляется ничего. Просто я нажимаю, и у меня ничего не появляется. Инструменты. Так, сейчас я попробую. Ничего не появляется почему-то. Может, мне попробовать еще раз зайти? Сейчас попробую. Если хотите, мы можем сейчас, у нас после вашего доклада должен быть перерыв на кофе. Мы можем его сдвинуть немножко. Сейчас пойти, да? Да, можно сейчас сделать кофе-паузу, затем еще раз попробовать подключиться. Значит, Давайте таким образом да, сделаем. Спокойно тогда, пожалуйста, Екатерина Вячеславовна, спокойно тогда переподключайтесь. Пожалуйста. А, где, надо сказать тогда? Дорогие коллеги, нужно пройти в этот зал за стену. Предлагаю все-таки подождать минуту, потому что у нас сейчас начало переподключение. Нет, ну мы уже пошли. Через полчаса. Ну, 20. Так, 20 минут, коллеги, мы уже не укладываемся, поэтому в половину мы начинаем. Здравствуйте еще раз. Вот мне получилось войти. Сейчас я буду показывать вам свою презентацию. Давайте через 20 минут. Через 20 минут? Екатерина, можете тогда пока включить презентацию, просто... Ага, да, я убедиться, выключаю. что все работает. Мгм.
Екатерина, вы еще здесь? Да-да-да, я здесь. Давайте попробуем включить презентацию. Так, весь экран делится. Да, все хорошо видим. Ага, у меня почему-то вообще не срабатывала эта кнопка, поэтому... Странно. То есть я на нее нажимала, и мне никакого окна не появлялось дополнительно. Так, а теперь нужно просто Да, можете остановить, да? остановить демонстрацию, да. Лучше остановлю. Всё, у меня тут Все всё хорошо. А подскажите, пожалуйста, у нас перерыв получается на 20 минут, да, где-то? Да, сказали 20 минут. Хорошо.
Коллеги, а давайте еще позаседаем немножко. Мне понравилось. Те, кто не допил кофе или не может оторваться от конфеты, идите прямо вместе с ними сюда. Давайте. Рассаживайтесь, у нас впереди еще хорошие доклады. Все как мы любим. Так, пожалуйста, занимайте свои места, включайтесь. Прямо сейчас начнем следующий доклад. Технические проблемы, я думаю, там решены. Да. Екатерина Вячеславовна на месте. Все, пожалуйста. Так, тише. Еще раз здравствуйте, коллеги. Еще раз хотелось напомнить вам тему своего доклада. Это электронная библиотека «Польский Север. Содержание и развитие цифрового ресурса». Конечно, в современном мире с быстрым развитием информационных технологий большинство современных читателей предпочитает получать информацию онлайн. И поэтому краеведческая деятельность библиотек все больше ориентируется на удаленного пользователя посредством предоставления информации на своих сайтах. И для всех, кто интересуется историей, культурой, общественной и социально-экономической, также научной жизнью польского Заполярья, доступен сайт, информационный ресурс Мурманской областной научной библиотеки, сайт электронная библиотека «Польский Север», которая находится на таком адресе www.colonor.ru. Она представляет свободный доступ к оцифрованным версиям краеведческих и местных документов всем пользователям интернета без ограничений. Работа над созданием электронной библиотеки ведется уже более 12 лет. В первую очередь здесь были представлены книги из редкого фонда Мурманской областной научной библиотеки, перешедшие в общественное достояние. Затем была организована работа по привлечению нового материала в библиотеку и заключению договоров с авторами и правообладателями. На сегодняшний день в электронной библиотеке размещено более 19 тысяч полнотекстовых источников. Это оцифрованные книги, газеты, журналы, художественные альбомы, фотодокументы, различные аудио и видеоматериалы. Основой электронной библиотеки являются тематические коллекции, которые охватывают различные сферы жизни Мурманской области. В настоящий момент электронная библиотека состоит из 26 тематических коллекций и разделов. Среди них освоение Польского Севера, польские самы, сохраняя память о войне, святыни Польского Севера, поморы, авторы Мурмана, периодика и другие. Кратко хотелось бы остановиться на некоторых из них. Одной из самых первых коллекций была создана коллекция «Освоение Польского Севера». Она посвящена истории изучения и освоения Польского полуострова. Состоит у нас она из 3 тематических разделов. Это колонизация Мурманского берега, исследование Мурмана и Мурманская железная дорога. В них включены здания из редкого фонда Мурманской областной научной библиотеки. Это материалы по истории заселения и хозяйственного освоения Мурманского берега в 1860-1917 годах, истории строительства и функционирования Мурманской железной дороги. Раздел исследования Мурмана содержит работы известных ученых, материалы экспедиционных исследований начала 20-х веков, путевые заметки писателей, которые посещали наш край и оставили на страницах своих книг ценные сведения о различных аспектах жизни на Мурмане. Также здесь представлены еще и материалы по истории деятельности первой русской биологической станции на Баренцевом море, Мурманской биологической станции. В коллекции истории освоения Арктики представлены работы по истории Северного поморского мореплавания.
об экспедициях всемирно известных русских и советских полярных исследователей Чичигова, Толя, Шмидта, Папанина и других. Она содержит редкие документы, многие из которых были изданы в конце XIX – начале XX веков, а также труды и дневники полярных капитанов, деятелей рыбопромысловых флотов. Здесь же представлены современные материалы о роли Арктики и Северного морского пути в развитии России. В коллекции Помора можно найти различные исторические, географические, этнографические описания Кольского Поморья, материалы о духовной культуре поморов, о поморском фольклоре, различные этнографические обзоры, отчеты об исследованиях, экспедициях, изданные в XIX – начале XX веков по итогам изучения рыбных промыслов на Мурмане. Конечно, особую ценность представляют коллекции, отражающие историю региона и представляющие широкой аудитории редкие, малотиражные издания. В их числе коллекция Кола «Древний город края», которая посвящена старинному заполярному городу, отметившему свое 455-летие в 2020 году. В ней размещены уникальные издания XVIII и начала XX веков, отражающие историю развития Колы в разные периоды и этапы ее существования, труды известных ученых, государственных деятелей, писателей, побывавших на Кольском полуострове и описавших Колу в своих сочинениях. Вот одна из самых ранних книг, из редких краеведческих книг, это описание Колы и Астрахани академика Николая Яковлевича Озерецовского, которая вышла в свет в 1804 году. Это одно из первых академических изданий и первое описание Колы в гражданской печати. Также, помимо редких краеведческих книг и изданий, в эту коллекцию вошли современные работы историков и краеведов. В истории Кольского Заполярья Мурманский морской торговый порт занимает особое место. С него начинался Мурманск. Его рождение явилось важной вехой в развитии Кольского полуострова. И в 2022 году в электронной библиотеке «Кольский Север» появилась новая коллекция, посвященная крупнейшему незамерзающему порту России, Мурманскому морскому торговому порту. Эта коллекция включает материалы, разносторонне раскрывающие историю создания и функционирования предприятия. Это официальные документы, юбилейные издания, отчеты о деятельности порта и другие ценные источники, в том числе редкие издания из фонда Мурманской областной научной библиотеки. И здесь же находятся плакаты. Как Надежда Михайловна уже сказала, что их необходимо сохранять. Здесь находятся плакаты о передовом опыте и рационализаторском движении работников Мурманского морского порта. Все они отсканированы и находятся у нас на сайте. Работа по пополнению контента электронной библиотеки «Кольский Север» изначально велась в сотрудничестве и на взаимовыгодной основе с музеями, с архивами и библиотеками Мурманской области. И так при формировании коллекции «Сохраняя память о войне» были задействованы не только ресурсы нашей библиотеки. Партнерами проекта стали Мурманский областной краеведческий музей, Военно-морской музей Северного флота, музей боевой славы, 19-го и 20-го гвардейских истребительных авиационных полков, Пьярской средней школы имени Алексея Хлопстова. В коллекцию включены электронные копии памяти, книг памяти Мурманской области, книги о войне, архивные документы, фотографии, наградные листы, фронтовые письма, листовки и видеофильмы о героях Советского Союза. Мурманская областная научная библиотека проводит большую работу по сохранению документального наследия коренного малочисленного народа Мурманской области. С 2014 года в электронной библиотеке формируется коллекция «Кольский сам». Она содержит работы по изучению материальной и духовной культуры самов, антропологии, демографии, истории социального устройства и развития самского этноса. Это путевые записки, исторические очерки, материалы экспедиций историков и краеведов XIX и первой трети XX веков, а также работы современных авторов. Отдельный раздел посвящен творчеству саамских литераторов, и также представлена коллекция изданий на саамском языке.
Благодаря сотрудничеству с Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера, Новозерским районным национальным культурным центром, общественной организацией Мурманской области, Ассоциацией польских самов, коллекция ежегодно пополняется изданиями на самском и русском языках. Также в 2023 году в этой коллекции был выделен отдельный подраздел. Это аудио, видео, кино и фотоматериалы, где мы можем найти мультимедийные издания, аудиокниги произведений самских литераторов, деятелей литературы и искусства. В 2019 году в Год театра в России была сформирована театральная коллекция. Она включает более 100 источников по истории театрального движения, становлению и развитию профессиональных театров, самодеятельных театральных коллективов и о творческом пути театральных деятелей Мурманской области. В ней представлены уникальные материалы, это и книги, и газетные публикации, фотографии, афиши из фондов Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского областного драматического театра, театра Северного флота и Мурманского областного театра «Кукол». Также контент электронной библиотеки постоянно расширяется благодаря исследованиям, предоставленным учеными, преподавателями Мурманского арктического университета, Польского научного центра, научным сотрудникам Государственного архива Мурманской области, которые публикуют свои монографии, различные сборники научных статей. Труды ученых широко представлены в тематических коллекциях электронной библиотеки «Польский север» и в том числе в коллекции «Природа и экология». В нее включены материалы о животном и растительном мире Мурманской области, ее природных особенностях, информация о заповедниках. И также она содержит работы сотрудников Полярного геофизического института по актуальным проблемам оптики полярных сияний, исследованиям космического пространства и другим. Цифровая коллекция туризма в Мурмане представляет большой интерес для туристической отрасли региона. В ней представлено более 150 источников, которые знакомят с этапами развития туризма на Польском полуострове, с особенностями природы и культуры края. В коллекцию вошли журналы, путеводители, справочники о становлении туристического дела в 20-е и 30-е годы XX века, которые публиковали материалы о достопримечательностях и туристических возможностях края, о развитии различных видов туризма на Польском севере. Также коллекция содержит и современные исследования о туристическом потенциале региона. И, конечно, одной из последних коллекций, созданных в 2023 году, является новая коллекция образования на Мурмане. В ней представлены материалы по истории развития, образования и педагогики на польской земле. Издания по истории учебных заведений Мурманской области, сборники биографий людей, оставивших заметный след в истории образования нашего края. И также воспоминания ветеранов педагогического труда. Одним из популярных разделов на сайте является периодика, в которой можно ознакомиться с электронными версиями как современных газет и журналов, выходящих на территории области, так и краеведческих периодических изданий 20-40-х годов XX века. Здесь представлен архив старейшего регионального издания Мурманской области, газеты «Полярная правда». В 2022 году, благодаря плодотворному сотрудничеству Мурманской областной библиотеки с Союзом рыбопромышленников Севера в рамках проекта «Увековечение памяти тружеников рыбной отрасли Севера» в электронную библиотеку пополнили более 4000 оцифрованных номеров еженедельной газеты «Рыбный Мурман». В 2023 году в раздел также была добавлена новая категория – это бюллетень, в которой было размещено более 300 выпусков редкого издания «Бюллетень управления Мурманской железной дороги» за 1923-1927 года, оцифрованной президентской библиотекой в рамках конкурса «Наш регион. Избранные страницы истории». Центральное место нашей электронной библиотеки «Польский север» занимает раздел «Авторы Мурмана», который включает работы современных писателей, поэтов, краеведов, историков, ученых Мурмана. С ними мы заключаем договоры на оцифровку и публикацию их произведений на сайте. Собранные на странице авторов ресурсы также дублируются затем в тематические коллекции.
В 2023 году в разделе «Авторы Мурмана» созданы 18 новых персональных страниц. На этом слайде вы можете увидеть персональную страницу нашего нового автора. Это прозаик, поэт, бард, член Союза писателей Игорь Сергеевич Кольцов. На ней дается краткая информация об авторе и представлены его книги, с которыми можно ознакомиться и прочитать на сайте. Охват аудитории читателей электронной библиотеки «Кольский Север» весьма широк. Материалы полезны не только краеведам, ученым и исследователям, но и школьникам, и студентам, то есть всем, кто интересуется прошлым и настоящим Кольского края. С каждым годом увеличивается число просмотров цифровых документов, и количество посетителей сайта постоянно растет. За 2023 год к материалам сайта обратилось более 19 тысяч посетителей, а количество посещений составило более 150 тысяч. Мурманская областная научная библиотека планирует и дальше пополнять электронную библиотеку «Кольский Север», заключать договоры с новыми авторами, продолжать сотрудничать с научными, культурными и общественными организациями региона, также участвовать в различных совместных проектах и тем самым способствовать популяризации и распространению знаний о Кольском Заполярье. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Вячеславовна. Аплодисменты вполне заслуженные. И мы все с вами знаем, да, особенно северяне, что электронная библиотека «Кольский Север» одна из лучших у нас, да, библиотек, умная, порядочная, глубокая. Ну вот, наверное, вопросы есть все-таки. Нет? Ну, пока вы думаете, а я надеюсь, что вы думаете. А вот, спасибо, ура. Все. Здравствуйте, Великий Устюг, Татьяна Петыга. Подскажите, пожалуйста, вот у вас много на сайте там образование, театр. Не дублируется ли эта информация с сайтами, допустим, того же театра или там вашего там, Министерства управления образования и так далее? То есть как делятся они с вами или вы сами это издаете где-то? Ну, я думаю, что иногда дублируется, но вообще наш сайт — это, конечно, самый полный, самое полное количество экземпляров, да, источников содержится именно на нашем сайте. Но иногда, конечно, они берут и новости с этого сайта, то есть они, конечно, этими материалами тоже пользуются. То есть, получается, да, иногда дублируют. Спасибо. Когда вы сотрудничаете с другими учреждениями, ссылка из вашей электронной библиотеки ведет к ним, к их собраниям изданий, или они передают вам цифровые копии своих изданий, и вы размещаете их у себя? Как сотрудничество организовано при формировании коллекции? Ну, при формировании коллекции, конечно, они дают нам свои материалы, и мы их уже размещаем, и тогда они публикуют какие-то новости о том, что мы опубликовали новый материал, они на наш сайт дают ссылку на наш именно сайт. Угу. Понятно. А у них свои есть похожие собрания, или они просто целиком на вас эту задачу перекладывают? Они Больше сами... на нас, Ага. Больше на нас, да. Понятно. Хорошо, еще вопрос. У вас, посмотрите, у вас очень капитальные коллекции. Они фактически, это систематический ряд. Заметили, коллеги, да? Хороший, полный систематический ряд, и понятно, куда он будет развиваться. Одна коллекция в год, да, примерно получается? Или больше? Ну, в основном одна коллекция, да. Ну, зависит от того, как быстро будут пополняться изданиями, как библиотека, электронная библиотека. И, ну, в основном она, конечно, приурочена, коллекция в основном приурочена к какому-то событию. То есть в год театра была открыта театральная коллекция, год образования на Мурмане, получается, ну, год образования педагога в России – это образование на Мурмане. Понятно. Не было ли у вас мысли дополнять вот этот ряд капитальных коллекций менее крупными, более подвижными и более актуальными, что ли, да? То есть вот сегодня придумали и сделали коллекцию в связи с чем-то, что трудно было предусмотреть за год.
Не было ли, не хотите ли вы подобавлять вот такие не очень большие какие-то, но более актуальные, более узкие по темам коллекции? Ну, работа в этом направлении, конечно, ведется. Конечно, вот многие коллекции, они как раз и разбиваются на отдельные подразделы, которые имеют как раз информацию более, как бы, узкую, более узкую, да. То есть у нас, допустим, коллекция Мурманску посвящается. В этом году была также разделена на 4 подраздела, как раз касающиеся именно истории отдельно каким-то достопримечательностям Мурманской области, отдельно людям, которые внесли вклад. То есть она все равно, да, она разделяется на маленькие подразделы. Понятно. Еще вопрос. Мне кажется, что идею электронных библиотек стоило бы как-то развивать дальше, да? И вот, например, я вчера вот говорила тем, кто остался послушать про веб-архивирование, я говорила про то, что зарубежные коллеги придумали там для сетевых, да, они придумали авторские коллекции, когда коллекция собрана каким-то человеком, предложена каким-то специалистом. Это не о нем. Это человек, ученый какой-то, ну, допустим, какой-то конкретный специалист по СААМам, сам по своему усмотрению отобрал из оцифрованных изданий или каких-то еще, может быть, и сетевых, да, какой-то набор, и это его отбор, его выбор, его авторская коллекция. Я думаю, что то, что делается для сетевых ресурсов, вполне приложимо к нашим электронным библиотекам. Да? Не хотите ли попробовать вот такое? Это могут быть коллекции, собранные не обязательно ученым, каким-нибудь режиссером, каким-нибудь писателем, да? Но это не о нем. Это то, что ему кажется интересным, полезным по какой-то широкой, может быть, теме или по той, которой он увлечен. Не хотите попробовать так? Да, конечно, можно было и так попробовать. Если нам предоставят свои материалы, именно свои коллекции избраний, можно было попробовать сделать отдельные коллекции. Именно. То есть здесь фишка в выборе, что человеку принадлежит выбор, не его документы, да? Может быть, он и своими дополнил бы, а выбор. И еще, коллеги, я хотела обратить ваше внимание на очень хорошие вот эти вот коллекции, посвященные конкретным писателям, да, поэтам, деятелям. Обратите внимание, это одна из возможностей перестать делать бесконечные биобиблиографические указатели, мертвые, да? Понимаете? Вот если мы уйдем сюда, вот в эти коллекции, да, мы освободим время для создания библиографических указателей, для серьезных, капитальных, когда вот назрел и падает уже, да, от тяжести материал, вот тогда мы сделаем уже капитальный указатель, который, правда, будет нужен, да, потому что коллекция – дело временное. Хороший выход. Вот обратите внимание, это очень прогрессивная штука электронные библиотеки. И то, как это делают наши коллеги из Мурманска, вот это хороший, честный, основательный подход. Есть ли вопросы к Екатерине Вячеславовне еще? Спасибо большое. Это было очень хорошее выступление, но и ваша славная библиотека «Кольский север» заслуживает общего внимания. Вам всего доброго и готовьтесь. Мы скоро на вас накатим большой компанией, будет семинар. Держитесь, да. Ребята, запасайтесь здоровьем. Всем поклон. Да, спасибо большое. Да. Всего доброго. К микрофону приглашается новый докладчик Елена Александровна Выборова, которая познакомит нас с проектом «Культурная карта Республики Коми. Перезагрузка». Дорогие коллеги, я рада представить вам наш интернет-проект, проект Национальной библиотеки «Культурная карта Республики Коми». Это сейчас сайт появится на экране, я пока скажу несколько слов о нем. Это сайт о культурной жизни региона, его истории, уникальных природных территориях, выдающихся личностях. Он охватывает многие аспекты прошлого и настоящего республики, от мифологических героев и детских сказок до страниц истории купечества, театра и кино. Проект масштабный, уникальный в своем роде, объединяющий в одном месте разноплановую и достаточно полную информацию о регионе. Начиналось все в далеком 2012 году, когда общество Кострена выделило грант на реализацию этой идеи. Это корпоративный проект, он стартовал благодаря совместной работе с централизованными библиотечными системами региона.
и позже при пополнении ресурса, добавлении новых информационных разделов, модулей, мы всегда получаем от коллег необходимую информацию и фотографии для размещения на сайте. Год назад, благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив, стала возможна модернизация культурной карты. Был создан новый современный сайт, привлекательный для пользователя, вот он на экране, да, в том числе и для молодежной аудитории. Усовершенствованы поиск и навигация, я покажу. Сделана удобная версия не только для компьютеров, но и для мобильных телефонов. Дизайн подчеркивает национальный колорит республики, содержит много узнаваемых знаковых элементов. Итак, что представляет из себя сайт? Верхнее меню сайта состоит из разделов «Музыка», «Живопись», «Литература», «Архитектура», «Скульптура», «Ремесла», «История», «Этнография». Здесь содержится подробная информация о социальных учреждениях, художниках, скульпторах, писателях, композиторах Республики Коми, национальных фестивалях, творческих союзах, памятных местах, архитектурных сооружениях и народных праздниках. В разделе «Литература», например, мы можем найти биографии 114 местных писателей, сведения о литературных чтениях, традиционно проходящих в нашем регионе, а в подрубрике «Книжные автографы» представлены уникальные книги и документы с автографами деятелей литературы, науки, культуры и искусства Коми. Ценная информация содержится в разделе «Ремесла», где можно познакомиться с местными мастерами, видами декоративно-прикладного творчества Республики Коми, вышивкой, катанием валенок, народной одеждой коми-зырян, обработкой кожи, меха, кости, плетением из лозы, бересты и так далее. История включает в себя 4 подраздела: ГУЛАГ, купечество, история в открытках и коми-печать. Коми-печать была сделана совсем недавно и содержит подробную, собранную воедино информацию, иллюстрации, фотографии, ссылки на сайт Национальной электронной библиотеки с полными текстами периодических изданий, на сводный электронный каталог библиотек Республики Коми. Вот, например, мы с вами переходим на сайт Национальной электронной библиотеки. Зырянская жизнь, да? Листается все. Это своего рода летопись, зеркало эпохи, отражающая атмосферу своего времени. В центре сайта «Культурная карта» мы видим 3 карты: города и районы, мифология и бренды Коми. Карта городов и районов рассказывает о Республике Коми в целом и о каждом из наших муниципалитетах в отдельности. По принципу история, город-район сегодня, символика, туристские маршруты и особо охраняемые природные территории. Обратите внимание на правую сторону сайта. Здесь расположены публикации с похожей тематикой, связанные тегами, в данном случае Сыктывдинский район, туризм, история, символика. То есть мы можем прочитать тексты с похожей тематикой. Но подобрать информацию мы можем и самостоятельно. Если обратимся в верхний угол сайта, мы видим тут 3 категории: личности, территория, тематика. Есть возможность уточнить. Предположим, нам нужно знать все о художниках Коми. Мы выбираем художники, 93 имени. Справа опять же фильтры появляются. Художники у нас уже выбраны. Мы дополняем, уточняем. Художники Воркуты хотим видеть. Перед нами 10 имен. То же самое мы можем делать и с географическими, и с тематическими рубриками. Есть и стандартный поиск по тексту. Пишем сюда любое слово и находим то, что нам нужно. Вторая карта брендовая. На ней отражены известные бренды Республики Коми, среди которых памятники природы и архитектуры, этнографические праздники и монастыри. Чем славится Республика Коми? Да, чем она знаменита в России? В нашем регионе, например, есть самый большой памятный знак Ленину в виде головы. Вот так он выглядит. Зал знает, что он находится в Ухте, да, практически весь. Его высота 33 метра, сделан он из труб. Сейчас, кстати, он еще и подсвечен, находится на горе. Его видно, когда въезжаешь в Ухту. Это очень красиво. В Печоро-Илычском заповеднике, например, с 1949 года действует первая в мире опытная лосиферма. Где она находится?
Да, слышу, в поселке Якши, это Троицко-Печорский район. Город Воркута, конечно, бренд, да, один из крупнейших городов мира, находящийся за полярным кругом. Вот. Национальные праздники Лудусь, Цилимская горка, столбы выветривания Мань-Пупуньор, одно из 7 чудес России. Третья карта на главной странице – это мифологическая карта. Работа по созданию этого раздела воплотилась в жизнь благодаря гранту главы Республики Коми в 2018 году. Он представляет собой виртуальную карту республики, на которой размещены герои мифов и легенд Коми. Пам, Шипича, Кыртайка, Ирка, Пьягморт, Пера, Верса, Васа – это водяной и леший, Йома и другие. Это особенность коми-мифологии. Большинство героев можно прикрепить к карте. Экспертами ресурса выступили сотрудники Коми-научного центра, оказав помощь в оценке иллюстраций, содержании текстов, отборе легендарных героев и нарисовав перспективу развития карты на ближайшие годы. Ресурс носит энциклопедический характер. Справочный материал дополнен мультфильмами, документальными фильмами, аудиозаписями, ссылками на полные тексты произведений писателей Коми и народные сказки. Мы сейчас смотрим на примере героя Коми-мифологии Йена. Это верховный бог Демиург. Видите ссылочки на более подробную информацию. Художник, который изображал данного героя. Аудиозаписями. Калистрат Жаков написал на эту тему 3 произведения. Вот дошла я до этого. «Гулень на небе», «Бегство северных богов» и «Йен и Омыль». Эти сказки можно опять же прочитать в электронном виде, перейдя по ссылке на сайт Национальной электронной библиотеки. На каждой странице размещены аудиозаписи произведений коми-писателей и сказок. Здесь же вы видите сказки и на коми-языке. И мультфильмы. На этой странице предлагается посмотреть мультфильмы «Гулень на небе» на коми-языке по произведению Калистрата Жакова и «Мупукшим» и «Сотворение мира» на коми и русском языках. Ну и, конечно, ссылки на список литературы с ссылками на сводный краеведческий каталог библиотек Республики Коми. Мифологическая карта интересна школьникам, студентам, учителям, родителям, тем, кто организует познавательные мероприятия для детей и молодежи. Она стала очень популярна, особенно среди работников образования. По статистике, этот раздел сайта самый посещаемый. Мифология, фольклор входят в школьную программу. Как раз перешли в каталог. Как я уже сказала, культурная карта масштабна по своему содержанию, и на ее платформе реализуются разные краеведческие интернет-проекты. Авторский микрофон, Республика Коми и Большое кино, Театральная республика, Святые новомученики, Неизвестный Савин, который представили в этот проект вчера вечером. Проект «Авторский микрофон» стартовал в рамках Года литературы при поддержке Союза писателей Республики Коми. Аудиоресурс предлагает пользователям послушать книги известных писателей, коми-народные сказки и сказки финно-угорских народов в удаленном режиме. Художественные произведения звучат на русском и коми-языках. Микрофон включает в себя произведения Елены Козловой, Елены Габовой, Соломонии Пылаевой, Валентины Ивановой, Тамары Ломбиной, Валентины Лызловой, большая часть из которых звучит в исполнении авторов. Ну, например, для достоверности Елена Козлова «Шундер». Да? Шундер, мой. Ылын, печора, усич, паль, юберца, эти кресты, олисны-вылисны, пырыч, гозья. Аудиосказки являются хорошим подспорьем для преподавателей коми-языка, коми-литературы в школах региона. Тем более, что, опять же, произведения писателей, размещенных на этом сайте, входят в школьную программу в рамках регионального компонента. Кроме того, что очень важно, да, медиаресурс побуждает родителей больше времени проводить с детьми, создает благоприятные условия для возрождения традиций чтения в семейном кругу. И в этом году авторский микрофон стал победителем 6-го всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений в одной из номинаций. Медиаресурс «Республика Коми» и «Большое кино». Он всегда вызывает море эмоций при его презентации на мероприятиях, ведь каждому человеку приятно увидеть родные места, да, с экрана Большого кино.
Первый раздел. Фильмы, снятые в Республике Коми. Найдены интересные факты и подробности киносъемок в городах и районах республики из редких газетных публикаций советской эпохи. Например, фильм по прозвищу «Зверь», поставленный по книге Виктора Доценко «Срок для бешеного». В главных ролях всем известные актеры: Дмитрий Певцов, Армен Джигарханян, Татьяна Скороходова. Несколько сцен были сняты на Сыктывкарском вокзале и в исправительно-трудовой колонии номер 1 поселка Верхний Чов. Съемки прыжка в реку с моста проходили в районе железнодорожного моста, который соединяет деревню Вогваздино и село Усть-Вы. Ну и мы можем прочитать в сканах, которые представлены на этой странице, из статей из журналов и газет, о том, что офицеры по режиму и осужденные охотно помогали в массовках, разрисовывали актеров замысловатыми татуировками, а также выступали консультантами создателей фильма. Сканы представлены и на коми, и на русском языках. Самый новый фильм, который представлен на нашем сайте, ну и который снят на сегодняшний день на территории республики, это «Декабристка», 2018 год. А информация о фильме «Дожить до рассвета» интересно старшеклассникам, так как повесть белорусского писателя Василия Быкова, по которой сделана экранизация, 11-классники на выбор проходят на уроках литературы. Это военный фильм, снимали в Выльгарте Сыктывдинского района. Второй раздел знакомит с актерами, родившимися или некоторое время проживавшими на территории республики. Среди них всем известные имена Марины Букнис, Сергея Апрельского, Олега Ефремова, Владимира Меньшова, Екатерины Ковальчук, Сергея Миронова и других. И третий раздел – фильмы, снятые по произведениям местных авторов. Конечно, всем известна кинокартина «Свадьба с приданым», снятая по пьесе Николая Дьяконова. Она стала лидером проката 1953 года. Фильм «Девчата» с неповторимой Надеждой Румянцевой в главной роли поставлен по повести Бориса Бедного, работавшего в Коми СССР, конкретно в Трехозерке, инженером на лесосплаве. И знаменитая комедия «Афоня» тоже снята по произведению воркутинского писателя и сценариста Александра Бородянского. Этот медиаресурс интересен не только тем, кто помнит фильмы советского времени, но и молодому поколению, которое может гордиться родной республикой. Проект «Театральная республика». Зайдем еще сюда. Реализован нашей библиотекой на средства гранта главы Республики Коми в области культуры и искусства. Партнерами проекта выступили государственные театры, Союз театральных деятелей, театральные коллективы муниципальных образований Республики Коми. Проект был сформирован в 3 направлениях. Интерактивная передвижная выставка размышления. У нас есть 6 роллапов с элементами дополненной реальности, с помощью которой зрители могут увидеть видеоролики, фрагменты спектаклей, фотографии, услышать звуковое оформление выставки. Комплект открыток «Театральный привет» с информацией о ведущих солистах и артистах в государственных театрах. Они также снабжены дополнительной реальностью. Мы записывали видеоролики небольшие с артистами, с видеообращениями к любителям театров. И интернет-ресурс вы его видите с информацией об истоках Коми-театра, театров ГУЛАГа, выдающихся театральных деятелях, фестивалях, профессиональных и любительских театрах. Здесь также представлены уникальные фотографии. Нам краеведы предоставляли документы, афиши, программы, фрагменты спектаклей, оцифрованные репертуарные плакаты, они у нас хранятся в книжной палате, вырезки из газет и журналов разных лет и библиографическая информация, конечно, для более глубокого изучения темы. Часть текстов написана театральным критиком, заслуженным работником культуры Российской Федерации Верой Семеновной Морозовой, которая являлась экспертом проекта. И роллапы и открытки мы предлагаем библиотекам в качестве передвижной выставки. Снизу на сайте расположены, так можно было не уходить, да? Тогда так. Ссылки на другие краеведческие сайты Национальной библиотеки. Литературные прогулки по Республике Коми. Это виртуальная игра путешествия для молодежи. Мы из Коми, сайт о выдающихся людях, уроженцах края. Библиотека памяти. Это документы, письма, фотографии участников войны, уроженцев республики и тех, кто призывался у нас. Также работников тыла. Хронограф «День в истории Коми». Он ежедневно отражает знаменательные даты и события истории нашего региона.
Национальная электронная библиотека Республики Коми, портал Национальной библиотеки и группа краеведения в Коми нашего отдела. Вступайте. Несколько слов о Национальной электронной библиотеке. Очень много было сегодня сказано о великолепных, замечательных библиотеках других регионов. Она включает издания об истории, науке и культуре республики, художественные произведения, нотные рукописи, периодические издания с 1920 года. На сегодняшний день оцифровано и размещено в интернет 16,5 тысяч файлов с полными текстами. Документы представлены на 12 языках. Кроме русского и коми, конечно, да, есть издания на финно-угорских языках. Венгерском, коми-пермяцком, удмуртском, также на немецком, французском, английском. Вы видите 15 коллекций Зыряника, нотные рукописи, переводы, изоматериалы, наследие Чисталева, подкасты. В коллекции Зыряника представлены электронные копии редких изданий о Коми крае и первые публикации классиков коми-литературы. В периодических изданиях находятся республиканские и районные газеты и журналы Коми края с начала 20 века. Последние несколько лет библиотека ведет работу по формированию архива национальной периодики. Она осуществляет сбор электронных версий номеров газет и журналов, в том числе изданий муниципальных. Оцифровывается ретроспективная периодика. Собрание писателей Республики Коми знакомит с художественными произведениями писателей с 1930-х годов по настоящее время. Ежедневно к электронной библиотеке обращаются до 500 интернет-пользователей. Национальная электронная библиотека формируется за счет поступлений электронных копий документов наших партнеров, отдельных авторов, центров общественного доступа, крупных учреждений фонда держателей. Вот тут вот список, да, правда мелко получается. Республики Коми. Среди них Коми-научный центр. Есть у нас сегодня, да, представитель Сыктывкарский государственный университет. Заканчиваю. Спасибо. Коми-республиканский институт развития образования, Национальный архив, музей, ну, конечно, библиотеки республики, печатные СМИ. Сделаю несколько выводов. Возвращаемся к культурной карте. Теперь ее. Все разделы интернет-проекты в рамках культурной карты продолжаются, развиваются, заключаются новые договоры с писателями, добавляются мифологические герои, памятники, архитектурные объекты, открываются новые рубрики и разделы. Идеи есть, мы планируем новые проекты. Сайт у нас постоянно живет, он меняется и пополняется чаще, чем раз в неделю. В настоящее время информация на сайте представлена только на русском языке, однако изначально мы планировали коми-версию, поэтому закладывали в проект 2 лицензии, запланировав сайт на коми-языке на платформе этого ресурса. И перед нами сейчас стоит большая по своим масштабам задача по переводу культурной карты. Более 100 статей у нас уже есть. Коми-версия сайта будет иметь поначалу более сжатую структуру, но по мере создания текстов на коми-языке станет шире. Сайт на коми-языке станет хорошим подспорьем для учителей коми-языка, работников культуры, досуга, для учащихся, студентов при осуществлении образовательной деятельности. И на сегодняшний день это будет единственный сайт в регионе, объединяющий в одном месте настолько многогранную информацию о республике на коми-языке. Ну а его современный интерфейс, продвинутый поиск, навигация, аудиокниги, мультфильмы, видеоматериалы привлекут молодежную аудиторию. Спасибо большое. Я должна признаться, культурная карта Республики Коми один из моих любимых проектов. Ну, просто вот классно задумано, да? И, в принципе, простая идея, что в основе всех наших ресурсов карта, да, касается, между прочим, сайтов муниципальных библиотек точно так же. И в том, чтобы сделать так красиво, это нужно привлекать профессиональных художников, дизайнеров и так далее. А просто сделать многослойную карту может любая из ваших библиотек. Любая. Есть технология, то есть делать многослойную карту очень несложно. Отсылаю к одному из наших сборников. По-моему, он 2016 года «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Там очень подробная консультация
Юлии Шубниковой, это Красноярская краевая библиотека, подробнейшая, пошаговая, как делать многослойную карту. Любой из вас, любая из вас может это сделать. Идея вот ровно та же. Вы можете и своих там, и героев, и все, что хотите. Это очень популярная штука. Вопросы есть у нас? Добавлю про карту еще, Давайте. что вот по сравнению с предыдущей версией культурной карты, нашей первой, мы сделали именно карты, Яндекс-карты, которые Да. могут масштабироваться. То есть теперь, если нам нужно отметить какой-то памятник, например, бренды мы рассматриваем конкретный, да, то мы можем его поставить именно на ту улицу, ну или учреждение какое-то. Вот это очень архитектурное. важно. Вот это, я надеюсь, что добрые коллеги из Национальной библиотеки Республики Коми когда-нибудь нам расскажут очень подробно вот о деталях того, как это делалось и что учтено, потому что это очень умный проект. Видно, да? Очень умный. На каждом миллиметре подумано. У меня вопрос, пока вы думаете. Вы сказали о том, что в НЭП собираются электронные версии периодических изданий. По договору. А? Под Под договор. договором, Меня да. это Ага. просто заинтересовало, Мгм. потому что, собственно Конечно. говоря, это Сектор веб периодических архивирование и есть. Мгм. На самом деле, электронные версии изданий. А вот тогда вопрос, как часто они собираются, да? Они же меняются, электронные издания, ну какие-то. Или это журналы, в которых номер за номером, или это газеты, в которых номер за номером. Как это наполняется и где и как хранится? Вот Ну, это. это, наверное, подробнее мне может сказать сектор периодических изданий. А где у нас сектор? Да. Где у нас начальник транспортного Наташа опять, цеха? да, уже? Пусть, чтобы точнее информация была. С 2017 года были приняты в федеральном законе, то есть в 2016 году в федеральный закон были внесены поправки, что электронные копии периодических изданий становятся обязательным составом документов. И с 1 января 2017 года в Республику Коми были скопированы положения с федерального закона, и у нас все периодические издания, газеты и журналы, которые издаются на территории Республики Коми, стали обязательным экземпляром. Соответственно, они нам обязаны это предоставлять. За соблюдением законодательства следит Роскомнадзор по Республике Коми. То есть мы сейчас получаем обязательный экземпляр. Договоры мы с ними подписываем, с редакциями, издающими организациями об использовании электронных копий. То есть они нам дают, и как мы можем их использовать. Размещаем на сайте электронной библиотеки. МБА, электронная доставка документов. Об использовании права, что вот я вчера говорила, на цифровку. Все пропихали в этот договор об использовании. Что мы делали до 2017 года? С 2005 года Национальная библиотека Республики Коми подписывала договоры о предоставлении электронных копий периодических изданий. Никто, ни одна редакция нам не отказывала, а вот единственная одна редакция «Аргументы и факты» в Республике Коми, они потребовали денежку, а остальные все на безвозмездной основе. То есть сейчас у нас договоры о праве использования, а до этого работали договоры о предоставлении. Договоры все бессрочные, то есть до прекращения одной из сторон. И что еще сказать? О хранении. Хранится у нас в нескольких местах. Записываем на компакт-диске, потому что вирус может пожрать. Храним на сервере ЦИТа, то есть не в помещении библиотеки, и храним еще на моем системном блоке. Что еще? На НЭП размещаются в течение 5 рабочих дней должен быть размещен обзор прессы по этим за истекший месяц. И они размещаются, вот вы сейчас, если зайдете на сайт Национальной электронной библиотеки Республики Коми, вы можете прочитать все за... Сейчас у нас какой месяц? Март. За февраль вы все прочитаете. За март вы прочитаете в начале апреля. То есть по истечении месяца все размещается. Мы получаем каждый месяц по электронной почте текущие номера. То есть у нас идет на адрес электронной почты библиотеки текущие номера. А почему размещаем? Вот Удмуртия, я посмотрела, они размещают номера, у них больше 50 тысяч периодических изданий, единица учета – 1 номер. У нас единица учета – 1 месяц. Файлы у нас компонуется помесячно для удобства пользователя. Они зашли, по месяц посмотрели. Есть текстовый слой, то есть это компьютерная верстка с текстовым слоем. Кроме того, с журналом мы точно расписываем содержание журналов начали. То есть вы заходите в электронную библиотеку, можно искать не только по текстовому слою внутри документа за месяц, а можно еще набрать в простом расширенном поиске, допустим, по фамилии или по какой-то тематике, и у вас будет уже искать по содержанию журнала, допустим. Вот здесь вопросы еще. Спасибо.
Понятно. То есть речь идет все-таки о результатах, либо о результатах оцифровки, либо о том, что вместо бумажных сразу в сетевом варианте, да, но это не сетевые ресурсы, да, не сайты, понятно, да? В договоре прописывается уровень доступа. Некоторые, значит, доступны всем из любой точки мира, некоторые доступны только в помещении библиотек, с которыми подписан договор о национальной библиотеке. Точки доступа указаны. То есть, если вы кликните на какое-нибудь название, допустим, аргументы, факты, если доступ не ограниченный, вы сразу заходите. Если, ну вот, можно выбрать альтернативу, допустим. Ну, аргументы и факты только... Вот можно аргументы и факты. Доступ ограничен. Если кликнуть. Не, на саму ссылку, аргументы и факты, название всплывает. На сотовом телефоне, если вы зайдете сейчас, то кликните, то вот будет сообщение вам диалоговое, что мы сейчас находимся в помещении Национальной библиотеки, заходите, пожалуйста, смотрите. Если вы зайдете на сотовом телефоне, всплывет вам диалоговое окно, что только в помещении Национальной библиотеки доступ. А если синим, если красным будет цветом, доступно в помещении партнера. Те библиотеки, которые сейчас здесь находятся, могут подписать договор с Национальной библиотекой, и будет все у них абсолютно, ну, практически все доступно. У нас синего доступа в наименьшем количестве. В основном все доступно. Тогда еще короткий вопрос. Какое-то время назад Кемерово начала практиковать удаленные читальные залы, да, вот, то есть только в помещении библиотеки, и как бы говорили, ну, ребята, ну, вот, а у нас удаленный читальный зал почему-то находится в Быльгорте, да, или в Сыктывдине, или там где-то еще. Вот мы удаленный читальный зал, значит, мы имеем доступ. Вы такое практиковали, думали над этим? Есть такое? Система удаленных читальных залов, в которых... Да, я бегу. Конечно, есть у нас система удаленных читальных залов, это библиотеки. Мы с ними заключаем договоры, и они имеют право открыть вот доступ, да, за исключением только синего. Синий как обязательный экземпляр только в рамках Национальной библиотеки. Спасибо большое, это важно, потому что мы, например, с задачами веб-архивирования, поскольку там будут у нас ситуации, когда права доступа будут ограничены стенами библиотеки, мы тоже хотим попробовать действовать так же. То есть создавать систему или опираться на систему удаленных читальных залов, чтобы любой библиотеке веб-архивы вот эти, да, были доступны, потому что они же еще у нас и соучастники вот в такой в корпоративной модели. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Нет? Очень хороший доклад, очень хорошая работа, замечательная. Я думаю, что мы все еще раз, ну вот, увидели очень умную, толковую, грамотную работу. Спасибо. Приглашаем Чугаеву Елену Николаевну, ведущего библиографа научной библиотеки Коми-научного центра. Доклад «Краеведческий журнал Коми-му в электронной коллекции научной библиотеки». Добрый день, уважаемые участники и гости семинара. Пока вы отключаете, я буду читать. В истории периодических изданий Республики Коми имеется один интересный факт. Два печатных издания, один из них журнал, другой газета, имеют общее название Коми-му. В переводе с коми языка «Зырянский край», «Коми-земля». Краеведческому журналу Коми-му, которому в марте этого года исполнилось 100 лет со дня выхода и хранящегося в фонде, а также в электронной коллекции научной библиотеки Коми-научного центра, и посвящена тема доклада. Но прежде обратимся к истории появления электронной коллекции научной библиотеки Коми-научного центра. Для долговременного хранения редких изданий, хранящихся в фонде, в 2013 году библиотека приступила к реализации проекта «Электронная библиотека Коми-научного центра Ураран». Получив грант региональной целевой программы «Развитие вычислительных, телекоммуникационных и информационных ресурсов» на реализацию проекта.
Цель проекта – совершенствование обслуживания читателей, обеспечение дополнительных возможностей для научно-исследовательской работы путем введения в научный оборот уникальных краеведческих документов, содержащих информацию о коме края по разным областям знания, сохранение документного наследия региона как части культурного достояния России. Для начала было проведено исследование фонда библиотеки и отбор книг для оцифровки. Далее было составлено полное библиографическое описание и аннотации на отобранные издания. Затем отобранные книги и статьи сканировались, осуществлялась их техническая обработка. Создавались цифровые копии в формате PDF. Переработанный и оцифрованный материал дал возможность создать электронную коллекцию, которую красиво назвали «Зырянский край». Она содержит документы по истории, географии, языкознанию, культуре коми-зырян, имеющую культурную и научную ценность. Коллекцию составляют книги, периодические издания, научные труды. Хронология представленных материалов – 18 середина 20 веков. Наконец, 2023 года коллекция включает в себя 369 наименований. Национальная краеведческая коллекция «Зырянский край» содержит лишь те книги, оцифровка которых не нарушает авторских прав, то есть документы, отнесенные к общественному достоянию. Документы, загружаемые на сервер, становятся доступными для пользователей сразу же после загрузки. В 2014 году был приобретен бесконтактный книжный сканер, который значительно повысил эффективность процесса оцифровки. Приобретение сканера преимущественно дало достижения: увеличение скорости сканирования, улучшение качества графических образов, обеспечение бережного сканирования книг, сохранение переплета издания. Для обработки результатов сканирования используется графический редактор Photoshop и FineReader. Рассмотрим электронную коллекцию на примере старейшего политико-экономического и краеведческого журнала «Комиму». Немного исторической справки о нем. В этом году журнал отмечает вековой юбилей. Издавался в городе Уссысольске с апреля 24 по 1929 годы областным исполнительным комитетом Коми автономной области и обществом изучения Коми края. Редактором журнала был Иван Михайлович Попов, первый инженер-геолог. В редколлегию также входили такие известные люди, как Афанасий Маигов, Николай Потапов, Дмитрий Батьев, Алексей Сидоров и другие. Тематика журнала была обширной, от материальной и духовной культуры Коми края до перспективы развития. Журнал включал в себя отделы политико-экономический, хозяйственно-экономический, краеведческий, литературный, культурную жизнь края и так далее. К работе написания статей привлекались литераторы, ученые, историки, краеведы. Одни лишь имена Андрея Цембера, Павла Доронина, Василия Молодцова говорят о весомой значимости данного журнала как в то время, так и в наши дни. Все материалы в журнале данного журнала, как в то время, все материалы в журнале, за исключением литературных, печатались на русском языке. Литературный отдел состоял из стихотворений, написанных на коми-языке. Многие статьи журнала вошли в золотой фонд истории Коми края, а работы коми-писателей и поэтов впервые увидели свет благодаря журналу Комиму. На страницах журнала печатались статьи видного коми-этнографа Налимова, жившего в Москве, коми-пермяцкого исследователя Теплоухова, известного удмуртского писателя и фольклориста Кузибая Герда и так далее. Издательская жизнь журнала оказалась очень короткой. В 1928 году журнал был реорганизован, однако продолжал выходить. К тому времени общество изучения Коми края потеряло возможность сотрудничать с журналом. С 1929 года издание утратило краеведческую функцию и сосредоточилось на общественно-политической тематике. Краеведы были отстранены от участия в издании журнала. С января 1930 года журнал стал выходить под названием «Ленин тует. Путь Ленина». В 1930 году вышло 8 номеров этого политико-экономического журнала, а весной того же года он прекратил свое существование. Однако, несмотря ни на что, журнал Комиму
В свое время, по словам известного финского археолога Тальгрена, был признан одним из лучших краеведческих журналов России. В фонде научной библиотеки Коми научного центра хранятся экземпляры журнала Комиму за весь период издания, но не в полном комплекте. Так, например, за 1924 год имеется лишь один номер, а за 1926 год уже вся подшивка. К 2021 году все имеющиеся в фонде экземпляры были переведены в цифровой формат. Они хранятся в электронной коллекции «Зырянский край» на сайте научной библиотеки Коми научного центра. В модуле «Электронная библиотека» в разделе «Собрание периодических и продолжающихся изданий». Каждое оцифрованное издание полностью соответствует оригиналу, имеет библиографическое описание, номера страниц, небольшую историческую справку и гиперссылку «Читать книгу», которая перенаправляет в программу для чтения. Для более комфортного пользования электронным документом применяется специализированная программа для визуального просмотра с использованием HTML-технологии. HTML-формат предусматривает возможность создания оригинального дизайна электронной публикации, масштабирование изображений, ввод оглавления, защиту изображений от копирования. Читатель может привычно перелистывать страницы электронной копии так же, как он это сделает с бумажной книгой. Имеется возможность быстрой навигации по оглавлению, управления масштабом изображения. И здесь бы хотелось перейти на ссылку и вам показать, как это все листается. Сейчас нажмут. Передали ссылку, и сейчас ну, если, например, будет тоже интересно, можно вот зайти на сайт нашей научной библиотеки, вот там как раз в разделе «Все открыто, нигде не нужно искать». Просмотр как бы открытый, никакие пароли, читательские билеты, ничего не нужно это вводить. Каждый, любой желающий может это все сделать и посмотреть. Вот я знаю, что на некоторых сайтах книги листаются просто как, ну, постранично, да, вот. А у нас здесь как-то так более красочно, что вот ты как будто бы держишь книгу и вот листаешь. То есть это тоже как привлечение внимания и, наверное, как-то ну, такая эстетическая функция проходит. Так, ну, не буду, наверное, задерживать время. Вот, наверное, все посмотрят. И, несомненно, электронная коллекция «Зырянский край» является ценнейшим ресурсом удаленного доступа не только для ученых, исследователей, аспирантов, студентов, но и для всех, кто увлекается историей и краеведением Коми края. С каждым годом коллекция научной библиотеки пополняется новыми изданиями. На этом все. Спасибо. Спасибо. Я уже не спрашиваю, есть ли у вас вопрос. Есть. Есть. Не знаю, есть ли у вас, может, существует, но не было сказано. Действительно, журнал с интересной, уникальной историей. Прекрасно, что в университете сохранилась большая часть, так скажем, этого журнала. И, соответственно, возникает вопрос, существует ли указатель этого журнала, хотя бы электронный? Плюсом, смотрите, у вас прекрасная система поиска есть, да, по содержанию. А не думаете ли вы о том, что можно уже пора создавать, и вы о них тоже сами говорите, это тематические коллекции? Потому что, чтобы находить в журнале, да, по содержанию конкретно в журнал, нужно понимать, что там есть. Есть ли это у вас и есть ли это в планах на будущее? Указателя нету. Прям отдельного по Комиму у нас не имеется. Но в планах, скорее всего, может быть, будет. А тематических коллекций по публикациям этого журнала? Ну, если перейти вот на этот раздел, краеведческая коллекция «Зырянский край», там как раз есть что? Собрание периодических изданий, статистические материалы, то есть там по разделам каких-то можно найти писателей, поэты Коми края, вот. Нет, я имела в виду именно по этому журналу. Поэтому, То скорее есть вы всего, нет, говорите, это- что в каждом журнале там есть, да, произведения литературные, в том конечно. числе на коми-языке, там есть отдельные статьи краеведов по отдельным темам. Я вот имею в виду именно этот журнал в рамках вашего ресурса.
Такого нет. Но не знаю, если это обсудить коллективом, может быть, почему бы и нет. Это Потому очень что, интересно, да, да. чтобы И проект для дальше продолжал ученых. жил, как Надежда Михайловна правильно сказала, что любой, да, такой проект, он должен каждый раз, ну, что-то делать новое. Тем более вы большую провели действительно работу по оцифровке, по описанию, сделали разложение в каждом журнале по содержанию. То есть я, в принципе, уже проблемы для составления электронного указателя, хотя бы электронного, вообще не вижу. И элементарные тематические коллекции, вы начали сами их озвучивать, то, что самое первое и, видимо, востребовано. Это литературные произведения на коми-языке, которые Да. были единственные в этом журнале, что уже сразу просится, безусловно. И тоже проблем не вижу, потому что вся основная у вас уже базовая работа, в общем-то, проведена. Да. Поэтому я желаю вам процветания и продолжения. Спасибо вам за этот Спасибо. проект. Я поддержу сказанное Мариной Анатольевной. Значит, у меня впечатление такое, что вот этот журнал стоит не включение в коллекцию другую, а самостоятельной коллекции с внутренней структурой. По истории, вот по значимости этого журнала в истории коми, да, и в истории краеведения, это очень крупная тема. Ну да. И на самом деле это должна быть штука, и поддерживаю в отношении указателя. Нужно напрячься, собрать, он небольшой по объему, найти хороших специалистов у вас, вы это точно сможете, и его разработать очень хорошо вглубь. Каждую публикацию проверить, если есть неатрибутированные с неустановленным авторством, устанавливать. Когда серьезная работа, по всем авторам, по каждому, хорошие биографические справки с информацией, не просто биографические справки, а с информацией о том, как, почему, когда сотрудничал с этим журналом, то есть в связи с журналом. Очень серьезная работа вглубь. По каждой публикации, насколько это возможно, обстоятельства ее появления, если были рецензии, очень глубоко. Это прямо вот драгоценный материал, он стоит ваших усилий. Что касается, что касается вот этой коллекции, сделайте отдельную коллекцию и в ней сделайте то, что сказала Марина Анатольевна, структуру. Ребята, зато у вас времени много, у вас вечность, библиографы мыслят этими категориями, да. Сделайте, это большая ценность, очень большая. Теперь еще вопрос, вам удалось таки собрать полный комплект или нет? Нет. Вот все, что имелось в фонде. А где вы собирали? Где собирали? Можно коллеги? передать. А я дам сейчас, да, а тут можно высказывание передать. с мест, мы сейчас гневаться будем. У нас главный библиограф. Рассказывайте. Я главный библиограф этой библиотеки. Мы сотрудничаем с Только в Национальной микрофон. библиотекой. В микрофон. Вот мы партнеры. Да, микрофон поближе. Да. Нет, он включен. Просто поближе. Да. Но я уже сказала, что мы партнеры Национальной библиотеки. И вот мы обмениваемся. И что у нас нет, значит, у них тоже нет, да? Я так понимаю. Понятно. Так нет, классно, конечно, но вообще-то, если вы случайно не знаете, есть Российская национальная библиотека, есть библиотеки других регионов. Напрягитесь, поищите. Вот это же важно. Поищите. Найдете, я думаю, где-то, да? Да, Давайте конечно. я передам ваш запрос в наш отдел национальных литератур, может быть, у нас есть, в РГБ, в книжной палате, где угодно. Не, ребята, это так вот номер не пройдет. Это нужно эту тему капитально разрабатывать. Ну, можно сделать к следующему юбилею Комиму. Не можете сами, значит, тогда вместе с Национальной библиотекой. Я не лезла, потому что, в общем-то, это не мое выступление. В Национальной электронной библиотеке Республики Коми, которую только что Лена показывала, оцифровано все, что есть у нас в наличии. Комиму оцифрован весь тот период, полный комплект, который есть. Потому что мы цифровали то, что, брали все, где есть, вот полный комплект в наличии. Есть оцифрован, да, в электронном виде, в зеленом доступе, в свободном. Скачать нельзя, вот такая политика наша. И расписано все содержания. Ничего там особенно, ничего другого не сделано, но содержание все расписано. Значит, все-таки пропущенные номера существуют? Вы оцифровали, расписали все, что есть. Существуют ли номера, дырки, лакуны? У нас номера, которые выходили, но у вас нету. Полный комплект у вас? У нас полный комплект. Национальной библиотеки полный А комплект. тогда зачем надо было цифровать заново? Я не Непонятно. Но мы оцифровали к 2021 году. В
в каком году Мы вы... цифровали по годам, у нас на сегодняшний день, мы цифровали каждый год, в 21-м, 22-м, ну, я не помню период, на сегодняшний день, в прошлом году мы закончили цифровать. Ну, значит, 29-й год. это основание для совместного проекта. Сделать это вглубь, классные библиографы Национальной библиотеки помогут. Давайте. А еще вопрос. Ребята, кто бы объяснил, а почему вы, выложив это, закрыли это для копирования? Это зачем? Если вы имели право это выложить, а имели право, потому что, да, потому что с авторскими правами все в порядке, а зачем тогда не разрешать копировать? Это что, это от руки переписывать? Нет, у нас формат такой, на сегодняшний день вот национальная электронная библиотека построена так. Если мы когда-то поменяем условия, да, то это будет по-другому. А давайте вы поменяете условия. Для этого нет никаких оснований. Это, как это? Сейчас сказать здесь, что да, я не могу, к сожалению. Почтальон Уважение. Печкин принес посылочку для вашего мальчика, но я вам ее не отдам. Это я понимаю. Зачем? Людям же неудобно переписывать. Вот я увидела, мне показали, это как морковка. Мне сидеть переписывать это, если мне нужно для научной работы или для чего-то? Давайте вы решите эту проблему все вместе. Да. И тогда еще одно предложение. Видите, как получается, что два ресурса, да, в общем-то, существуют параллельно. И получается, один-то более уже полный ресурс на данный момент. Поэтому, конечно, то, что было проведено вами, вы расширяете, и еще возникло сразу предложение. Действительно, внутри вашего ресурса, потому что национальная, да, электронная библиотека, именно библиотеки, да, Республики Коми, понятно, там общий, как говорится, большой массив оцифрованных документов, и есть коллекции, вы идете по коллекции конкретно в одного журнала. Например, у вас может появиться там раздел. Конечно, это немножечко уже напоминает, может быть, и интернет-проект, почему бы и нет, определенный, да, в коллекции. Есть, я думаю, что публикации, посвященные этому журналу. Есть отзывы, в том числе в периодической прессе того периода времени. То есть вы можете внутри собрать то, что, наверное, в том числе даст и другим людям, в том числе и молодежи, которые не понимают ценность, наверное, уже этого журнала, да, исходя именно, наверное, от этих публикаций, отталкиваясь от отзывов, понимая, в чем его ценность и почему его нужно читать, в том числе. И вот эта часть, она может быть именно ваша, уникальна в сотрудничестве, но там, возможно, это не будет, а у вас это будет самое то, потому что ваша часть именно посвящена этому журналу. То есть это можно действительно углубить и сделать в сотрудничестве, но чтобы оно не повторяло друг друга, потому что одинаково оцифрованное издание, и там, оказывается, полный комплект, и там есть содержание, есть у вас. Но молодцы. Это понятно. Здесь суть-то, кто, получается, кто-то раньше, просто мы, получается, раньше оцифровали. Вот это уже имеет исторический интерес. И как это листается, это тоже не самое главное. Сейчас самое главное взять и действительно вот эту тему развить во всех отношениях, библиографически. Почему Марина Анатольевна сказала про указатель? Если вы будете делать указатель капитально, вот так вот полностью, да, то тогда на его основе уже делать ресурс, и тогда вы сразу будете видеть, чем дополнять. И историей дела краеведов, которое имеет прямое отношение к этому, да, и всем этим богатым материалом. Сейчас это основа. Вы молодцы невероятные, что вы поняли эту тему, что вы начали делать. Но сейчас вот мой совет — объединяться с Национальной библиотекой, работать совместно и сделать красоту. Пусть она лежит у вас. Да, конечно. Не в этом Оно никому дело. не мешает. Она помогает, она продвигает вас. Ну вот, мне кажется, так. Спасибо большое. Спасибо вам. Коллеги, нас уже 4 минуты ждет обед. Давайте не заставлять его ждать. Ура! И тем не менее, через час, меньше, чем через час, через 56 минут, здесь же. Коллеги, не опаздываем. 13:30 начинается заседание. Ирина Николаевна, вы здесь? Ирина Николаевна.
Буду тише. Ирина Николаевна.
Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мгм. Вот мы сейчас показываем, вот у нас высвечивается сверху, как будто бы мы показываем экран. Да. Да. А как вот зайти теперь в презентацию, мы не очень понимаем. У вас PowerPoint открыт? Внизу я вижу. А, нет, не пока. Ага, сейчас, секундочку тогда. Секунду. Нет, все запущено. Мгм. А теперь запускайте, как обычно. Нет, вернитесь Так, а я свою презентацию не вижу. Нет, тут надо сейчас остановить демонстрацию, нажми. Так. Выбирайте демонстрации. Весь экран. Демонстрация. Опять весь экран поделиться. А, вот вижу. Угу. Так. Нет, вы сейчас показываете только окно PowerPoint. Не знаю, что там. Весь экран надо ставить. Да. То есть ты когда переключишься на презентацию, и у них переключится. Сейчас. Пока у нас сначала, где у нас эта мышка-то вообще? Не, лучше все правильно, наверное, Да. лучше весь экран ставить. Так, дальше. Чего? И у нас сейчас включаем. Вот я пока не понимаю, да. Весь экран не ставить. Весь экран. Да, весь экран лучше. Сейчас, секунду. Соответственно, вот сейчас видно, да? Так, сейчас да. Видим целиком. Теперь сначала. А я ее вижу. Буду видеть, когда буду выступать. Вот сейчас что видно? Сейчас мы видим Есть? у вас окно Ага. докладчика. То есть мультиформатные проекты. Ага, понятно. То есть я могу, вот, буду начать. Угу. Не, презентацию-то видно? Вы видите презентацию? Выбирать экран, на котором непосредственно презентация. Ага, поняла. То есть дальше все листается, да? Ну, сейчас мы видим окно докладчика. Не само окно презентации, а окно докладчика. А как сделать так, как надо? А, то есть вы видите экран ноутбука, да? Вероятно. То есть если у вас два экрана, у вас во вкладке... Лучше поставить их дублировать, да, наверное, нам? Ну, или вы во всех экранах выбираете экран... Ну, сейчас тогда запускайте сначала. Так. Мне там нужен. Да, и им нужен, да. Презентация нам нужна. Нет, это телевизор. Телевизор нет. Это открыть. Мы пробовали с тобой, нормально все было у нас, когда тестировали-то. Там прям открывали через демонстрацию экрана. Все было хорошо. Ну-ка, закроете еще разочек. В смысле, сверни. Да, может, туда включить. Да. Вот смотри. Да, еще. Так. И вот, по идее, надо как раз вот демонстрацию экрана сделать. У нас включим демонстрацию экрана. Так, что мы сейчас делаем не так? Изображение. Подключено два экрана, верно? Нет, мы уже один отключили. Так, тогда зайдите в PowerPoint еще раз. Угу, повторяешься? Так, секунду. Я должна видеть и тот экран, правильно? Мы же там видели все с тобой.
мы заходили чисто через раз и включали презентацию. То есть через точно так же, как в скайпе и так далее. Сейчас-то видно, да, презентацию? Сейчас видно окно PowerPoint. То есть не сама развернутая презентация, а просто окно PowerPoint. Она вот так развернулась. Сейчас у вас Включил. режим докладчика. Так, Вот это, завершите, да, слайд-шоу. ну, вот слайд-шоу, если... Зайдите во вкладку слайд-шоу и отключите режим докладчика. Ага, вот он. Все, и теперь сначала. Вот. Так? Да. А теперь? Так. Мгм. Мультиформатные проекты, А Вологодская и я Оун. себя на экране не могу видеть, правильно? Еще раз? Я себя на экране-то не должна видеть, да? Ну, нет, если у вас один экран, и вы таким образом его запустили. А если мы сейчас второй-то экран обратно подключим, то есть нам надо расширить экран, да, получается? Но вы-то будете видеть. Вы будете Расширите видеть? экран. Мы видим вас, видим вашу презентацию. Видимо, нас тут То есть мы вас видим, что называется, через камеру. нас смутил, видимо, режим докладчика. Ну, по идее, тут надо. Где я через то окно должна свою презентацию видеть? На экране, по идее, должна. Что такое? Там гуляем. Начинаю нервничать. Коллеги, ура! Небывалое дело. На моих часах 31 минута. Так не бывает. Мне мерещится, что вы все здесь сидите. Ну что, давайте еще поработаем, а? Давайте. Да, пока тут все сейчас собираются. Коллеги, значит, я-то, конечно, сегодня улечу, но можно я скажу, что я очень надеюсь на продолжение контактов со всеми вами, да? Наши координаты известны. Если не молчать, да, а написать нам, или позвонить, или приехать на наш семинар, да, который будет в Мурманске, то очень Если вы классно хотите будет. через режим Мы все докладчика будем рады, вы работать, всем тогда будете выбирайте другой интересны. монитор. Понимаете? А нам вы всегда интересны. В зале других нету. Все, значит, мы продолжаем. Контакты все есть. Если кому-то нужны, я где-нибудь напишу или продиктую, да? И давайте мы не потеряемся после этого семинара. Жизнь еще длинная. У библиографов, краеведов точно. Мне сказали. Подскажите, пожалуйста. Коллеги, добрый мы день. У меня начинаем следующий блок «Новые форматы продвижения краеведческих ресурсов, продуктов и услуг библиотеки». И у нас на связи должна быть Вологда. Ирина Николаевна Сальникова. Я на связи. Добрый Ждем. день, коллеги. Единственное, что у нас проблема вот с демонстрацией экрана вдруг возникла. Сейчас мы... Не видно пока, да, презентации? Видно окно PowerPoint. Видно Никаких окно? проблем не видим. Презентация на экране. Ирина Николаевна, вперед. Да, да, сейчас, секунду. F5 и поехали. F5. Сейчас, секундочку. Ну, это достаточно. У нас уже включен режим. У нас, да, не получается, пока что не нажимается. Все получается. Мы видим вашу презентацию. Остается нажать F5. Мы нажали уже, Надежда Михайловна, не У получается. нас абсолютно. два монитора просто. Тогда Да, давайте как есть, потому что все да, равно... хорошо, сложно. хорошо. Договоритесь. Ага, добрый день, уважаемые коллеги. Начну тогда. Новые формы современной работы с информацией, с информационными ресурсами всегда, конечно же, востребованы читателями и вызывают интерес.
Это показали масштабные проекты Вологодской областной универсальной научной библиотеки, которые были реализованы в 2022-2023 годах и которые были объединены темой памяти. Как рассказать современному читателю о советском поэте, как представить его творческий путь и показать значимость его творчества. Мы решили сделать это средствами планшетной выставки, и не только. В 2022 году отмечалось столетие поэта, литературного критика и общественного деятеля Сергея Викулова, главного редактора журнала «Наш современник» с 1968 по 1989 годы. Проект остался в поле след. Литературный мост Белозерск-Вологда-Москва, названием которого стала «Викуловская строка», был реализован на средства гранта в сфере культуры Вологодской области, грант 150 тысяч. Этот проект мы видели не только как проект мемориальный, а как проект о преемственности в русской литературе, продолжение литературной традиции. И выбрали поэтому образ моста как связующего начала между городами, эпохами и людьми. В ходе реализации проекта мы подготовили планшетную выставку о жизненном пути Сергея Викулова, которая в течение 2022 года экспонировалась в муниципальных библиотеках Вологодской области. А в сентябре 2022 года, накануне юбилейной даты рождения поэта, организовали круглый стол с авторами журнала «Наш современник» в Вологде и привезли литературный автобус на родину поэта в город Белозерск. Творческая группа, которая взялась за подготовку планшетной выставки, состояла из руководителя проекта Ольги Николаевны Завьяловой, отдела библиографии и краеведения. И также хочется отдельно отметить своих коллег, это Елена Сергеева и Дарья Ятвицкая, которые одновременно являлись дизайнерами выставки. То есть выставка подготовлена как раз нашими коллегами. Визуальное решение выставки родилось после того, как мы решили озаглавить планшеты названиями сборников стихов поэта. Это «Родная сторона», «Детство и юность Сергея Викулова», «Завоеванное счастье», период участия в Великой Отечественной войне, «Вологда литературная», годы учебы в Вологодском педагогическом институте и начало литературного пути, «Точка кипения», годы руководства журналом «Наш современник» и «А всего и помнится». Это сохранение памяти о Сергее Викулове. В оформлении планшетов были использованы фотографии и материалы с сайта Вологодской областной библиотеки. На каждом планшете был расположен QR-код, по которому посетители могли перейти на персональную страницу Сергея Викулова в разделе сайта библиотеки «Выдающиеся люди Вологодского края». Консультантом выставочного проекта выступила дочь поэта Полина Сергеевна Викулова. В дальнейшем, в течение апреля-ноября 2022 года передвижная выставка экспонировалась в муниципальных библиотеках области, в каждой из которых библиотекари проводили экскурсии, знакомящие посетителей с экспозицией. В помощь сотрудникам муниципальных библиотек были разработаны методические рекомендации по организации открытия выставки и подготовке экскурсий по экспозиции. Самые значимые события состоялись 8-9 сентября в Вологде и Белозерске. Круглый стол, который собрал известных вологодских литераторов и гостей из Москвы, был построен как диалог с теми, кто продолжает традиции нашего современника, писателями, поэтами, авторами журнала и представителями Вологодской писательской организации, организаторами литературных учеб и фестивалей в Вологде. Темами обсуждения стало литературное наследие Сергея Викулова, путь молодого автора в большую литературу, творческая связь поколений в русской литературе. В Белозерск, на родину Сергея Викулова, вместе с планшетной выставкой прибыл так называемый литературный автобус, среди пассажиров которого были современные поэты, авторы журнала «Наш современник» Дарья Ильгова и Григорий Шувалов, Павел Широглазов, и наш земляк Павел Широглазов. Гости побывали в культурном центре имени Сергея Васильевича Викулова, посетили музей журнала «Наш современник» и встретились с семьей Викулова. Совместно с Белозерской библиотекой был проведен творческий вечер, на котором звучали стихи Сергея Васильевича Викулова и поэзия уже 21 века. Всего в мероприятиях проекта приняли участие 2737 человек. Он стал достаточно резонансным для библиотек Вологодской области и привлек внимание удаленных пользователей. И еще один проект, поддержанный президентским фондом культурных инициатив, мы начали реализовывать в 2022 году, а уже окончание проекта пришлось на 2023 год. Он получил название от поэтической строки Сергея Сергеевича Орлова «Порохом пропахнувшие строки» и был посвящен памяти писателей-вологжан, участников Великой Отечественной войны.
Названием проекта стали строки из стихотворения известного писателя-фронтовика Сергея Орлова. Средства гранта были выделены на создание планшетной выставки о вологодских писателях, участниках Великой Отечественной войны, передвижение выставки по области, на создание онлайн-викторин и конкурса подкастов по творчеству литераторов. Танкист Сергей Орлов, зенитчик Сергей Викулов, сапер Валерий Дементьев и связистка Капиталина Большакова, военный корреспондент Александр Яшин и сын полка Михаил Сопин, рядовой Иван Полуянов и капитан Константин Коничев, связист Владимир Тендряков и старший лейтенант Владимир Калачев, павший смертью храбрых на Синявинских высотах. Они стали героями проекта, чьи фронтовые судьбы стали близки его участникам. Информационные стенды, планшеты выставки содержат материалы о жизни и творческом наследии писателей-фронтовиков, а также цитаты и фрагменты из их произведений. Кроме того, каждый планшет также имеет специальный QR-код, который дает отсылку к электронному ресурсу областной библиотеки «Выдающиеся вологжане», что позволяет получить дополнительную информацию по теме. Для более эффективной работы экспозиция сопровождается методическими материалами, разработанными в комплекте с выставкой. Таким образом, коллеги из муниципальных библиотек имели возможность самостоятельно проводить экскурсии и другие внеучебные мероприятия, ядром которых стала наша выставка. Планшетная выставка, разработанная сотрудниками отдела библиографии и краеведения областной библиотеки, побывала в 12 районах Вологодской области. Ее посмотрели более 4000 человек. В первую очередь были выбраны районы, уроженцами которых были наши герои. То есть Никольск, родина Александра Яшина, Усть-Кубинская, родина Константина Коничева, Белозерск, родина Сергея Орлова и Сергея Викулова, Верховашье, родина Владимира Тендрякова. Для организованных групп экскурсии по выставке проходили в формате презентации, во время которой звучали голоса писателей-фронтовиков и фрагменты из стихов, дневниковые записи. Были показаны фронтовые хроники и даже фрагмент художественного фильма «Жаворонок», одним из авторов сценария которого был Сергей Орлов. Сотрудниками юношеского центра Вологодской областной библиотеки были разработаны 10 интернет-викторин. Задания состояли из информационной части и 7 вопросов. Чтобы найти на них ответы, необходимо было обратиться к книгам или источникам, размещенным на электронном ресурсе областной библиотеки. За полгода реализации проекта в викторинах приняло участие 2667 человек. И самой популярной стала викторина об Александре Яшине «Фронтовые дороги военного корреспондента». Это, собственно, для нас стало не было удивительным, потому что был юбилейный год Александра Яшина. На вопросы об этой викторине ответили 639 человек. Значительную долю участников проекта составили школьники и учащаяся молодежь из Чувашии, Карелии, Башкортостана, Татарстана, Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Кировской, Тульской областей, Ставропольского края, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и других регионов Российской Федерации, конечно же, Вологды и Вологодской области. Еще одним творческим опытом, составной частью нашего проекта для участников стало создание подкастов на тему биографии и творчества героев проекта. Конкурс такого формата проводился в Вологодской области впервые, и участникам было предложено высказать свое мнение о творчестве одного из выбранных авторов и обосновать его примерами из произведений писателя. Получились своего рода читательские отзывы в аудиоформате, где живая речь читателя соседствовала с цитатами из их произведений. Жюри рассмотрело 114 индивидуальных и коллективных творческих работ. Все они были размещены в социальной сети ВКонтакте, в группе юношеского центра нашей библиотеки. Ни один автор не остался без внимания, но больше всего подкастов, опять же, участники конкурса записали о творчестве Александра Яковлевича Яшина, 35 подкастов. 2 июня победители конкурса подкастов отправились в путешествие в Белозерск, на малую родину Сергея Орлова и Сергея Викулова. В программе поездки посещение мемориального музея Сергея Орлова, встреча с современным писателем, который пишет о Великой Отечественной войне, автором книг Александр Панкратов, поисковики Вологодчины, Победное эхо Онежских глубин Натальей Михайловной Мелехиной и посещение культурного центра Сергея Васильевича Викулова, где состоялась встреча с дочерью поэта Полиной Сергеевной Викуловой. В Белозерской центральной библиотеке всем победителям проекта из Вологды, Череповца, Усть-Кубинского, Харовского района были вручены дипломы и памятные подарки.
Итоги реализации таких, ну, можно подвести, да, итоги реализации таких масштабных мультиформатных грантовых проектов непосредственно для нашей библиотеки. Ну, помимо укрепления материально-технической базы учреждения, они способствовали также развитию современных направлений работы, привлечению новых пользователей, усилению роли библиотеки в местном сообществе и привлечению внимания к информационным ресурсам библиотеки. Ну и, конечно же, в нашу копилку мы получили мероприятия, да, разработанные, которые пользуются успехом и спросом и после окончания этих проектов. Для муниципальных библиотек области вот опыт получения такого, так скажем, готового мероприятия под ключ, да, то есть им и мы предоставляли и презентацию, и методические указания, да, по проведению выставок, то есть районы были благодарны, да, за наш проект, и такой опыт получился достаточно удачным и был востребован в Вологодской области. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть ли у нас вопросы? Хочет ли кто-то откомментировать то, что мы увидели? Тишина. Точно нет? Да, ура. Людмила Муравьева, Сагдудинская ЦБС. Я бы хотела спросить, мы часто видим у Вологодской областной библиотеки и у других, что они пользуются как раз вот этими мультиформатными проектами и готовят вот эти планшеты. А куда дальше? Ну, вот вы по районам повозили, дальше куда они складируются или каким образом, куда они уходят? На данный момент пока, да, это прошел у нас пока еще год, да, после окончания вот последнего проекта. Они, конечно, убраны, но востребованы, и когда мероприятия заказывают, то есть мы, конечно, их достаем, дальше проводим. Вот за последний год, хотя проект окончен, мы уже, ну вот, по-моему, я не навру, 10 раз проводили мероприятия по порохам, пропахнувшие строки. Ну, а так, конечно же, да, смотрите, вот опять же, да, средства гранта выделены на перемещение выставки по каким-то фиксированным районам, да, которые, вот в первую очередь, я уже сказала, были связаны как-то с нашими юбилярами. Вот на данный момент мы районам разослали информацию, что если они готовы за, ну, уже, как бы, так скажем, за свой счет, да, вывести и воспользоваться нашими выставками, мы готовы, и такой момент тоже важно и востребована, в принципе, эта форма работы. Спасибо. Просто там и есть и Владимир Тендряков, и Орлов, они как бы известные по всей России, можно сказать, и мы знаем о них. Поэтому, наверное, хороший проект, можно и дальше куда-нибудь тоже. Если кто-то будет готов забрать и транспортировать выставку за свой счет, мы поделимся с радостью и презентацией, и сами планшетами. Будем рады только сотрудничать. Честно говоря, у меня вопрос тоже про планшетные выставки. Как это сказать? Не поучающие, да? А вот я правда, я вот смотрю, у нас на разных семинарах были вот эти вот идеи планшетных выставок. И Самара делала там планшетные выставки, по-моему, в Чувашии они представляли свои. И встречаются. У меня сомнение какое-то почти пользовательское. Ребята, а это рационально вообще? Вот, во-первых, сама планшетная выставка – это статика. Мы сделали, смонтировали, да? Не добавить, не изменить, да? Дальше мы возим. Мы привезли, показали, увезли. Мне кажется, что какая-то, мне так кажется, это никак, я вас всех спрашиваю, да? Да, ну вот хорошо. Может быть, было бы разумнее тиражировать их так, чтобы можно было оставить в библиотеках, да, а не возить, потому что это всегда временно. Это показал, провел мероприятие, ну, спасибо, конечно, не вернуться, не показать еще. Ну, по центральным библиотекам повозили, библиотек очень много. Маленькие, как всегда, будут обделенные. Что-то не так, вот для меня что-то не так с этими планшетными выставками. И потом, может быть, все-таки тогда сделать их в интернет-варианте, чтобы можно было скачать себе вот эту планшетную. Хорошая штука, я видела, они классно составлены, они скомпонованы, там подобраны, ну, даже не только про ваши, хорошие шрифты, да? Редкие фотографии. Что-то не так вот с этим тоже. Мне хотелось бы, вот, собственно, повторяю ваш вопрос,
Хочется, чтобы какое-то эхо было подлиннее. Ну Надежда да, Михайловна, я полностью согласна, мы планируем размещение вот этих самих планшетов, да, макетов планшетов на сайте. Это все верно. А так, на самом деле, вот на данный момент пока что у нас вот нет такого, что они, ну, вот бывает, конечно, они стоят, да, но в принципе они путешествуют, продолжают пока что по области. И, естественно, это, конечно, не как самостоятельная какая-то, да, единица. У нас это все-таки было дополнение к проектам. Ну, то есть как бы составная часть какого-то проекта. Я полностью согласна, да, что как самостоятельная единица, они, наверное, не настолько востребованы. Ну и районам, конечно, да, мы оставляем, говорю, нашу презентацию, да, с видеофрагментами, с элементами, как сказать, ну, то есть не сами планшеты, конечно, мы оставили, да, но презентацию полностью от и до, которую можно использовать самостоятельно, отдельно уже, да, тоже мы оставляем всем районам. Спасибо. И еще вопрос. Вообще все-таки вот раскрыть вот эту тему писателей, фронтовиков, ну, как это сказать, мне кажется, что у современной молодежи, ну, может быть, только сейчас в связи с историческими событиями разными, какое-то понимание приходит, какая беда война, да, и чем можно пробить их непонимание, вот чем можно вызвать их интерес к теме, которая, мы же понимаем, что она, ну, как бы не автоматом должна быть им интересна, да? Вот это же самое сложное. Как вам, вот вы с вашим опытом, ваша умная библиотека, ваши масштабные проекты, направленные вот на это, ваша храбрость заняться темой, которая не автоматом популярна. Ваши наблюдения, чем можно купить молодежь и среднее поколение, может быть, особенно молодежь, что их привлекает? Ну, вот на мой взгляд, опять же, да, ну, сколько у нас районов, сейчас не буду врать, сколько, да, по-моему, 12, да, у меня в тексте прозвучало, среди которых мы презентовали наш проект. Равнодушный был один из, как сказать, одно только мероприятие, вот на одном мероприятии я видела совершенно равнодушные лица, такое было. В целом, я бы не сказала, что после мероприятий очень многие дети подходили, прямо вот интересовались, да, тем, что мы им показывали. Вот по поводу подкастов, да, это попытка заинтересовать, и новая форма, опять же, но вот я бы не сказала, что она очень востребована у нас получилась. То есть тут уже приходилось, ну, так скажем, уже с педагогами, да, через педагогов действовать, и дальше уже они вот записывали эти видеоподкасты. А так, внимание... Возможно, это вот как раз презентация, на которой звучали видеофрагменты, аудио, голоса и так далее. То есть это вот оживляло презентацию, то есть кадры с фильма, вот «Жаворонок», там просто после этого фрагмента из фильма слезы на глазах у детей были. Спасибо большое, понятно. А с подкастами насколько добровольно было участие ребят? Ну вот я о чем и говорю, да, я бы не сказала, что вот такой большой всплеск и желание участвовать вот именно с подкастами, да, как раз было. Там уже больше через педагогов, но вот те дети, которые в итоге победили, да, стали победителями этого конкурса подкастов, они с таким, как сказать, отклики от них очень такие... воодушевленные мы получили, да, что им было в итоге интересно, да, то есть они очень много узнали и вот так. Но, опять же, я бы не сказала, тяжеловато у нас пошел конкурс подкастов, если вот откровенно говорить. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы к Ирине Николаевне? Спасибо большое, дорогие вологодские коллеги. Жалко, что вы не с нами в зале, но счастье, что вы с нами вот так и сразу со всей страной. Да? Спасибо большое. Удачи вам во всех ваших делах, вы молодцы. Спасибо огромное. До свидания. Коллеги, мы продолжаем, и я приглашаю к микрофону нехорошего Руслану Анатольевну, которая поделится своим докладом «Краеведческий туризм в библиотечном формате» из опыта работы Усть-Куломской библиотеки. Так, добрый день. Усть-Куломская межпоселенческая библиотека активно занимается изучением и сохранением исторического прошлого Верхней Вычегды, традиционной культуры и быта ее жителей. Краеведение как один из основных аспектов направления деятельности наших библиотек с каждым годом становится многограннее, обогащается инновационными формами, обретает новые черты. Так, с 2021 года действует районная программа «Библиотека и туризм».
В первую очередь сотрудники собирают краеведческие документы, отражающие информацию о районе, публикуют издания, посвященные знаменитым людям, истории храмов Усть-Коломского района. Все накопленные материалы были использованы при создании электронных ресурсов. На сайте «Стена памяти Верхней Вычегды» размещены сведения о более 3000 участниках Великой Отечественной войны из 61 населенного пункта района. Фотографии военных лет, фронтовые письма, наградные листы, видео воспоминания ветеранов. Разделы сайта «Культурное наследие Верхней Вычегды» знакомят с природными достопримечательностями, культурно-историческими памятниками, национальными традициями, писателями и знаменитыми людьми района. Любой желающий может совершить виртуально экскурсии по Усть-Коломской земле, познакомиться с интересными фактами и событиями, увидеть святые места Верхней Вычегды. Особое место в развитии краеведческого туризма занимают библиотечные уголки и мини-музеи. В 11 наших библиотеках организованы музейные экспонаты и экспозиции, где представлено более 700 экспонатов этнографического, исторического и декоративно-прикладного характера. Библиотеки активно используют экспонаты и материалы при проведении самых разнообразных мероприятий. Так, за 2023 год было проведено более 60 экскурсий, которые посетили около 800 человек. Экскурсионная деятельность стала уже традиционной формой работы по продвижению краеведческих знаний. Ежегодно библиотеками проводится более 100 обзорных экскурсий. В этом направлении самой активной является Деревянская библиотека. В этом филиале собран огромный материал об интересных людях, знаменательных событиях, фольклоре. На основе этого материала выпущено уже 3 книги об этом селе. Для жителей и гостей проводятся обзорные краеведческие квест-экскурсии по достопримечательностям, тематические, в том числе виртуальные, по краеведческим экспозициям библиотеки. Помоздинская библиотека реализует проект «Помоздина. Жемчужина Верхней Вычегды». Сотрудниками собраны уникальные фотографии начала XX века, созданы пешеходные и автобусные экскурсионные маршруты. Библиотека также принимает участие в реализации проекта «Северное сияние» некоммерческого фонда «Северная тайга» по проведению экскурсий. Центральная библиотека села Усть-Колом разработала гостевой маршрут по селу. По пути маршрута установлены 10 информационных стендов с уникальными фотографиями и историей села. Экскурсии проводятся как для жителей района и села, так и для туристов и участников республиканских и районных мероприятий, которые проводятся на нашей земле. Бадьёльская библиотека ежегодно организует для подростков и юношества экопоходы. В заброшенной деревеньке Кузьмыльк, в переводе «Длинный холм», который имеет богатую историю, участники экопоходов благоустроили святой источник, ежегодно проводят уборку на его территории. Популярными стали патриотический велопробег и краеведческий десант, которые посвящены 112 землякам, героям Уляшовым. Одно из основных и наиболее перспективных направлений туристической деятельности наших библиотек – это популяризация литературного наследия района. На родине нашего земляка, одного из основоположников коми-литературы Вениамина Тимофеевича Чисталева, Помоздинская библиотека проводит экскурсии по чисталевским местам с обязательным посещением родительского дома писателя. Пожегодская библиотека разработала маршрут литературными тропами села Пожег.
также с посещением мест, связанных с жизнью и творчеством писателей-земляков, например, родительского дома известных коми-писателей Бориса и Петра Шаховых, а также дома коми-поэта Александра Лужикова в деревне Кекур. Привлекательным объектом литературно-краеведческого туризма является Жежемская библиотека, которая открылась в 2013 году по инициативе народного писателя Республики Коми Виктора Егоровича Напалкова и его супруги Натальи Васильевны. В литературной гостиной находится краеведческий фонд. Особая ценность фонда – это частная коллекция книг Виктора Егоровича с автографами писателей Республики Коми, его рукописи, рабочие экземпляры изданий с авторской правкой, письма, фотодокументы, этнографическая коллекция. Все эти уникальные материалы нами собраны, оцифрованы и размещены на нашем сайте. По художественным описаниям Виктора Егоровича на прилегающих к библиотеке территории обустроен этнодвор. Построены качели, амбар, овен. Писательской семьей и местными жителями в библиотеку переданы орудия труда и предметы быта коми-крестьян прошлого века. На территории двора воссоздана охотничья тропа с ловушками и селками. Построена промысловая лесная избушка, жилище коми-охотников. Обустроено место для костра. Библиотеку посещают гости из разных уголков района и республики, туристы из других стран. Для них проводятся обзорные экскурсии, тематические мастер-классы. Ежегодно на Жежемской земле проходит литературный фестиваль «Чужаншиктет Кагапотан» – родное село Колыбель детства. Для участников также организуются экскурсии, встречи с известными и только начинающими писателями Республики Коми, выставки-ярмарки с изделиями художественного и декоративно-прикладного творчества и также мастер-классы и краеведческие игры. С 2021 года в рамках народного бюджета реализуется проект по созданию литературного парка. Заложены литературные аллеи, посвященные творчеству Виктора Егоровича и Натальи Васильевны. В 2023 году установлен арт-объект «Джиджа-Ин» – «Ласточкино гнездо» с историческим названием деревни Жежем в виде 3 ласточек, по легенде о ее первых жителях, 3 братьях из села Усть-Кулом. Мы считаем, что деятельность библиотек, развитие культурно-познавательного туризма в районе – перспективное направление, позволяющее жителям и гостям приобщиться к творчеству наших писателей, традиционной культуре и быту жителей Усть-Коломского района, Верхней Вычегды. Спасибо. Благодарю за внимание. Как-то вы совсем коротко. Классно, конечно. Какие вопросы, реплики? Ага, да. Не совсем понятно, вот это у вас частная библиотека? Нет, это филиал, наш филиал Усть-Коломской межпоселенческой библиотеки. Филиал открыт в 2013 году. Тут вот не совсем было понятно. Да, нет, это наш филиал. И то есть это вы на какие, на средства гранта вот вы сделали? Создано в 2013 году как раз по инициативе писательской семьи. Они большую часть своих средств вложили, и плюс помогла администрация района. Этнодвор обустроен в рамках гранта главы Республики Коми в 2016-2017 годах. И потом впоследствии вот ежегодно он обустраивается, устанавливаются какие-то новые объекты. Вот забыла сказать, что литературный парк, туда входит еще литературная беседка, где в рамках фестиваля проходят такие встречи с писателями. Спасибо. Еще вопрос.
Когда вы рассказывали про экскурсии, вы сказали, ну такой, как это называется, это почти штамп, для жителей и гостей, да? Района, да, села. Или села, У меня да. такое впечатление, что это две разные целевые аудитории. Смотрите, гости здесь ничего не знают, да? А жители думают, что знают все. Вам не кажется, что это, правда, разные аудитории, и что для них экскурсии должны быть какими-то разными? Разные, конечно. Разные? А как? Да. Вот расскажите. Ну, например, если брать экскурсии для учащихся, да, наших школьников, да, которые у Сколомской школы, для них проводится экскурсия в другом немножко формате, в формате игровом, чтобы их больше заинтересовала история. А для наших жителей тоже какие-то такие факты, которые, казалось бы, ну, мы знаем, а наши вот жители, да, которые живут рядом с нами, они не знают, какими-то историческими необычными фактами как-то их удивлять. А гостей, например, из других районов и с других стран, им необычно приобщиться вот к такому, например, Жежемская библиотека, да, там вот эти лесная избушка, овен, амбар, для них это вообще все ново. Для них это звучит как-то по-другому. Значит, смотрите, мне кажется, что тема туристическая, экскурсионная даже, рискует стать заезженной, если не увидеть в ней повороты, да? Посмотрите, я прошу прощения, вы меня сейчас только не убиваете. Много ли у вас таких редких исторических фактов, чтобы можно было заинтересовать Ну местных почему же, жителей? когда вот в 2021 году мы разрабатывали гостевой маршрут по селу Усть-Кулом, мы узнали очень много фактов, было изучено документальные материалы, книги, которые, ну, документально-публицистические, которые, ну, выявили такие факты, о которых мы живем сколько лет на нашей земле, и мы не знали. Почему нет? Это интересно. Значит, вот так, нет, Кандинский. это надо только в микрофон. Да, скажите. Давайте. Нет, я чуть-чуть добавлю. Да. Просто Усть-Кулом действительно, когда они стали разрабатывать, и подсказка была от музея нашего национального, Кандинский, одно имя чего стоит. Да, круто. Раньше мы не Верхневычегодская знали. роспись, которую мы тоже для себя открывали. Это тоже, Понятно. и они сейчас осуществляют проекты, вот знакомят с Верхневычегодской росписью, на мастер-классах приглашают сотрудников и вообще Национальным, мастеров, да. которые показывают, как это делалось и делается. А раньше, как будто раньше мы ведь как-то не обращали на это внимание. Да, вот сейчас вот впоследствии, да, мы вот как-то вот Кандинский, что побывал в наших краях в начале 19-го, того еще века, так что это тоже В интересный начале факт. 20-го все-таки, в Да, 19-м он- 20-го, да. Слушайте, а вам не приходило в голову, дорогие коллеги из Республики Коми, сделать такую программу обмена экскурсиями? Возить деток из одного района, и не только деток, да, в другой. И сделать такой, ну, понятно, да, тут может быть вариантов 1000 примерно, да? Попробовать меняться вот этими группами, и это всегда были бы библиотеки. Мне кажется, что было бы классно, да? Вот, еще вопрос. Смотрите, вот сейчас я уже буду сразу смотреть с опаской в сторону Корт-Кироса. Значит, в сторону, видимо, недосостоявшегося проекта. Какое-то время назад, года 2, наверное, или 3, не получилась публикация с идеей экскурсии по селу. Рассказываю, может быть, я что-то уже додумала, но идея была классная, если я ее правильно поняла и, может быть, не полностью додумала. Значит, смотрите, нам, чтобы сделать для местных людей это дело интересным, нам надо немножко понизить порог значимости событий. Нам важно, чтобы это было про людей, не обязательно знаменитых. Вот есть Кандинский, а есть какая-то семья здесь, какие-то люди, которым хочется увидеть, что они вписаны в историю. И вот идея заключалась, опять-таки, либо подтолкнул меня к этому Корт-Кирос, либо я действительно у них эту идею украла. Идея была в том, что когда они решили сделать конференцию какую-то и стали искать рассказчиков, да, для этой конференции собрать рассказчиков, оказалось, что очень выгодно этим рассказчикам дать возможность рассказывать свои истории не на месте, не в комнате, да, не в библиотеке, а вот
прогуливаясь, да, и более того, чтобы человек, если он, скажем, работал в амбулатории, у этой амбулатории бы вот встал бы и рассказал свою историю. Вот эта амбулатория, ее история, но я-то здесь работала, и я-то больше знаю, да? А кто-то у школы, а кто-то еще где-то. И вот это вот движение по селу, когда рассказчики разные, и каждый рассказывает про себя и про своих, я не знаю, про кого-то, да, еще с кем работал. Вот этот, самое главное из того, что я сейчас говорю, вот это включение в туристический материал людей, которые здесь и сейчас живут или жили недавно, чтобы они поняли, что они тоже, ребята, конечно, не кандинские, но они почему-то тоже важны, про них тоже кто-то расскажет. Вот попробовать так. Делала Вологда, у них была экскурсия на родину Белова, да, и Рубцова. И иногда это такой стаффаж. Это люди поставлены, но они говорят заученное что-то, да? А вот если не заученное что-то, если человек стоит рядом с тем местом, где, я понимаю, дом какой-нибудь потрясающий, он в нем живет, и он может рассказать историю этого дома. Или вот где он работал. Или, ну, понятно, я долго рассказываю простую вещь. Мне кажется, что надо попробовать вот это вот направление развивать вот для местных, да? Для туристов мы умеем, а вот для местных. Еще вопрос. Вы упомянули о пеших экскурсиях и автобусных. На автобусы откуда деньги? Платные ли это? Кто вам помогает? Это со стороны организаторов, кто приезжает, например, с города, да, они сами как-то собираются. У нас есть турагентства какие-то, они приезжают сами, а мы просто проводим экскурсии. Мы как экскурсоводы. А тогда еще вопрос. А откуда они про вас узнают? Вот эти турагентства. Вы с ними как работаете? Но мы активно, мы сотрудничаем. Есть тут турагентство «Счастливая жизнь». Вот, они, ну, постоянные гости являются нас. Они приезжают на Василей ежегодно, на какие-то такие крупные мероприятия. То есть просто уже есть какое-то количество таких? Есть знакомства, конечно, да. С автобусами еще одна идея не моя. Район небольшого города большого города Каменска-Уральского. Район называется поселок Чкалово, вокруг предприятия когда-то оборонного. Что они делают? Они оседлали рейсовый автобус. Автобус, который везет из этого поселка Чкалово, не помню, в Екатеринбург или куда-то там еще, да? Они договорились, и пока этот автобус едет, обычный, рейсовый, они рассказывают, и народу набирается множество, и интерес бешеный к этому. Вот это тоже, смотрите, автобусное, но ваше. Вот у них не было проблем договориться. Есть ли еще вопросы к замечательным докладчикам? Можно? Не вопрос, а предложение, может быть, даже. В прошлом году нам удалось Упской библиотеке, плюс из центральной у нас ездили дети с библиотекарем по проекту. И как раз в Вологду, в Харовский район, и на родину Белова, и на родину Рубцова. И мы там увидели как раз экскурсии, которые не такие статичные были, а с элементами иммерсивности. Вот, и действительно мы потом этот опыт переняли, и у нас Ипская библиотека уже сделала такой иммерсивную экскурсию. И это, мне кажется, даже будет плюсом к этим простым вот таким экскурсиям. Нет, ну, конечно, впоследствии мы планируем также и думали об иммерсивных экскурсиях и аудиогидах. Конечно, мы в дальнейшем будем развиваться, искать какие-то новые формы, чтобы, ну, поинтереснее представлять историю наших сел, наших населенных пунктов и людей также. Еще два коротких вопроса, пока не забыла. Делаете ли вы что-нибудь для инвалидов-колясочников? Не было ли идеи собирать такие группы и показывать? Или у вас вы такие здоровые, что у вас их нет? Нет, у нас экскурсии также проводятся для инвалидов, особенно у нас Центральная библиотека сотрудничает с местной организацией ВОС-ВОИ, и они ежегодно, у нас действует районная программа,
«Открытые сердца для добра и мира», и поэтому они ежегодно собираются, они ездят, например, в деревню Малый Анеб, там тоже гостевой дом, с какими-то игровыми также мероприятиями. Они часто бывают в деревянской библиотеке как раз-таки, там очень богатая история, там вековой амбар, там есть что посмотреть, что показать. И плюс еще у нас гостевой маршрут, он доступен для инвалидов-колясочников. Были такие экскурсии, когда вот они проводятся также, конечно. И противоположный вариант – велосипедные экскурсии для ребят. Велопробеги у нас тоже бывают. Но мы сами как-то так, мы сами как организаторы велоэкскурсии еще не были, но у нас в районе проходят велопробеги ежегодно. И эти участники постоянно посещают наши библиотеки, и наши библиотекари постоянно они участники, как экскурсоводы вот этих велопробегов. Отлично. Посмотрите в сторону Мурманска, городской системы. Они делают вот это с велосипедами всякие интересные штуки, с погружением всего. Спасибо. Ну вот я теперь знаю про Усть-Кулом с другой стороны, не только как классных библиографов, но и как классных краеведов во всем остальном. Ура! Спасибо большое. Спасибо большое вам. Михайловна, можно вопрос, да? А скажите, пожалуйста, вот кроме статистических характеристик, выгода библиотеки в чем? Там какая-то характеристика экономическая присутствует при этом? В рамках туризма имеете? Да, в виду, да. Вот краеведческого именно туризма? как вот вы завели этот проект, вы как анализируете с точки зрения экономических показателей? Что-то Как там... библиотека и туризм, да, районная Да, программа да, да, имеете в да. виду? Ну, как экономической? Нет, просто это стало актуально, это у нас в районе, как-то активно стали проводиться всякие экскурсии, экскурсионные маршруты по пути Кандинского и так далее, с посещением Ульянова, Дон, и мы активно включились просто в эту То районную есть там также программу. экономических никаких нет. Нет. Даже если из других регионов приглашаете, Нет. получаете, и даже из других... Все Нет. благотворительно проходит у вас, да? Да. Бесплатно. А? Все бесплатно. Да, да. Спасибо, я услышала. Я не знаю, я, может, не так сказала, но, по-моему, да. Спасибо, Руслана Анатольевна. У нас произошли небольшие изменения в программе, и я приглашаю к микрофону Любовь Александровну Фасахову, Национальной библиотекарь Республики Коми, заведующая отделом патентно-технической экономической литературы, о проекте Ворсантор. Добрый день, уважаемые гости, участники семинара, эксперты. Рада всех приветствовать в стенах Национальной библиотеки и тех, кто с нами сегодня онлайн. Хочу поделиться с вами проектом, точнее опытом командной работы Национальной библиотеки и Центральных библиотек Республики Коми, которые объединили свои усилия в проведении республиканского фестиваля интеллектуальных настольных игр, созданных молодежью. Идея проекта «Ворсантор» в переводе с коми-языка означает «время играть», родилась у нас не на пустом месте. С 2018 года библиотеки совместно с муниципальными библиотеками, Национальная библиотека, работают с молодежью по всей республике, прививая ребятам предпринимательскую и патентную культуру через конкурсы, через тематические мероприятия, через ярмарки и так дальше. Нередко учащиеся на конкурсы заявляют конкретные продукты своего творческого труда. К одним из таких проектов относятся настольные игры, которые они сами разрабатывают. Некоторые из этих игр были весьма любопытны, и что самое главное, в них хотелось играть, хотелось показать их экспертам, хотелось их как-то улучшить, хотелось их изготовить, да, типографским способом, придав им большую привлекательность и уже законченный вид. Вот так появился наш проект. Мы получили поддержку фонда президентских грантов, цель которого максимально вовлечь учащихся в процесс креативного творчества, используя ресурсы библиотек. Кроме того, к одним из требований к настольным играм было то, что они должны облегчать усвоение школьного материала, ведь, как известно, через игру даже самый сложный предмет становится более доступным. Реализация проекта у нас заняла год. Я думаю, что нам все-таки удалось осуществить нашу задумку, и все получилось.
Около 70% запрашиваемой суммы было направлено как раз на изготовление настольных игр и создание игротек при каждой скажем, центральной библиотеке городов и районов нашей республики. Весь проект мы разделили на 3 этапа. Не переключает. Ребят. Да, весь проект делился на 3 основных этапа. На первом этапе нам нужно было провести конкурс по всем муниципальным образованиям нашей республики и собрать игры, созданные творческим трудом ребят, выбрать из них 15 лучших. На втором этапе мы провели митап, собрали молодежь, которая создает настольные игры, вот этих 15 лучших, и дали им возможность презентовать свой продукт, чтобы эксперты смогли из лучших выбрать самых лучших. На третьем этапе мы организовали фестиваль Ворсантор по всему региону. Это стало возможным, опять же, нашей командной работе с муниципальными библиотеками. Что же в итоге у нас получилось? Первый этап провели конкурс настольных игр. Он был для ребят от 7 до 18 лет. Оценивать решили мы по возрастным категориям. Почему? Потому что, сами понимаем, да, 1 класс, он будет отличным от 11 класса, значимо отличаться. К нам поступило в общем количестве 63 игры. Большая часть из них – это игры именно краеведческого характера. На слайде показаны основные тематические направления игр, которые к нам поступили. Далее нам предстояла так называемая закулисная работа. Сформировать круг экспертов. Из заявленных работ было необходимо выбрать всего лишь 15. А затем эти 15 нужно было доработать и изготовить в типографии. Поверьте мне, это непростая задача. Выбор экспертов был определен заявленными тематическими направлениями игр. Поэтому среди них и кандидат филологических наук, научный сотрудник фольклора, эксперты в области экологии, истории, литературы, коми-языка, эксперты в области создания настольных игр и их коммерциализации, также в области права интеллектуальной собственности, так как созданные игры школьников должны были не нарушать права третьих лиц. Это было для нас очень важно. В общем, играли с экспертами очень долго. К одним из главных критериев мы относили жизнеспособность игры, чтобы она несла достоверную информацию. И, как ни странно может прозвучать, игра должна иметь финал и победителей. По опыту показалось, что не каждая игра имеет финал и победителей. Дальше. Определить 15. Так, да. Что-то как будто бы не то. Ладно. Определить 15 игр победителей конкурсного отбора было крайне тяжело, спорно, но у нас все получилось. Внутренняя работа, как известно, она самая тяжелая, зачастую невозможно понять ее масштабы. Предстояло доработать игры. Это была совместная работа авторов, наставников, экспертов. Проверяли каждую картинку на оригинальность, правильность ответов на достоверность, правила игры на соответствие содержанию. И только после мы отправили игры на изготовление одному из попечителей Национальной библиотеки в Коми республиканскую типографию, где дизайнерам предстояло изготовить игры, учитывая уникальные эскизы авторов игр. Вот так, в принципе, они выглядят. Да, на экране я показала. Это игра и про космос, и игра Кодемис, Пасизарин, волшебная игра и так дальше. На Meetup было представлено 15 игр. Meetup – это неформальная встреча разработчиков игр, где можно было обменяться опытом, получить экспертное мнение и оценку игры. Но как это организовать, чтобы не затянуть и все успеть? Да, мы сами понимаем, что 15 игр оценить это достаточно трудоемко по времени. Мы уложились в 2 часа. Что сделано было? Было решено проводить митап вот в этом зале. 15 авторов со своей группой поддержки расположились по периметру зала, и каждый за своим столом для презентации игры экспертам. Тайминг на каждую игру занял 5 минут. Каждая из команды имела свой маршрутный лист. Переходы от стола к столу были выстроены так, чтобы каждая команда могла познакомиться и поиграть в игры соперников, а также проголосовать за понравившуюся игру, при этом защититься перед жюри
и не столкнуться между командами соперников. Так выглядел маршрутный лист и протокол голосования участников. В то время, когда жюри удалилось для подведения итогов, эксперт Игурин Юрий Владимирович, разработчик настольных игр, рассказал ребятам о базовых правилах создания игры, об ее механизме, оболочке, отметил, что наши игры, которые были представлены на метапе, они были разными по механике. Это были и ходилки, и мемы, и квартет, и другие. Дал ценные советы, чтобы дети не спешили делать идеальные какие-то конструкции и рисунки к играм, что необходимо было множество раз тестировать игру, проигрывать и так дальше. Муравьев Олег Иванович, также эксперт, генеральный директор ООО «Новатик», предприниматель, изобретатель интеллектуальных игр. Он дополнил тем, что необходимо учитывать как раз возрастную категорию, да, для кого эта игра, для какой возрастной категории. Также отметил, что при тираже, большем тираже сама игра будет дешевле, ну, то есть какие-то практические советы, которые ребята могли использовать уже для продвижения своей готовой продукции своих игр. И также отметил, что на сегодняшний день очень важна упаковка игры. То есть чем круче дизайн, тем больше внимания привлекается, и тем быстрее она будет распространяться. Дальше. Итоги подводили на основании баллов экспертов, а также баллов участников команд групп поддержки. Таким образом, метап определил 5 игр-победителей, авторы которые получили свои награды, дипломы и призы, а также игры. Кроме того, каждый из участников метапа, вот из 15 этих ребят, они также получили изготовленную в презентабельном виде свою игру, авторскую. Главная библиотека Коми давно работает с молодежью, которая занимается интеллектуальной деятельностью, в том числе создает настольные игры. Так родилась идея фестиваля. Заявку подали на президентский грант и получили поддержку. Кинули клич по районам республики. В итоге на свет появилось более 60 новых настолок. 15 лучших и были представлены на этой встрече. У каждой своя тематика. Вот раздаются громкие реплики возле стола, которые окружили студенты колледжа культуры, явно увлеченные какой-то игрой. Скажите, что за игра у вас такая интересная? Ваши крики прямо из угла слышны такие. Такая, видимо, азартная игра. Кто расскажет? Мы решили сделать ее именно с коми-мотивом, связать именно с историей, с достопримечательностями и культурой коми-края. Известна о коми-песне, в тексте которой упоминается некий цветок. Щерпас. Мария Моль. Каждый стол в этот день стал эпицентром положительных эмоций. Здесь совершают путешествие по Млечному пути, а вот игра для тех, кто хочет познакомиться с историей Великой Отечественной войны. Определить победителей предстояло экспертам, в том числе и тем, кто создает игры и успешно их продвигает. По итогам состязания победили игры «Дорога памяти», «Звездосчеты», «Коми-Щерпасьяс», «Коми-Картинки». ТЭД завоевала приз зрительских симпатий. Разработать собственную игру несложно, уверены организаторы и эксперты, поэтому дерзайте, придумывайте, создавайте. Занятие это интересное. Да, если мы будем говорить о 5 играх победителей метапа, эта игра «Не спи на дороге», она помогает в изучении правил дорожного движения, развивает логику и внимательность. Арина, автор этой игры, она разработала игру сама после того, как попала под машину. И у нее родилась такая идея, что нужно у детей развивать внимательность. И если ты используешь на дороге наушники, какие-то гаджеты, да, нужна определенная сноровка. И вот это все она заключила в игру, которая у нее получилась. Дальше. Военно-историческая настольная игра «Дорога памяти», игра «Ходилка». Наверное, все в такие подобные играли. На закрепление знаний об исторических событиях Великой Отечественной войны. Так, игра «Коми-Щерпасьяс», игра на быстроту реакции и знаний коми-края, коми-слов. Самая используемая игра у нас, как показала практика уже.
Она очень проста в правилах, ее можно адаптировать под любую возрастную категорию, поэтому она идет на ура, и у коллег тоже получали обратную связь, что именно эта игра цепляет вообще, и в нее играют большее количество раз. Игра «Звездосчеты» научит стратегически мыслить, развивать навык счета. Игра «Мема Тот», которая как раз зрительские симпатии у нас взяла, она понравится маленьким игрокам, она познакомит участников с культурой и языком комик-рая. Дарья как раз автор-разработчик карточек с уникальным изображением коми-писателей. С ее слов, мама была главным редактором, и когда у нее не получалось изобразить автора, то до степени узнаваемости мама отправляла ее за доработкой. Выбранные по результатам метапа интеллектуальные игры изготовили специально для создания в каждом муниципальном образовании при центральных библиотеках игротек. В рамках проекта массово прошли мероприятия по всему региону. И мы надеемся, что нам удалось мотивировать ребят на разработку новых настольных игр, их внедрение в учебный процесс, потому что даже на перемене, да, как рассказывают у нас также партнеры, часто они играли, обыгрывали, также авторы играли с детьми. Это очень хорошее времяпровождение, интеллектуальное и так дальше. Проект также показал, что наиболее востребованной темой как раз для создания игр явилось краеведение. Это 70% игр было именно краеведческого характера. Конкурс является одним из инструментов изучения, приобщения, в том числе краеведческой деятельности и способов сохранения информации краеведческого характера уже в новом таком новой интеллектуальной и уникальной игровой форме в виде игр. Вот. Мы получили множество положительных отзывов, в том числе от ребят, от наставников, от экспертов. Одно из таких впечатлений представит наш участник нашей команды Александра Федорова, которая выступит уже после моего выступления, поделится своими эмоциями, впечатлениями, опытом. А сейчас я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо. Есть ли вопросы? Или мы объединим, раз у нас 2 доклада по одной теме, да? Давайте мы поблагодарим докладчика, выслушаем 2-й доклад, и тогда уже к барьеру позовем обеих. Да? Давайте. Александра Евгеньевна об опыте участия в данном таком проекте. Так, коллеги, здравствуйте. Рада вас всех видеть. В 2023 году мне посчастливилось стать куратором грантового проекта Национальной библиотеки Республики Коми «Ворсантор» по изобретению, как уже Любовь Александровна сказала, настольных интеллектуальных игр. Но я курировала этот конкурс в нашем районе, в Книжпогосском. О планируемом проекте сотрудники библиотеки узнали, когда получили информацию от Национальной библиотеки. Идея проекта показалась интересной, и я, как потенциальный куратор, задумалась о том, мне было интересно, какие идеи представят дети, как мы их реализуем. После обсуждения с коллегами мы отправили в Национальную библиотеку письмо поддержки. Далее мы, естественно, получили положение. Положение не такое большое, как у нас в других конкурсах «Предпринимательство без границ», например, или «Школьный патент», но довольно емкое и поэтапное. И мы приступили к работе. Первым этапом, конечно, стало информирование потенциальных участников конкурса. Подготовив презентации по 2 конкурсам, которые шли у нас одновременно, почти получается, по конкурсу «Ворсантор» и «Предпринимательство без границ», мы посещали образовательные учреждения города. Каждому из конкурсов уделялось должное внимание и подбиралась соответствующая аудитория. В марте 2023 года у нас проходило районное собрание библиотечных работников. Я их ознакомила, работников филиалов наших Книжпогосского района, ознакомила с условиями реализуемого проекта и призвала обратить внимание на детей и молодежь, которые посещают их библиотеки, с уверенностью на то, что и среди них есть талантливые люди.
После информирования были организованы встречи с детьми, проявившими желание участвовать в конкурсе. Им очень понравилась и затронула их идея, что придуманные ими игры смогут играть дети по республике в случае победы, и что их именно игры будут сделаны в типографии, в красивом виде, и вот для них это было прям одним из самых важных аспектов участия в конкурсе. Дети, как мы знаем, они непосредственные, творческие в основном, и было очень интересно с ними работать и слушать их задумки и рассуждения. Познакомлю вас с нашими участниками. Первая у нас участница из Книж-Погодского района была Диана Нечипорук. Основная идея ее игры состояла в том, чтобы соединить несколько игр в одну. Вообще Диана из многодетной семьи, и она сама рассказывала о том, что она очень любит играть в настольные игры по типу ходилок-бродилок. И поэтому она решила взять ее за основу. Она нарисовала поле таким, как она его видит, и мы приступили к разработке кубика. Вот такой вот у нас кубик получился. То есть для того, чтобы выполнить ход, после того, как кубик кинешь, помимо цифры выпадает еще и задание. Нужно выполнить задание, и только после этого делаешь ход. А задания были разнообразные, разных направленностей на кубике, то есть 6 сторон и 6 разных заданий. Настольную игру Диана назвала «Волшебная игра». Вторая участница – это Анна Белей. Руководителем ее работы стала ее мама, Синюкова Екатерина. Они ознакомились с положением и выбрали направление краеведения. Аня с мамой задавали вот уточняющие вопросы, советовались, и через некоторое время вот появилась на свет такая яркая, познавательно-развлекательная игра. Она у нас о Коми Республики, вопросы по секциям идут на разные также темы, национальная одежда, города, все обо всем, животные, то есть постарались аспект весь захватить. Использовали свои фотографии собственные. Вот даже здесь на фотографии мы можем увидеть Аня с мамой и праздники, на которые они посещали Коми. Ну, конечно, какие-то были взяты с интернета фотографии, но уже потом при доработке авторство подтверждалось. И уже другие немножко фотографии использовали. Так, третий участник у нас с Книж-Погодского района Кристина Сенчева. Ее руководителем была тоже мама Ольга Федорова. Они представили на фестиваль развлекательно-познавательную тематическую игру новогоднюю «Елки-иголки». Она была тоже с вопросами, но для детей более младшего возраста. Далее с 16 по 31 мая 2023 года проходил второй этап конкурса «Экспертиза конкурсных работ» и формирование списка призеров. Участники у нас с нетерпением ждали результатов, рассчитывая на благосклонность компетентного жюри. 1 июня 2023 года на сайте Национальной библиотеки мы узнали, что от Книж-Погодского района в финал прошли 2 участника – Нечипорук Диана и Белей Аня. И это означало, что ребята-авторы поедут на митап 28 сентября. И очень им было интересно, как будут их игры собственные выглядеть уже после модернизации в типографии. Летом велась работа уже с кураторами проектов от Национальной библиотеки, обсуждались нюансы внешнего вида и правил игр. Например, было решено, что волшебная игра у Дианы будет у нас уже не настольной игрой, а напольной. Игровое поле будет гораздо больше, и вместо фишек станут не... то есть сами дети будут вместо фишек стоять на поле и передвигаться по нему. Наставники творческих работ совместно с участниками готовили выступления и собирались для репетиции презентаций. Можете увидеть на слайде. Кроме самих участников конкурса, в качестве группы поддержки готовился к митапу у нас друг мальчиков Левашов Давид. Он также с нами присутствовал на самом митапе. 28 сентября 2023 года в городе Сыктывкар было проведение митапа, неформальной встречи любителей настольных игр. В Национальной библиотеке нас тепло встретили. Перед началом мероприятия для участников были организованы мастер-классы, интересные игры и экскурсии. Но самое большое впечатление, конечно, на детей произвели вот уже сами игры, которые они увидели. Они были красочные, необычные и... Самое главное, что соблюдались все задумки участниц.
То есть рисунки были прям перенесены с их эскизов, и это было очень здорово. Дети очень волновались, но при этом они были очень также и рады. Игра «Ничпорук» Дианы была самой большой на мероприятии и выделялась из всех. Вот она вот так вот выглядела. Полотно было размером 3 на 5 метров, и его было трудно не заметить. И вот все рисунки, которые рисовала сама Диана, были перенесены прям почти в точности. Вот машины, котики на поле уже в типографии. Аня Белей яркую и красивую игру фирменной коробки краеведческого характера защищала в коме-сарафане. Мы посчитали, мы, если честно, привезли прям весь костюм, но так как нам выдали футболки красивые, мы решили оставить футболку и одеть сарафан. Так, началась презентация игр призеров и финалистов, и тогда группы поддержки, состоявшие из наставников и ребят, отправились тестировать и знакомиться с играми из других районов. Участники приступили к презентации своих игр, каждому предоставлялось определенное время, чтобы рассказать о достоинствах своих игр. Мероприятие проходило весело, интересно, и ребята волновались и при этом очень устали к концу вообще самого мероприятия, но это их не очень расстраивало. Они были все равно безумно довольны, и у них было очень много положительных эмоций, даже казалось, что их перехватывает дыхание от их эмоций. После окончания презентации жюри конкурса ушли для принятия решения. И пока мы ждали торжественную церемонию награждения, все очень волновались, конечно. К сожалению, из Книжпогосского района участницы не стали победителями, но они не были расстроены, так как само участие в таком масштабном мероприятии – это все-таки возможность проявить себя, пообщаться с талантливой молодежью и с детьми, получить эмоции, драгоценный опыт. Также все ребята получили сертификаты об участии, подарки и свои авторские игры они смогли забрать домой. Впечатлений было много. Ребята весь обратный путь говорили об участии в этом мероприятии. И, то есть, мы еще продолжали участвовать мысленно в этом мероприятии, пока ехали домой. Следующим этапом уже стала реализация фестиваля в Книжпогосском районе. То есть мы получили игры от Национальной библиотеки. Сотрудники библиотеки стали приглашать ребят из образовательных учреждений, сами мы посещали и до сих пор посещаем школы с мероприятиями с использованием данных игр. Игры используются на районных мероприятиях. Например, Центральная библиотека участвовала в республиканском фестивале семейного художественного творчества «Родники семейного счастья» и проводили военно-патриотическую игру «Дорога памяти». Кстати, на нее очень обращают внимание. Там как раз тоже перенесены рисунки мальчика на полях. И тоже взрослые прям спрашивают, говорят, что видно, что действительно дети делали. И прям, они расспрашивают, откуда эти игры. И даже хотели бы приобрести, но, к сожалению, пока их не производят. Нет, очень жалко. У нас были запросы. Хотели бы купить и пользоваться ими. Также 20 марта 2024 года у нас проходил семинар работников культуры. Также мы использовали там эти игры, провели и с детьми, и со взрослыми, то есть мы их проводили. Не только в городе Емва, но и в других населенных пунктах Книжпогосского района, где есть наши филиалы, жители знакомятся с фестивалем. Например, в поселке Тракт в рамках краеведческого мероприятия играли в игру «Коми Щерпас Яс». Фестиваль в нашем районе посетил детский сад, школу, библиотеки, филиалы и продолжает действовать. Игры нравятся, все обращают внимание на оформление и говорят, что очень здорово, что использованы, вот как я говорила, настоящие зарисовки ребят. Это придает им уникальность и подтверждает, что работы сделаны действительно детьми. В Книжпогосском районе получено много положительных отзывов о фестивале. На слайде представлены отзывы от участников самого митапа в виде репостов, выложенных фотографий, написанных отзывов. Поступают запросы от учителя у нас школы нашего города на мероприятие с использованием познавательной военно-исторической игры «Дорога памяти по Великой Отечественной войне».
Также пользуется спросом Коми Щерпас есть игра, победитель фестиваля, потому что она динамичная, и можно ее играть с детьми разных возрастов. С ней вот даже справились ребята с подготовительной группы детского сада. Проект подарил Коми Республике прекрасные настольные игры разных направленностей. Участники фестиваля интеллектуальных игр, которые знакомятся с работами ребят, удивляются, насколько креативно мыслят дети. От фестиваля у нас остались только положительные эмоции и прекрасный опыт. Также хочу выразить большую благодарность за такое мероприятие, за семинар этот, потому что я считаю, что он имеет фундаментальное значение как мероприятие. И очень ценно для меня, как молодого специалиста, мне вот узнать об этом во всем, погрузиться еще глубже и черпать больше знаний. Спасибо большое. Спасибо большое, вы замечательно все рассказали. Вопросы? Есть вопросы? Ага, есть. Так. Ольга Сыктывкар. У меня вопрос по самому названию фестиваля, да, Ворсантор. С чем связано то, что перевод этот с коми-языка, он, если буквально перевести, он не полностью совпадает, да? Время играть — это Ворсанкад, а Ворсантор — это, наверное, как предмет, что ли, для игры, да? С чем это связано? Потому что я понимаю, что там было, ну, неоднократно проверялись, да, все эти игры. Да. Ага. Нет, дело в том, что когда мы писали вообще проектную заявку, да, для того, чтобы получить финансирование в фонде грантов, вот, мы думали название, но никто из нашего отдела, у нас отдел патентно-технической экономической литературы, к сожалению, не владеет коми-языком. Мы обратились к нашим краеведам. Это было все, вы знаете, очень тоже в динамике. Нам нужно быстро было принять решение и придумать название. Вот, как-то мы накидывали, получили Ворсантор, отправили, и когда вот поняли, что уже все, заявка прошла, мы получили эту поддержку, финансирование, нам наши краеведы говорят, ну это не совсем точно. Я говорю, ну, слава богу, мы узнали об этом только сейчас, на самом деле. Ну, потому что уже название, мы сами долго к нему привыкали, так скажем. Потом мы еще поняли, что оно не совсем соответствует, стало чуть-чуть обидно, но с другой стороны, вот раз оно время играть у нас, значит, это время играть, и в целом как будто бы сильно не отходит от дословного перевода с коми-языка время игры, да, или как время, как? Игрушка. Ну, пусть будет игрушка, главный результат. Вообще, какой великий язык, я потрясена, честно говоря. Вот, чтобы целое слово было для время играть, вообще чем-нибудь другим коми-народ занимался когда-нибудь? Вот у нас на русском-то такого нет. Время играть, а тут одно слово, да еще и красивое. Слушайте, вы великий народ, граждане. Просто. Слушайте, скажите, пожалуйста, я не поняла. Вот эти 15 игр, которые стали финалистами, они теперь есть во всех ЦБС? Да, в каждой ЦБС. В каждой ЦБС, в одном экземпляре? Нет, 5 игр победителей есть в каждой ЦБС. 5 игр. Да, после метапа мы выбрали 5. Ага. И вот их растиражировали, и в каждой ЦБС есть. И еще у нас по проекту вышла экономия, и мы сделали еще 3 комплекта из вот этих игр, из 5 игр, 3 комплекта, и они будут сейчас участвовать в передвижной выставке, потому что некоторые районы у нас достаточно обширны, вот, и им уже одного комплекта не хватает. Для того, чтобы они в самые удаленные районы могли их направить, мы будем их передвижной выставкой через МБА отправлять. А в принципе, вот эта мысль о том, чтобы наладить как-то производство, чтобы это могли купить, вы отказались от этого или будете пытаться? Нет, дело в том, что мы сейчас только закрыли уже информацию, ну, отчеты, так скажем, финансовые, закрыли, аналитические по гранту. Это тоже, поверьте мне, большая работа. Вот, и сейчас, да, мы работаем над тем, чтобы как-то это дело продвинуть, потому что есть все знания, есть чуть-чуть не хватает времени, скажем прямо. Вот, потому что у нас и авторы игр, они спрашивают, где можно
можно изготовить. У нас партнер такой прекрасный, попечитель, да, Коми республиканская типография, которые готовы. Тут нужно определить цену вопроса. У нас есть мой бизнес, который помогает продвигать и расскажет, как выйти, например, на Wildberries или Озон или другие площадки электронные. То есть все это делается, чуть-чуть надо больше времени и возможно, большую настойчивость от авторов, да, чтобы они нас чуть-чуть там где-то вовремя замотивировали, и тогда мы им уделим чуть больше времени. Давайте вы не отступитесь вот от этой цели, да? Потому что с играми, вот сколько сейчас уже на каждом семинаре у нас, и не по одному, и не по два доклада про настолки, да? И каждый раз вот эта проблема, мы в нее утыкаемся. Попробуйте, я не знаю, краудфандинг какой-то, что-то, да, договоренность, потому что выиграет типография, если это будет продавать по небезумным ценам, да. И еще вопрос. 15 человек вышли в финал, да, а остальные 40, сколько там, 47, да, сколько было, 62 игры. Ребята, а вот такой вопрос. Все-таки это дети, да, их это расстроило. Подумай, вот я не знаю, я в играх не понимаю совсем ничего, да, но, может быть, можно сделать конкурс для сетевых игр, для разработки сетевых игр, и чтобы можно было размещать там, ну, не только финалистов, какие-то хорошие, чтобы ребят могли еще раз попробовать. Сетевые игры, там нет проблем с финансированием, да, всего этого. Это можно сделать, разместить хоть на всех сайтах сразу. Да, вот сетевые варианты. Библиотеки сейчас играют, и эти викторины бесконечные, да, и кроссворды, и чего-то еще. А были бы, если бы вот игры, разработанные детьми, ой, мне кажется, это было бы хорошо, нет? Ну, нужно думать об этом направлении. Вот. Но у нас была задача именно настольных игр, именно для того, чтобы их, наоборот, чуть-чуть из сети убрать, а сделать это такое познавательное, интеллектуальное, такое, потому что сейчас все в сети. А хотелось, да, чтобы они могли именно вот пощупать, поиграть без различных гаджетов. Ну, вы-то свою задачу прям блестяще выполнили, просто здорово. Я тут думаю, что вот как про этих остальных, которые не прошли, чтобы что-то еще какая-то для них была возможность. Ну, это конкурсы, нужно принимать. Все мы участвуем в конкурсах различного там уровня, характера, и не всегда мы выигрываем, и на ошибках учимся. Я думаю, это прекрасный опыт. Те, кто хотел получить комментарий по своей игре, они получили эти комментарии. Поэтому тут только можно расти, и если у них есть понимание, они будут это делать и будут участвовать в других конкурсах. Это дает им только повод дальше развиваться и не останавливаться на достигнутом. И да, и вот тут Ольга Рудольфовна добавляет, если вдруг там недопоняли из моей речи, да, то 15 игр, да, которые были изготовлены, они авторские, достались авторам. То есть это было им как презент. Понятно. Да. Да. Ну и да, вы, конечно, оформили все это, да, их авторство. Да, да, ну все у нас как бы благодаря нашей команде у нас есть специалисты и по авторскому праву, и по патентному. И Спасибо большое. Поэтому, да, здесь есть поддержка. Поэтому... Спасибо большое, здорово. Какие-то еще вопросы, комментарии по этому проекту? Туда, микрофон. Продолжение того, что дети продолжают играть или нет, Александровна, а вот эти девочки, которые в победители не вышли, эти игры у вас используются в библиотеке? Нет, все игры, которые были авторские, мы их передали обратно авторам. Нет, я поняла, я у Александры спрашиваю, вот девочки, которые участвовали, да, они же получили свои комплекты, вы как-то с ними играете в эти игры? Да, да, тут даже в было на библиотеке слайдах у себя, да. показано, мы как раз-таки, к счастью, девочки оставили свои игры тоже, нам отдали в библиотеку. Они приходят, если им нужно, они забирают, сами могут взять домой, конечно, поиграть, естественно. Но вот получается у Ани Белей интеллектуальная шкамешка, мы ее часто используем, краеведческую игру. А у Дианы она очень большая, это одна из причин, почему она ее не забрала домой, она в принципе ей некуда ее расстелить, вот это полотно большое. И мы ее оставили на лето, на летние мероприятия, когда мы будем выходить на площади, мы уже будем использовать их. Так, микрофон. Я говорю, дети все равно видят, что в их игры играют. Вот это вот важно, я просто вот про это как раз думала. Мы-то да, мы знаем, что такое конкурсы, а для детей...
Ну, не знаю, как-то деток жалко. Вот, хорошо, спасибо большое, молодцы, здорово, отлично, это нам в копилку опыта. Уважаемые коллеги, у нас еще остался один доклад из Национальной библиотеки Республики Карелия. Шустрова Ирина Владимировна, мы вас ждем. Здравствуйте, вы все меня слышите? Да. О, слышите, видите, очень хорошо. Секундочку, сейчас я все подключу. Так. О, нет, никак не получается у меня. Экрана. У меня демонстрация экрана почему-то не запускается. Могу посоветовать обновить страницу. Секунду, подождите. У нас есть время, не волнуйтесь, занимайтесь демонстрацией экрана, мы подождем. Так, загрузить. Ага. Весь экран, во-первых. Да. Да, весь Еще раз, экран. весь экран поделиться. Угу. Секунду. Вот в том-то и дело, что он не дает мне поделиться. Кнопка «Поделиться» серая. Да, я ее вообще У вас здесь. должен быть изображение экрана, снизу подпись Вот. показывать. Нет, к сожалению, вот Верни тут. Так, вкладку «Показать экран» вы нажали. Не волнуйтесь, мы подождем. Да. Да, вот, спасибо. Подели вот сюда. Угу. Так, открываем. Ага, все видите? Все, видимо, отлично, вы молодцы. Видите? Давай, Мгм. давай. Здравствуйте, коллеги, очень рада вас приветствовать сегодня на такой вот встрече конференции. Сегодня тема моего сообщения – это опыт участия Национальной библиотеки Республики Карелия в общегородских мероприятиях и на примере празднования Дня Победы. Национальная библиотека ежегодно участвует в республиканских и городских массовых культурных мероприятиях. Культурно-просветительские программы, квесты, квизы, викторины проходят как в стенах библиотеки, так и за ее пределами, на сторонних площадках. Одной из основных площадок для их проведения является комплекс информационно-библиотечного обслуживания КИБО, который позволяет библиотеке организовывать и проводить мероприятия в любой точке города и республики. Так, КИБО Национальной библиотеки участвует в ежегодных праздниках День Победы, День города, День знаний и зимних фестивалях Гиперборея. Неоднократно сотрудники библиотеки на площадке КИБО становились участниками Дня Республики, который традиционно проводится в районах Карелии. В своем выступлении я подробнее расскажу об участии Национальной библиотеки Республики Карелия в праздновании Дня Победы на площадке КИБО, представив опыт нашей работы за последние 5 лет. Впервые мероприятия Национальной библиотеки, посвященные Великой Отечественной войне, были проведены в КИБО еще в 2014 году. Тогда отделом национальной и краеведческой литературы и библиографии совместно с музейно-выставочным комплексом «Полет» Дома творчества номер 2 Петрозаводска был реализован проект «Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны» в рамках культурно-просветительской деятельности КИБО. Библиотека представляла уникальные издания из своего фонда, интересные фотоальбомы, посвященные военной теме, дополняя традиционную книжную выставку экспонатами военного времени, представленными партнерами проекта. Мероприятия в рамках проекта включали рассказ сотрудника библиотеки о боевых действиях Карельского фронта, который сопровождался презентацией и обзором литературы, представленной на выставке. Эти наработки легли в основу последующих программ. Каждый год мы готовим просветительскую программу, посвященную истории Великой Отечественной войны в Карелии, и представляем ее 9 мая жителям и гостям города Петрозаводска. С 2018 года по 2023 годы нами было подготовлено 5 тематических культурно-просветительских программ.
Стоит отметить, что для Республики Карелия Великая Отечественная война, связанная с Карельским фронтом на протяжении 1941-1944 годов, стабильная линия Карельского фронта проходила на пространстве от Баренцева моря до Ладожского озера. Многие коренные жители республики с оружием в руках защищали свою землю в прямом смысле слова. Жители прифронтовых территорий работали на нужды Карельского фронта. На оккупированной территории оставалось коренное население. И сегодня в республике проживают их потомки. Таким образом, история Великой Отечественной войны, Карельского фронта и коренных жителей Карелии неразрывно связаны. Исходя из этого, темами культурно-просветительской программы мы берем не только юбилейные памятные даты в привязке 1941-1945 годы, но и такие юбилейные даты, как образование Карельского фронта, освобождение Карелии от оккупации, юбилеи карельских писателей-фронтовиков. Причем в заявленной узкой теме выбираем только несколько, где-то 4-5 наиболее ярких фактов или персон, вокруг которых мы выстраиваем программу. Особенности площадки КИБО, да, это ограниченная площадь, которая диктует свои правила организации пространства. Для размещения информации используются в том числе и внешние стороны кузова КИБО. Для этого были изготовлены узнаваемые тематические баннеры. И таким образом снаружи КИБО также становится выставочной площадкой, привлекая внимание прохожих, а также является прекрасной фотозоной. Организация выставочного пространства с практикой открытия задней платформы, вот вы видите, да, сейчас на слайде, и второго выхода, с одной стороны, увеличивает площадь, а с другой стороны, нецелесообразно в силу невозможности обеспечения сохранности открытой книжной выставки. После того, как мы выявили недостачу книг, да, эту практику перестали применять. Внутри по всей площади размещаются тематические навесные стенды, где-то до 12 штук, да, где располагаются копии газетных вырезок, листовок и других материалов по теме, или плакатная выставка, изготовленная специально для КИБО, это 8 плакатов. В стеклянной, закрывающейся на ключ выставочной витрине мы экспонируем редкие книги, изданные в Карелии в годы войны. Также организуем небольшую, где-то до 10 изданий, открытую книжную выставку новых и наиболее комплексных изданий о Карельском фронте. Изначально мы брали книги о всей Великой Отечественной войне, но с учетом того, что Великая Отечественная война, Карельский фронт, история местных жителей – это единая связь, то в основном задают вопросы, что и где можно найти о воевавших на Карельском фронте родственниках. Неоднократный случай, когда посетители КИБО находят упоминания о своих предках, представленных на выставке, книги, сборники архивных материалов или газетной публикации далеких лет. Особую ценность в фонде представляют газеты боевых соединений Карельского фронта. У нас хранится коллекция газет военных лет, которая включает в себя в том числе 32 наименования красноармейских газет, изданных на Карельском фронте. И в силу того, что оригиналы газет представляют собой большую ценность, и многие из них уже находятся в весьма ветхом состоянии, то для мероприятия были изготовлены копии, максимально приближенные к оригиналу. Благодаря этому мы предоставляем возможность нашим гостям, прикоснувшись к пожелтевшим страницам, окунуться в суровые будни Карельского фронта. Через проектор на экране мы имеем возможность продемонстрировать видеоряд. Это тематические презентации и фронтовая кинохроника. В работе на площадке задействовано 2 сотрудника. Первоначально при организации работы мы пробовали делать разделение сотрудников по темам. Каждый сотрудник рассказывает свой блок или времени. Каждый час новая тема.
По опыту работы оказалась такая разбивка нецелесообразной в силу того, что мероприятие носит характер не группового посещения, ограниченного временем, а идет постоянный поток людей по 2-3 человека или, может, одновременно 10 человек. Практически с каждым идет индивидуальная беседа, в ходе которой у каждого посетителя возникают помимо вопросов по основной теме и другие. Таким образом, оба сотрудника должны в полной мере быть знакомы со всем материалом и даже чуть больше, потому что слишком разноплановые бывают вопросы. В прошлом году, да, в 2023 году мы ввели в программу игровой компонент. Эта часть была вынесена на улицу, где на флипчарте были размещены заламинированные задания, и к работе был привлечен еще один сотрудник. Участникам мероприятия было предложено решить задачи, ребусы из детских журналов «Мурзилка» и «Пионер» периода военных лет, в том числе, которые присылали и учащиеся Карелии. Как показала практика, подобные задания нравятся и взрослым, и детям, объединяя коллективный разум. Теперь немного о темах, которые мы раскрывали в наших программах за вот эти 5 лет, да. Первая программа 9 мая 2018 года «Это история военных лет газетной строкой» была полностью посвящена периодике прифронтовой Карелии и Карельского фронта. Посетителям были представлены фронтовые газеты, районные газеты периода военных лет, были отобраны самые важные памятные события в истории Петрозаводска и Карелии, отраженные в публикациях. Это начало войны, Свирско-Петрозаводская операция по освобождению Петрозаводска и, конечно же, долгожданная победа. Из газет военного времени участники мероприятия узнали, чем жила прифронтовая Карелия. В тот год была поставлена задача в том числе и прорекламировать электронный ресурс Национальной библиотеки Республики Карелия. Это цифровые копии коллекции периодики военных лет. Следует отметить, что ежегодно количество обращений к ресурсу растет, в том числе и за счет просветительских программ в КИБО. Помимо печатных изданий, мы включаем в наши программы фотографии, плакаты не только из фондов нашей библиотеки, но и предоставленные партнерами. Так, в 2019 году в просветительской программе «Карельский воин», писатель, журналист, были представлены уникальные материалы о 4 карельских писателях-фронтовиках, в том числе из фондов Национального архива Республики Карелия. Фотоматериал о фронтовой молодости наших посетителей, собранный в презентацию, был дополнен фрагментами киножурнала «Советская Карелия», и все желающие могли совершить также виртуальную прогулку по центральным улицам города Петрозаводска, хранящим мемориальную память о писателях, журналистах, литературоведах, прошедших тяжелейшими дорогами Великой Отечественной войны, а также о литераторах, чье детство выпало на годы войны и повлияло на дальнейшую творческую жизнь. Это мероприятие посетили потомки Сергея Константиновича Норина, писателя, воевавшего на Карельском фронте. Вы видите сейчас, да, на слайде тематический баннер, который был подготовлен специально для КИБО, именно для этой культурно-просветительской программы. 2021 год. Это год 80-летия образования Карельского фронта, и основные материалы были представлены на плакатной выставке «Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны», подготовленной сотрудником отдела краеведения. Отдельный стенд был посвящен деятельности библиотек Карелии в годы войны через публикации на страницах периодической печати. В тот год мы попытались составить программу мини-лекториев и показов кинохроники военных лет с четкой градацией по времени. Но, как было уже сказано выше, нам эта практика показалась не вполне успешной. Изюминкой программы 2022 года «Кадром, словом, делом» стали кадры фронтовой кинохроники. Был представлен уникальный видеоматериал о сюжетах и героях кинохроники, снятой на Карельском фронте.
Материалы из газет военных лет дополняли сюжеты кинохроники рассказом о жизни героев на фронте. Кроме того, были подготовлены тематические выставочные блоки, посвященные героям Карельского фронта, воспетых во фронтовых песнях. В основу была взята книга из краеведческого фонда «Песня в бою». Выбрано несколько песен, посвященных ныне забытым героям боев на Карельском фронте. Вот вы видите слайд, да, из газеты «Боевой путь», песня о Кристине Охременко, да, и она же, и наградные ее листы. 2023 год был годом педагога и наставника, поэтому была подготовлена программа «Каждой пятеркой по врагу. Педагоги и школьники Карелии в годы Великой Отечественной войны». Горожане и гости города познакомились со школьной жизнью прифронтовой Карелии. На основе фондов Национальной библиотеки Республики Карелия был подобран материал о педагогах, которым было присвоено почетное звание заслуженного учителя в годы войны. И тематические выставочные блоки были посвящены работе пионерской и комсомольской организации Карелии, направленной на помощь фронту. Также мы впервые ввели игровой компонент, о котором уже было сказано. Ну и, соответственно, каждая новая программа, в которой мы представляем события военных лет через призму локальной истории, уникальна по своему содержанию и является итогом большой исследовательской работы сотрудников отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии. Культурно-просветительская программа, основанная на краеведческих ресурсах в печатном и цифровом форматах, способствует продвижению наших ресурсов, а также формирует и поддерживает интерес к истории региона. На этом у меня вот все. И если есть вопросы, то... Спасибо большое, Ирина Владимировна. А мы сейчас спросим, есть ли вопросы. Вопросы, сомнения? Да, бегу. Добрый день, коллеги. Меня зовут Виктория Артеева. Я заведую как раз-таки КИБО в нашей республике. И вот мне интересны вот такие вот вопросы. Да. Вот смотрите, вы, получается, в рамках этого проекта выезжаете только именно в день празднования? То есть Нет. 9 мая? Или накануне у вас есть цикл мероприятий? Может, я просто не услышала? Видите, КИБО, спасибо, да, вот вопрос очень интересный, наверное, просто не прозвучало вот прям, да, так что у нас КИБО работает и выезжает не только на День Победы, да, на празднование Дня Победы, но и в других городских мероприятиях, да, это и Гиперборея, и День города, и День знаний, когда мы проводим Знаниум Фест, да, это именно программа Национальной библиотеки, да, КИБО работает также на площадках на разных праздниках, да, заявляется программа, где КИБО заявлена как одна из площадок от Национальной библиотеки. То есть это не только День Победы, но это и другие культурные мероприятия нашего города или республики. Да, выезжаем еще, конечно, и на День Республики, на КИБО. Нет, спасибо за ответ. Я имею в виду вот в рамках этого проекта, который посвящен Великой Отечественной войне. То есть вы, например, накануне, скажем, там за 2 недели выезжаете, потому что вроде как такой, ну, труд такой обширный, да, много информации, и выставить это в один день, ну, может быть, не такой охват, например, был бы людей, какой хотелось бы. Ну, в данный момент, видите, я рассказываю про День города. Ну вот я имела в виду, это в день, именно в день празднования. Просто день, да, 9 мая, а такого массового выезда там после там не было, да, потому что наши материалы остаются у нас. И вот, допустим, программа 23 года «Каждой пятеркой по врагу», она пользовалась вообще огромным успехом, и были выходы в школу, и к нам приходили школьники, но это уже не в рамках площадки КИБО, да, потому что весь материал, он остается у нас, и мы его активно используем и рассказываем нашим посетителям о такой теме важной. Поэтому нет, не только, конечно, на КИБО это только 9 мая, если говорить в рамках вот
да, этой работы в рамках празднования 9 мая. Спасибо. И вот у меня еще вот вопрос по поводу оформления, вот насчет этого баннера. Он у вас в течение года все время этот баннер? То есть Нет, мы его снимаем. снимаете, да? Да. Потому что все поняла. Мгм. А как вы его, если это уж так технический вопрос, Да, как это, у вас честно говоря, получается его закрепить и открепить, чтобы он не упал? да, но это все технические какие-то аспекты, я, к сожалению, ими не владею. Единственное, что я могу сказать, что у нас не единственный баннер, да, который посвящен Великой Отечественной войне, именно, да, тематический, который посвящен войне. У нас есть еще это второй, два или три баннера у нас, да, то есть мы их меняем, но вот конкретно под программу «Карельский писатель, воин, журналист», да, был сделан отдельный баннер, и он у нас тоже есть, мы их храним. Только единственное, что, да, поскольку баннер работает как шикарная фотозона, потому что все фотографируются, подходят, то, конечно, мы стараемся, чтобы он был универсальным, да. Это такое есть, баннер снимается, его просушивают, потому что целый день, конечно, он, когда 9 мая, погода разная, да, потом убирается, и на следующий год он тоже используется. Все, спасибо большое за ответ. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Кому еще микрофон? Думаете? Можно? У меня будет один вопрос не дурацкий, остальные, наверное, дурацкие, но это не мое. Я понимаю очень мало. Не дурацкий вопрос такой. А что же это вы уникальные документы, уникальные издания вывозите из библиотеки? Смотрите, если просто показать его, если оно у вас под бронированным стеклом, все классно, тогда, в принципе, все равно, что класть. У нас, например, в нашей библиотеке делают такие чудные макеты, скажем, старинных изданий, что их не отличишь через стекло от оригиналов. А если давать в руки, ой, что-то я бы забоялась давать уникальные издания вне библиотеки кому-нибудь в руки, да? А что, мало ли, не дай бог, что-нибудь с этим КИБО. Дай бог здоровья, конечно, всем. Как это вы решились? Надежда Михайловна, все под стеклом, под присмотром, как говорится, да. Конечно, вот у нас сделаны, скажем так, реплики с цифровых копий газет, и это мы даем читателям посмотреть. Из-под стекла мы ничего не достаем и никому не даем. Более того, вся подготовка, скажем так, внутреннее наполнение КИБО никаким образом не ведется заранее. Это все конкретно 9 мая мы подходим, да, книги берем, и их вот конкретно на это мероприятие убираем под стекло. Ничего, не переживайте, ничего никому редкого мы не предоставляем, да, вот чтобы поддержать, посмотреть, они могут это сделать, и мы говорим, что это все доступно в цифровом формате, вы можете это посмотреть, да, мы специально делаем такие закладочки с напоминанием, да, где что у нас можно найти на сайте, поэтому за сохранность редких и уникальных, да, изданий можно не волноваться, в руки никому точно не даем. Тогда вот теперь начинаются дурацкие вопросы. Я про КИБО понимаю мало, но мне кажется, что для каждой возможности, да, свои ситуации. Если бы в городе, это же Петрозаводск, да, не знаю, а мне кажется, что вот эти самые баннерные выставки, да, вот поставить на площадке. Сейчас же это многие делают, у нас в Питере делают. А вот тут бы как раз найти хорошую площадку где-то в центре города, да, поставить там вот эти вот баннеры красивые, да, вот как они, как нам рассказывают. Можно развернуть что-то еще, технические возможности, наверное, недалеко как раз найти. Если уникальные книжки можно из библиотеки, да, то, наверное, какую-то технику тоже. И не уходить оттуда 9 числа весь день. Вот в качестве там фона для фотографирования, да, весь день, чтобы как можно больше народу пришло. И мне кажется, что было бы интересно КИБО использовать совсем для другого варианта. Вот Карельский фронт. Поехать по населенным пунктам, которые вблизи линии этого Карельского фронта, да, и в каждой точке рассказать про эту точку, вот про события, связанные с этим участком Карельского фронта, да, и там тоже постоять по-человечески, скажем, не знаю, там,
полдня, сколько это возможно, я не знаю, да? И вот использовать КИБО для того, чтобы добраться туда, где труднее людям с информацией. И не вообще про Карельский фронт. Про Карельский фронт, конечно. А вот еще добавить вот того, что им важно. А здесь-то как было? Ну, вот как? Что скажете? Изначально, Надежда Михайловна, так и было, когда КИБО у нас появилось, да, это были выезды в отдаленные регионы, отдаленные районы, да, в отдаленные населенные пункты республики, и изначально в 2014 году, да, вот эта программа, вот этот проект «Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны», да, проводила наша сотрудница Полина Николаевна Соловьева, он как раз и был направлен на то, чтобы в отдаленных районах республики, да, население узнавало о таких вот важных событиях в годы Великой Отечественной войны, и, конечно же, готовилась программа, исходя из того, в какой район, да, совершался выезд КИБО. Но сейчас, в данном этапе времени, я вам не могу сказать, да, таких выездов не производится, это с нами не связано, это связано с экономической ситуацией, наверное, с экономическим положением. Это вот мы уже тут некомпетентны. Конечно, понятно, что КИБО работает у нас и в городе, да, и есть выезды за пределы города, но вот тут я некомпетентна, не могу вам сказать, да, куда и как. Вот это мы не работаем непосредственно с КИБО, вот, только работаем, когда мы готовим программу КИБО как на площадке, да. Вот это не ко мне, к сожалению. Спасибо большое. Коллеги из Коми, у вас такие же проблемы? Или вы можете ездить куда захотите? Кто скажет? Да, я сейчас. Вот что с КИБО? Наконец у меня разведнеется в голове тоже. Ну, совсем куда бы нам хотелось, конечно, нет возможности, да, в силу того, что у нас плохие дороги и так далее. Но в целом, в ближайшие районы мы выезжаем. Просто почему у меня был вопрос как раз, ну, вот именно по 9 мая, потому что действительно такой прекрасный проект, да, и как бы в 9 мая, ну, мне кажется, это мало, один день вот показать, может быть, действительно заранее где-то поездить по районам. У нас обычно 9 мая это интерактивная площадка, там мастер-классы, какие-то игры и так далее, да, вот. А что касается, ну, поездки в какие-то дальние, там, может, ну, не всегда получается, да, вот я ответила на ваш вопрос, куда бы нам хотелось съездить, в силу финансовой, допустим, там какой-то, может быть, финансовых вопросов или в силу дороги мы не можем поехать далеко. Спасибо большое. Да, та же ситуация, финансы и дороги, и мы тут не можем. Я вот в данном случае не могу вам ответить на вопрос. Нет, Вика не совсем правильно сказала. У нас, когда мы получили машину КИБО, мы были первым регионом, в эксперименте находились. И дело в том, что и бензин, и сотрудники, и так дальше, все было внесено в бюджет библиотеки. Правительство нам это все финансировало. И до сих пор это все финансируется. И запчасти для машины, и заправка финансируется. Но у него идея такая. Он ездит у нас по населенным пунктам, где нет стационарных библиотек. Он ездит, и это пригороды города. Я не могу сказать, что это ну, как бы мы выезжаем в районы. Это пригороды города, но они тоже достаточно далеко находятся, там 20 километров, 25 километров. Есть график выездов, он осуществляется в одном населенном пункте. Сколько вы бываете, Вика? Как часто вы бываете в населенном пункте по графику? Вот, раз или в 2 месяца график, населенные пункты уже знают этот график, знают точки, где они останавливаются, и 3 часа они там стоят. И происходит за это время тоже мероприятия проходят, обмен книг происходит и так дальше, и так дальше. То есть он у нас не стоит. Выезжаем мы действительно на праздники в виде исключения, потому что это требует уже дополнительных финансовых средств на заправку. Мы выезжаем 120 километров. У нас есть такие проекты, в которых мы участвуем. Мы выезжаем в Сысольский район, там праздник Ивана Алексеевича Куратова проходит ежегодный. И они нас как взяли сразу
партнеры этого праздника. Так мы так и выезжаем целой площадкой, разворачиваем там полностью работу со своими играми, со своими фондами, со своими презентациями. Мы там целый день работаем на этом кураторском празднике. Но это мы уже за счет не бюджета заправляем машину. И она едет туда, это люди, наши коллеги, выезжают в свой выходной день, это в праздничный день, как правило, выходной день бывает. И это мы работаем, да. Вот такой проект. Нет, куда Можно мы я- хотим, а куда мы хотим, да. Можно я добавлю? Мы хотим ездить на... Идея Кибок, мы хотим туда ездить, где нет стационарных библиотек. Мы туда и выезжаем. Потому что если мы выезжаем в другие населенные пункты, куда мы хотим, мы нарушаем график выездов в другие населенные пункты. Вот как мы установили наши, у нас крутится так колесо обслуживания, да? Если вы выезжаете куда вы хотите, вы, значит, уже в другие эти населенные пункты уже не приезжаете по графику. Поэтому, я думаю, главное, вы обслуживаете население, которое ждет вас в своих точках. Вот. А когда выходной день и праздник, вы можете вот выехать на площадь. Нас в Усть-Куйм звали, но мы в силу там того, что дорога не позволяет, вот туда мы далеко не смогли там, например, поехать. Да. Вот я вот Да. это имела в виду, что я по мероприятиям, как бы, вот. Да. Можно я добавлю, пожалуйста? Вот сейчас мне коллеги подсказывают, что наш КИБО выезжает в отдаленные районы города, да, и в Прионежский район. Но вот тут я не могу вам все-таки, да, некомпетентно я рассказать, каким образом у нас происходят выезды, да. В данном случае я рассказываю о том, как мы используем КИБО для культурно-просветительских программ 9 мая, вот, да, поэтому взяли только вот такую, что КИБО как площадка и сложности, с которыми мы сталкиваемся, да, или каким образом мы готовим нашу программу и проводим ее именно в КИБО. Вот, поэтому... Спасибо большое, Ирина Владимировна. Очень обстоятельный доклад, интересный. Видите, какую бурю эмоций вызвал? Вот. Ну, молодцы, господи, Карелия. Чудесная библиотека, очень сильный отдел. Ну, вот еще одна сторона вашей деятельности. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну что, коллеги, что-то мы, кажется, все доклады прослушали, да? Хочет ли кто-нибудь, ну вот как бы, ну я не знаю, как-то у нас там написано подведение итогов, я этого не умею, у нас на семинарах этого нет, подведения итогов, потому что, ну, кажется, наговорились по разным темам. Может быть, кто-то хотел бы сказать, я не знаю, о впечатлениях от семинара, о том, что кажется важным на другие семинары, какая тема или какие темы, ну, как-то еще требуют нашего внимания. О чем? Ну, например, дайте какие-то поручения нам на Мурманск. Что бы вы хотели, чтобы мы там обсудили? Я надеюсь, что с вашим участием, но если вдруг не соберетесь, да? Кто хотел бы что-нибудь сказать по этому поводу? Чего не хватило? Что стало понятнее? Что не стало понятнее? Подумайте. Я, честно, я не умею подводить итоги. Вот Ольга Рудольфовна, конечно, будет закрывать семинар, поэтому сейчас я просто вот хочу сначала спросить вас, есть ли какие-то реплики, мнения, предложения, что-то было не так, может быть, что-то надо поменять в нашей практике. Здравствуйте еще раз. Можно я выскажусь парой фраз? Из Великого Устюга я в первый раз побывала на таком мероприятии именно в Республике Коми. И под большим впечатлением, под большим восторгом и от отзывчивости коллег и именно Республики Коми, и из других регионов России. Загружена информацией вообще вот столько, все фотографировала, все снимала, все записывала по максимуму, что могу, что понимаю, потому что у меня опыт работы не такой большой, как у многих здесь, всего 4 года. И информация, правда, очень полезна, я обязательно поделюсь со своими коллегами в Великоустюгском округе. И единственное пожелание, что устает 5-я точка сидеть, слушать. Действительно, очень много информации. И хочется, наверное, где-то поучаствовать. Например, вот игры нам продемонстрировали.
встали, подвигались, поиграли, какие-то, если интерактивы, вопросы позадавать, встали, ответили на вопросы, ну вот такое подвижное, какие-то 5-минуточки. А так все замечательно, все восхитительно. Большое спасибо всем. Спасибо большое, замечание принято. Нам-то предстоит марафон в Мурманске 5-дневный. У нас-то семинар, кто соберется ехать, обратите внимание, 5 дней. Правда, один из этих дней нас повезут в очень хорошее место, замечательный город. Вот, другой. А вот не скажу, в Апатиты, чтобы вы не думали по ночам, да? Апатиты – это город, в котором, который не только сам по себе хорош, там ботанический сад приполярный, да, знаете. Это город ученых, город науки, и там очень умная библиотека. А вот наши коллеги – очень умная библиотека, которая пользуется и тем, что рядом наука, и пользуется тем, что там замечательные совершенно объекты, и вообще умная, доброжелательная библиотека. Зайдите на их сайт. Он стоит, да, он стоит того, чтобы порассматривать в деталях. Посмотрите, там есть, например, карта. Я говорила про карты. Интерактивные карты должны быть у всех. И эта карта меня, например, привлекла, купила совершенно тем, что ну, там есть музеи на этой карте, да, как положено, есть какие-то там разные объекты, там библиотеки, а есть, я не помню, как точно называется, по-моему, любимые места. Как они это сделали? Они опрашивали горожан на улице, а вот ваше любимое место в городе. Да? И комментарий, а почему? И вот это вот обозначено это место на карте города, и вот этот комментарий без подписи, но приведен прям вот точно. Чувствуете, вот какое дружелюбие, да? Какой интерес к своим. И я понимаю, что когда я поеду, ну, нас будут там, наверное, возить, я не знаю, там вводить, а я бы хотела взять эту карту и по ней пройти вот по местам, которые нравятся самим горожанам. Вам тоже пример, да? Никто не заставляет делать ничего официального. И я думаю, что вас как-то очень должен заинтересовать то, что делают мурманчане сами. И не только областная библиотека, вы видели, какие они делают ресурсы, но там очень сильные, очень умные библиотеки в городе. Там трагическая абсолютная история военного времени, когда город практически сожгли дотла, почти весь, и там на этом многое построено сейчас, экспозиции, памятники. И вот что делают на этом фоне, что делает библиотека? Чтобы вот погрузить вот в это во все, да, там погружение хорошее. И что вообще они умеют делать, там точно стоит поучиться. Если поедете, увидите это своими глазами. То есть кроме того, что увидите сообщество таких же ненормальных, которым зачем-то нужно краеведение и во всю силу, да, еще и увидите библиотеки, которые стоят того, чтобы с ними познакомиться. В Мурманской области не только Апатиты, там несколько очень сильных библиотек, и очень разных при этом. Они одна не похожа на другую. Ну, не знаю, мы попадем-то только в один город, но они же будут показывать и рассказывать. И вы сможете живого сотрудника живой библиотеки подергать так и сказать, а ну-ка расскажите подробно, что вы там такое вот, что вы нам представляли. Да? Огромная возможность общаться и общаться за рамками. Одно дело заседание. Но вот вы здесь встали и ушли, да? А на наших семинарах, поскольку надолго мы все приезжаем, это еще вечернее общение, которое дорогого стоит на самом деле, не меньше, чем всякие заседания с докладами. Разговоры, обсуждения, мы ненормальные, нам бы про работу поговорить, даже вечером там за чашкой чего-нибудь, да? Поэтому вот, давайте-ка в Мурманск и с докладами, и нечего прятаться тут, да, вот слушатели, с докладами интересно же среди своих обсудить. Давайте, время еще есть, у нас регистрация по-моему, до какого-то июня, ну вот, в общем, есть еще время, но лучше не откладывать. Обдумывайте темы, регистрируйтесь. Если будут какие-то, если вы не очень уверены в тексте вашего доклада, да, тема есть, но непонятно, рассказывать, не рассказывать, интересно или нет. Но мы тут недалеко вообще за углом. Напишите, мы охотно очень и посоветуемся. Можете текст прислать, можете тезисы, можете просто с нами поговорить. Мы охотно как-то поддержим, потому что, ну, хочется, чтобы вы все были видны. Вы все работаете хорошо. Да?
Спасибо вам большое, Ольга Рудольфовна. Ну, вам закрывать это все. Хозяйки. Да, я должна сказать, конечно, господи, никакого воспитания. Огромное спасибо библиотеке, которая это организовала, да? Огромное спасибо, как всегда. Вот эта библиотека, уровень никуда не пропьешь, да? не потеряешь. Замечательная организация, вот эта доброжелательность, о которой коллега сказала, да? Мы это чувствовали, хотела сказать, каждый день, да, ну, каждый день, да. Ну, и, в общем, просто огромная благодарность за то, как это было замечательно проведено, организовано, четко, спокойно, доброжелательно, вкусно. Да? Вот. Так что, Ольга Рудольфовна, ну, я думаю, все видели, кто следил за нами в стране, да, очередной успех вашей библиотеки. Ну, на самом деле, я думаю, не только нашей библиотеки, а успех нас, вот всего нашего сообщества, которое мы собрались здесь сегодня и вчера еще. Я думаю, что мы все 2 дня, вот эти 2 дня, были мы все очень тесно объединены. Вообще, на самом деле, не очень таким заезженным словом, патриотизмом. Вот любовь к своим местам, к своей родине, к своему краю. И вот это единодушие такое, вообще объединены не просто любовью, а любовью не просто любить самим, а заставить любить тех людей вокруг, которые нас окружают, людей, всех заразить вот этой любовью. Я думаю, что мы такие творческие, такие замечательные, на грани как бы совсем уже тю-тю. Потому что и за обедом мы говорим про это, и за ужином мы говорим про это, и в любой момент мы говорим про это. Как вообще впечатлить наших читателей дорогих тем, что мы знаем? Мы-то знаем, вот передать все это. Поэтому я на самом деле очень благодарна вам всем, дорогие коллеги, кто были эти 2 дня вместе с нами. Еще очень даже благодарна нашему коллективу, который слушает. Вообще мои записи в дневничке – это одни сплошные восклицательные знаки. И мне так хотелось бы, чтобы в ваших тоже дневничках, ваших тоже этого семинара тоже были плюсы или галочки. Это значит то, что мы еще должны на что-то посмотреть, да, у коллег увидеть. В общем, и вот это желание обогатиться за счет ваших идей каких-то новых, да, их переделать в свои идеи и сделать еще интереснее для нас. И я думаю, что эти идеи ваши будут жить. Вот задавали множество вопросов. Как дальше будет жить ваш проект? А он будет жить в наших уже каких-то преобразованиях, в интеграциях наших умов, да, как мы их переделаем, многие ваши вещи. Я услышала много интересного для себя. Конечно, как любому организатору, всегда очень боязливо, чтобы вы все участники были наполнены, что ли, полезностью наших встреч. Но я думаю, что вот даже эта встреча, профессиональное наше сообщество, общение, это тоже очень большой плюс от нашего семинара. Вообще мне хотелось Надежду Михайловну, конечно, мы вытащили буквально из ее такого графика жесткого, но Надежда Михайловна, лаверды, такая благодарность, что вообще откликнулись и приехали с нами поработать. Я уже много лет назад говорила, что нам в республике, конечно, сложно выезжать. Мы республика с очень удаленными территориями. И выезжать на такие семинары тематические, на конференции какие-то в Россию, учитывая нашу сложную логистику, приехать в республику, в Сыктывкар именно, сложно. И я знаю, что массово муниципальные библиотеки не выезжают. Выезжают самые заинтересованные, их, как правило, по единицам можно сосчитать. И мне всегда хотелось, чтобы в Национальной библиотеке существовал такой формат каких-то постоянных встреч, потому что краеведы, они все работают, они увлеченные люди, им все время нужна какая-нибудь площадка, где они могут за какой-то период наработанный опыт все время демонстрировать, меняться. То есть эта площадка мною виделась как и какая-то систематическая встреча такого краеведческо-библиотечного актива, постоянных людей, которые бы приезжали все время и общались. И вот это как раз та группа людей, которая бы привносила в свои ЦБС и чему бы она обучала начинающих библиотекарей. И вот, конечно, с Надеждой Михайловной мы говорили и с краеведами нашими, что давайте все-таки этот семинар делать или раз в год, или раз в 3 года. Почему раз в 3 года? Вот, например, если говорить о краеведах, которые сидят в муниципалитетах за своей работой, сейчас по новому стандарту вы должны получать корочку сертификата об образовании, да, повышение квалификации раз в 3 года.
И если бы мы эту площадку делали раз в 3 года, мы бы вольно или невольно предложили бы вам, этому краеведческому активу, встречаться, потому что мы вам сейчас будем раздавать сертификат, то есть сертификаты об образовании, да, стандартную, как Елена Викторовна где-то у нас есть, сейчас скажет, что мы выдаем удостоверение о повышении квалификации, официальное. И у нас в этот раз группа очень большая, это 34 человека у нас учатся. Да, 34 человека у нас учатся, они получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца на 32 часа. Да, и у них раньше на день начался у курсантов семинар. Семинар вошел в их программу, и завтра у них еще продолжается. Они едут по модельным библиотекам. И я думаю, что эту практику можно было бы вполне так предложить краеведам нашим, как постоянный краеведческий актив. Вот мы встречаемся раз в 3 года и получаем удостоверение, и мы действительно повышаем свою квалификацию. За эти 3 года мы обменимся, столько наколотим всего там записей, и как мы это все двигаем, и как мы этим пользуемся, и так дальше. То есть а вот еще одно предложение у меня, например, а вот в промежутках между этими 3 годами можно было вполне предложить, раз это оставить его зональным, северным, чтобы нам тоже у нас приезжали и как бы участниками были еще и другие регионы, чтобы мы не варились в собственном соку, чтобы вы увидели, а что другие регионы делают. И вот предложить-то Кирову, Удмуртии, там, раз они у нас постоянные участники, Вологде, Архангельску, делать его шагающими, что между промежутках этот северный зональный был бы, но он зональный, он объединяет наши северные территории, регионы, и мы могли бы туда время от времени посылать своих гонцов или своих делегировать, да, чтобы оттуда что-то еще время от времени привозить. Но в республике все-таки мне хочется, чтобы такой постоянный формат сохранился. И я думаю, для наших коллег он тоже будет во многом поучительным, познавательным и таким форматом распространения, собственно, своего опыта. Мне очень бы хотелось еще сказать благодарность всем регионам, которые приехали в этот раз. Их, правда, немного, но мы за счет онлайн-участия смогли узнать опыт и других тоже. Поблагодарить их и вручить им и маленькие сувенирчики. И поэтому я немножко путаюсь. Так. У всех каждый намек есть. Это Татьяна Алексеевна Великий Устюг. Так, Марина Анатольевна наш сомодератор нашего участия. Я думаю, что вообще такой замечательный профессионал, который нам очень во многом, как эксперт, помогает оценивать нашу работу. Спасибо огромное. Так. И Надежде Михайловне, конечно. Национальный, чтобы нас не забывал, Надежда Михайловна. Самолет не пустят. Это же сумочка. Это же сумочка, Надежда Михайловна. Спасибо огромное, спасибо огромное. Ну и вообще мы желаем вам всего самого доброго. Завтра нашим курсантам еще завершить благополучно проезд. Хозяевам удачно их принять и получить благодарность и восхищение той работе, которую они проделали, будучи модельными библиотеками. Всем вам огромных успехов. Нашему коллективу особое спасибо за то, что вы были эти 2 дня, может быть, не все подряд, но сегодня санитарный день, и поэтому наше участие расширено. Я очень рада этому. Спасибо всем, дорогие ЦБС, региональные библиотеки, спасибо. Мне вот, как я сказала, хотелось бы, чтобы раз в 2 или раз в 3 года собирался краеведческий актив, именно чтобы приходили к нам наши партнеры. Библиотека Коми-научного центра, университета, региональные библиотеки, чтобы к нам, музеи присоединялись к нам, чтобы эта площадка была таким форматом общения какого-то систематического плана. Спасибо всем. Дорогие коллеги, кто хотел презентацию, подойдите ко мне. Презентации из семинара кому-то нужны, то обращайтесь ко мне. Вот к мальчикам. Ага. Сюда, к мальчикам. Они скинут.
И сегодняшний, и вчерашний. Да, все есть. Да? Или кому? Ну, да, это, ну, хорошо, мне я найду. Хозяина. Да. Я сейчас поеду, хочу ознакомить